участникам сегодняшней интересной работы, обсуждения и найти ответы на все те вопросы, которые будут поставлены в рамках сегодняшней площадки. Спасибо. Мы передаем слово для приветствия Галине Владимировне Китай-Городской, ректору Республиканского института развития образования. Добрый день, уважаемые коллеги, участники площадки, которая очень важна для сферы образования с точки зрения формирования новых компетенций каждым педагогом и каждым руководителем. Сегодня мы находимся в обновленном пространстве Республиканского института развития образования. Мы очень рады, что в контексте тех задач, которые стоят перед профессиональным сообществом, проект «Современная школа» позволил нам создать это обновленное, мотивирующее для педагога пространство. Уважаемые коллеги, на втором этаже нашего института находятся две обновленных онлайн-студии и виртуальная лаборатория для создания видеоуроков. Поэтому, конечно, мы понимаем, что в Институте развития образования сегодня созданы все условия для формирования тех компетенций, которые нужны для педагогов, которые сегодня работают в цифровой школе. Площадка не случайно носит именно такое символичное наименование. Мы считаем, что действительно каждая школа сегодня способна включиться в цифровую трансформацию. Да, есть очень много государственных документов, нам понятна их регламентация, но самое главное, каким образом выстроена работа в каждом муниципальном образовании и в каждой образовательной организации. Потому что в центре нашего внимания, конечно, педагог. Поэтому сегодня многие доклады будут посвящены именно условиям, которые должны быть созданы на всех уровнях, на республиканском, на муниципальном, на уровне образовательной организации, для того, чтобы педагог овладел этими компетенциями. Уважаемые коллеги, в рамках сегодняшнего дня, а мы работаем почти 7 часов, наши педагоги практики будут представлять уже свой опыт, делиться теми педагогическими инновациями, которые сегодня позволяют нам действительно повысить качество образования. Большое значение имеет таким образом выстроена эта работа на уровне муниципального образования. И сегодня у нас есть уникальная возможность представить опыт муниципального образования города Сыктывкар. Но мы понимаем, что такая работа комплексная, системная, она действительно должна сопровождаться на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И мы очень рады, что сегодня первый доклад, он как раз будет от координатора проекта «Цифровая школа», «Цифровизация» Евгения Митюшева, который как раз представит не только государственную политику, а именно то ресурсное сопровождение данного проекта, который позволяет сегодня говорить об обновлении не только инфраструктуры, но и об обновлении профессиональных компетенций педагогов. Итак, уважаемые коллеги, мы желаем вам успешной работы. Мы понимаем, что в дальнейшем мы будем сопровождать педагогическое сообщество. И та система, которая выстроена сегодня в республике по выявлению лучших практик, она позволяет нам встречаться именно на таких площадках, дискуссионных, профессионально интересных с точки зрения и выявления, и демонстрации уже педагогического опыта. Коллеги, к нам сегодня присоединились 20 муниципальных образований Республики Коми. Мы приветствуем всех, кто сегодня с нами работает в онлайн-режиме, и уже общее количество, мы сейчас сказали, уже более 120 подключений. С нами работают образовательные организации нашей республики. Поэтому, уважаемые коллеги, я надеюсь, что даже в онлайн-режиме у вас будет возможность задать вопросы. Вот я вижу, уже вопросы, да, появляются, поэтому, коллеги, выступающие, я прошу вас, чтобы это действительно был прямой диалог для того, чтобы мы выстроили в дальнейшем работу еще более системно и качественно. Спасибо вам большое, успехов! Уважаемая Галина Владимировна, уважаемый Олег Александрович, мы благодарим вас за такой позитивный настрой на нашу эффективную работу нашей площадки и начинаем. Итак, первый доклад прозвучит. Тематика его – цифровая образовательная среда региона. Стратегия в области цифровой трансформации сферы образования Республики Коми. И мы передаем слово Евгению Евгеньевичу Митюшеву,
начальнику отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Презентацию можно? Вопросы цифровой трансформации сегодня нашли отражение в поручениях президента, в федеральных поручениях, в нормативных правовых актах и, естественно, они транслируются с федерального на региональный уровень. В 2020 году в послании президента было отмечено, что вопросы цифровой трансформации образования должны обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребенка. Если вот эти вот общие, скажем так, поручения раскрыть на уровне региона, на уровне показателей, основных показателей, которые касаются цифровой трансформации образования на сегодняшний день в рамках реализуемых проектов, то, конечно же, мы должны говорить о том, что 100% школ оснащены современным компьютерным оборудованием, 100% школ имеют высокоскоростной доступ к сети интернет, 100% школ имеют современную IT-инфраструктуру в зданиях для того, чтобы можно было иметь доступ к сети интернет. 100% школ имеют доступ к цифровому верифицированному образовательному контенту и образовательным сервисам. И 100% услуг в сфере образования и сервисов доступны для родителей, для детей в электронном виде. Это замечательная картина. Мы к ней стремимся, и, наверное, за все время реализации проектов в сфере информатизации образования мы наиболее близко к достижению вот таких показателей 100% по всем абсолютно направлениям, которые должны создать условия для полноценного внедрения цифровой образовательной среды. На сегодняшний день понятно, что картина далеко не такая, но еще раз повторюсь, что в процессе своего доклада я расскажу о том, как мы в ближайшие годы достигнем этих показателей. На сегодняшний день мы видим, что благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» уже 52% школ по всей Республике Коми получили современное компьютерное оборудование. Этот проект реализуется с 2019 года. За 3 полноценных года реализации более половины школ уже получили эту технику. 54% школ подключены на сегодняшний день к единой сети передачи данных, которая создается в рамках федерального проекта. При этом, если буквально недавно, несколько лет назад мы говорили о том, что школы подключены к сети интернет со скоростью 2 мегабита в секунду или 10 мегабит в секунду, и это считалось как бы средним по Республике Коми, то теперь уже практически 70% школ подключены к сети интернет на скорости 100 мегабит в секунду в городах и 50 мегабит в секунду в сельских населенных пунктах. Да, на сегодняшний день пока не начата реализация проектов по созданию современной IT-инфраструктуры в зданиях, которая обеспечивает передачу данных внутри именно зданий образовательных организаций. Да, на сегодняшний день пока на федеральном уровне не запущена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды. И на сегодняшний день не все 100% функций или услуг в Республике Коми именно переведены в электронный вид. Далее я расскажу о конкретных проектах, которые по всем этим показателям позволят нам достичь целевого состояния 100% по каждому из показателей. 3 основных блока, которые направлены на выполнение этих задач, они содержатся в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда», который для нас на региональном уровне, как я уже сказал, включает в первую очередь оснащение образовательных организаций, общеобразовательных организаций компьютерным оборудованием. На федеральном уровне и затем регион подключится, создается федеральная информационно-сервисная образовательная платформа, такое название в ГИС «Моя школа»,
Возможно, название мы увидим в результате некоторое другое, но уже в ближайшее время для регионов будут доступны сервисы этой образовательной платформы. Второй блок – это федеральный проект «Информационная инфраструктура», который реализуется в рамках программы «Цифровая экономика», включает в себя подключение всех школ к сети интернет и как раз-таки создание современной IT-инфраструктуры в зданиях, так называемый стандарт «Цифровая школа». Ну и еще один блок, который реализуется уже непосредственно на уровне Республики Коми, на уровне региона. Мы занимаемся переводом услуг в электронный вид, и мы занимаемся развитием государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование», которое всем широко известно и которое на сегодняшний день достаточно активно используется практически во всех образовательных организациях Республики Коми. Если говорить более детально именно о том, что делается на уровне региона, то в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2019-2020 годах оснащено 113 образовательных организаций компьютерным оборудованием. Это компьютерное оборудование позволит использовать в образовательных организациях возможности федеральной образовательной платформы, возможности цифрового образовательного контента и так далее. В 2021 году мы на эти цели направили более 150 миллионов рублей, и 80 организаций получили более 2000 единиц ноутбуков для обучающихся и многофункциональные устройства. Эта работа будет продолжена и в последующие годы реализации в 2022 и 2023 году. Мы полностью охватим все образовательные организации этим проектом, и тем самым у нас 100% школ будут оснащены современным компьютерным оборудованием в том объеме, который предусмотрен федеральным проектом «Цифровая образовательная среда». Вторая составляющая, в которой активно участвует регион, активно участвует Республика Коми, это подключение школ к единой сети передачи данных. Единая сеть передачи данных создается на уровне Российской Федерации, в нее входят общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и территориальные избирательные комиссии. Создается она по поручению президента Российской Федерации, оператором единой сети передачи данных является ПАО «Ростелеком». Минимальные скорости, которые обеспечиваются именно для образовательных организаций, как я уже сказал, 100 мегабит в городских населенных пунктах и 50 мегабит в секунду в сельских населенных пунктах. В результате к концу 2021 года у нас по Республике Коми не останется ни одной школы, которая имела бы спутниковое подключение к сети интернет или подключение к сети интернет по низкоэффективной устаревшей технологии связи, как подключение по технологии ADSL или другие типы подключения. Все 100% школ будут иметь возможность подключения к сети интернет по оптоволокну. По состоянию на сегодняшний день промежуточный результат проекта – это 54% школ, они уже вошли в единую сеть передачи данных. С 2022 года этот показатель должен стать 100%. Всего по проекту подключено более 200 объектов, более 200 зданий образовательных организаций. Это немаловажно, потому что мы во всех абсолютно проектах стараемся учитывать именно здания, поскольку мы понимаем, как выглядит сегодня сеть образовательных организаций, и что каждое здание, каждый учебный корпус, везде, где ведется образовательный процесс, где обучаются дети, везде должны быть созданы современные условия цифровой образовательной среды. Еще одна составляющая, которая, как я уже сказал, касается оснащения непосредственно зданий средой для передачи данных, поскольку подключение самой школы к сети интернет недостаточно для того, чтобы в каждой аудитории учебной, в каждом классе появились условия для педагогов для использования цифровых возможностей. На уровне Российской Федерации Минпросвещения России и Минцифры России утвержден стандарт «Цифровая школа». Этот стандарт предусматривает оснащение школ телекоммуникационным оборудованием. На слайде представлено как раз схематичное изображение, что в каждом классе предусмотрено необходимое оборудование для передачи данных.
В том числе этот проект включает в себя элементы безопасности, которые предусмотрены действующими требованиями к антитеррористической защищенности. Как и все уже перечисленные проекты, этот проект для Республики Коми утвержден. Уже заключено соглашение по финансированию этого проекта. Объем финансирования внушительный, не меньше, чем по проекту «Цифровая образовательная среда». В него войдут, как я уже сказал, 100% образовательных организаций, общеобразовательных организаций. И он начнется, первый этап его реализации наступит в 2023 году. По условиям соглашения с Минцифрой России этот проект должен быть в Республике Коми завершен в 2024 году. То есть уже в 2024 году, после того, как школы получат высокоскоростной доступ к сети интернет, школы получат возможность его полноценного использования во всех учебных аудиториях общеобразовательных организаций. Ну и теперь несколько про, так скажем, последний региональный уровень. Что касается услуг, функций в электронном виде. Сегодня в рамках, опять же, федеральных поручений очень много работы ведется по направлению перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид. По отрасли образования в перечень массовых социально значимых услуг, подлежащих переводу в электронный вид, вошло достаточное количество услуг, которые на самом деле будут востребованы гражданами. Это и в том числе запись в школу, запись в профессиональные образовательные организации, запись в детские сады, выплата компенсации родительской платы за детский сад. Все эти услуги будут предоставляться в электронном виде, они будут доступны для граждан в электронном виде, никто не отменяет традиционный подход к получению услуг, на едином портале государственных услуг Российской Федерации. Для этого, естественно, потребуется дальнейшее развитие нашей региональной информационной системы в сфере образования, ГИС «Электронное образование». Помимо этого, мы продолжим ее развитие в части наполнения цифровых образовательных профилей обучающихся и наполнения функциональными возможностями для формирования индивидуальных траекторий. Помимо этого, Минпросвещения России были рекомендованы несколько дополнительных услуг, функций, которые необходимо предусмотреть для перевода в электронный вид. Это такие услуги и функции, как запись на государственную итоговую аттестацию, запись на участие во Всероссийской олимпиаде школьников и ряд других. По данным услугам, функциям рассматриваются для реализации иные информационные системы и сервисы. По основным услугам, которые связаны с записью в школу, записью в профессиональные образовательные организации, записью в детский сад, срок реализации в электронном виде 2021 год, конец 2021 года. Несколько цифр статистических по услугам хочу привести. В Республике Коми цифровые услуги для граждан достаточно востребованы. Об этом свидетельствует фактическое количество поданных в электронном виде заявлений. В частности, в этом году в рамках первой волны приема в первые классы более половины заявлений по всей Республике Коми было подано в электронном виде. Если разложить этот показатель по наиболее крупным городам Республики Коми, то процент, естественно, будет значительно выше. Поэтому данное направление оставляем, считаем для себя одним из приоритетных и работу продолжим. Что позволит нам все вышеперечисленное? Это в первую очередь инфраструктура. Я говорил об инфраструктуре, то есть о тех минимально необходимых условиях для того, чтобы перейти к следующему этапу. Следующий этап, он детально описан в утвержденной в 2021 году стратегии цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы в Республике Коми. Она утверждена на уровне Республики Коми, эта стратегия, и она включает в себя отдельный большой блок, посвященный цифровой трансформации в сфере образования. Без решения инфраструктурных задач, о которых я говорил, мы не сможем в полной мере приступить к реализации стратегии, поэтому на сегодняшний день первоочередные приоритетные задачи необходимо решить в рамках вышеобозначенных проектов.
Это позволит дальше, в дальнейшем, получить возможность именно полноценного использования во всех образовательных организациях проектов цифровой трансформации. В частности, это рекомендованные на федеральном уровне Минпросвещения России проекты «Цифровое портфолио ученика», «Цифровой помощник ученика», «Цифровой помощник родителя», «Цифровой помощник учителя» и так далее. Не буду здесь подробно останавливаться на данных проектах, они имеют достаточно интересное описание. Все подробно описано, разложено в самой стратегии цифровой трансформации. Единственное, отмечу, что сами проекты назначены к началу реализации до 2024 года, то есть это достаточно близкая перспектива. И они продолжат свою работу, эти проекты, до 2030 года. И, наверное, в завершении хочу остановиться на еще одном моменте, который непосредственно связан с реализацией стратегии цифровой трансформации в образовании. Один из вызовов, который обозначен в этой стратегии, это именно вызов, связанный с переходом на управление на основе данных. Для отрасли образования, для большой отрасли в Республике Коми, это серьезный вызов, потому что данные, которые обрабатываются по отрасли, они действительно большие. Как сегодня говорят, большие данные. У нас есть много источников получения данных. Это официальные информационные ресурсы, государственные информационные системы, статистика федеральная. Есть иные информационные системы, иные информационные ресурсы. К сожалению, на сегодняшний день мы видим, что очень много есть недостатков в этих данных, потому что зачастую они между собой не сходятся. Здесь самую важную роль имеют именно первичные данные, которые мы получаем от образовательных организаций. В том случае, если эти первичные данные на уровне образовательной организации будут выверены, если они будут достоверны, то и мы сможем говорить о том, что переход к управлению на основе данных, к принятию объективных и своевременных решений управленческих будет возможен. На этом спасибо за внимание. И хочу отметить, что цифровая трансформация, о которой я говорил, это, еще раз повторюсь, не только инфраструктурные проекты, которые вот уже в ближайшие годы будут в полном объеме реализованы и выполнены. Это в первую очередь изменение процессов. И в частности, та инфраструктура, которая будет создана, она позволит, в качестве примера, изменить один из процессов, это перейти к управлению на основе данных. Спасибо. Благодарю вас, Евгений Евгеньевич. Уважаемые коллеги, действительно видим, что сегодня на уровне республики делается уже очень многое в плане цифровой трансформации образования, а именно обеспечения инфраструктуры. Потому что без инфраструктуры действительно мы не сможем с вами реализовать другие направления цифровой трансформации. Коллеги, нам был представлен опыт нашей республики Коми, а сейчас с нами на связи Виктория Аркадьевна Власенко. Она представляет опыт Владимирской области. Виктория Аркадьевна, начальник информационно-компьютерного отдела Департамента образования Владимирской области, представит нам выступление на тему «Цифровая образовательная среда региона. Стратегия построения и развития». Виктория Аркадьевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Сейчас, минуточку, я выпущу. Демонстрацию стола рабочего. Да, все видим. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжу тему предыдущего докладчика. И, конечно, мы также понимаем, что сегодня образование ключевая, наверное, отрасль, которая должна обеспечить переход в цифровую эпоху. И наша школа, традиционная школа, может оказаться в сложной ситуации, если не будет использовать возможности цифровых технологий и не формировать необходимые компетенции для цифровой экономики. И, конечно, сейчас велика роль тех национальных проектов и программ, это и образование, и цифровая экономика, которые направлены на создание базовых условий, предоставление как раз равного доступа к системам, инструментам устранения цифрового неравенства. И ключевые там 3 направления по созданию этих базовых условий, они, наверное, во всех регионах сейчас одинаковые, это связь, инфраструктура и доступ
к сервисам, как федеральным, так и развитие региональных сервисов. Конечно, в нашем регионе это работа будет. Что касается региональных информационных сервисов, то эта работа у нас начата в 2013 году. Наши системы объединены в рамках государственной информационной системы Владимирской области. Это единая система, которая состоит из множества модулей, и эти модули мы создавали, исходя из проектируемых нами, скорее, да, потребностей учеников, родителей и учителей. Почему проектируемых? Потому что очень часто те возможности, которые появлялись в новых системах и сервисах, не были сразу востребованы теми, скажем, потребителями, на которых мы ориентировались. В качестве примера можно сказать, что наши родители, получив доступ к электронному дневнику и журналу, вовсе не горели некоторые категории, да, желанием узнавать каждый день о тех проблемах, которые есть в обучении его ребенка. Постепенно эта ситуация выравнивается, но тем не менее мы скорее строим среду, исходя из нашего представления о том, что будет нужно нашим потребителям. И внедренные региональные решения, их, наверное, больше 14, они решают различные задачи. Это как решения по основным уровням образования, детский сад, школа, колледж, дополнительное образование, так и решения, которые дают дополнительные инструменты для решения, например, проведения мониторинга электронного, это библиотека инновационных педагогических практик, система дистанционного обучения, питания, платформа сайтов, и так далее. Если говорить про какие-то особенности, может быть, то мы стараемся выстраивать нашу систему, интегрируя все модули. В частности, например, платформа сайтов, которая создана, это некий региональный, наверное, аналог Госвеб. Это такой конструктор, в котором заложены все требования федерального законодательства в части разделов содержания, вся основная информация об образовательной организации, включая документы, копии документов подтягиваются из той информационной системы, которая соответствует этому уровню. То есть, например, в электронной школе школа заполнила свои данные, адрес, подгрузила туда документы, и все эти документы автоматически подтягиваются на соответствующий сайт. И плюс у школы есть возможность конструировать какие-то дополнительные разделы этого ресурса. Чем это удобно? Это позволяет очень быстро изменить структуру, добавить новые разделы в случае изменения федерального законодательства, при этом школа, не нужно ей привлекать каких-то технических специалистов, это автоматически появляется, при наличии в системе информация подтягивается, плюс сделаны автоматизированные разделы для мониторинга содержания сайтов. То есть и директор школы видит, какие разделы в школьном сайте не заполнены, это выделяется красным, и созданы соответствующие кабинеты для уровня управления образования, для быстрого контроля за содержанием, соответствием требованиям законодательства. Что еще можно привести в качестве примера? Например, данные, которые у нас в наших информационных системах, мы ежегодно выверяем в рамках приемки статистических отчетов. То есть статистический отчет формируется в информационные системы, там школа, детский сад, доп. Образование и так далее. И далее уже школа на основании этого отчета выверяет эти данные и передает уже в статистику сверенные данные. Мы понимаем, что то, что находится в наших отчетах, оно соответствует реальной ситуации. И так далее. Картинка, связанная с оказанием государственных муниципальных услуг, аналогичная Республике Коми. Также на базе этих информационных систем у нас оказываются услуги. И понятно, что большое количество систем невозможно эффективно внедрять, не обеспечив соответствующую информационно-методическую, технологическую поддержку и функционирование. У нас создан в области региональный центр цифровой трансформации на базе нашего Института развития образования, и там же у нас создан центр обработки данных. Это отдельное помещение, которое мы соответствующим образом оснастили. Это все оборудование аттестовано, информационные системы как ГИС и соответствуют всем требованиям информационной безопасности. Но вместе с тем, вот то, о чем я говорила, все это демонстрирует именно такой информационно-технологический подход к пониманию среды. Да? То есть это подход, который прослеживается и в федеральных документах, и в ФГОСах, и в законе об образовании, и в ранее рассмотренной целевой модели ЦОС. То есть в рамках этого подхода
мы рассматриваем среды, которые локализованы по территориальному признаку и уровню. То есть это среды федеральные, региональные, муниципальные, среда образовательной организации. И их цель – это обеспечить информационно-технологическое обеспечение решения задач, соответствующих уровню образования. Ну, образовательная организация, соответственно, управление и организация образовательным процессом, органы управления, это мониторинг этого процесса, контроль и так далее. Но вот когда мы берем именно этот подход, то мы исключаем из рассмотрения самих участников, субъектов образовательного процесса, и на самом деле это неверно, да, потому что здесь есть ребенок, есть отношения с его окружением, есть отношения с другими факторами, да, социальной действительности, то есть мы не рассмотрим как естественное, так и искусственное социокультурное отношение, что также влияет на те процессы, которые идут в образовательной организации, и то, какие инструменты мы должны предоставить этой образовательной организации, родителю, ребенку, педагогу. Если говорить про нашу область, то особенность вот нашего социокультурного положения или вот наш регион как место развития, его особенности – это больше половины сельских территорий, разные условия, конечно, получения образования, очень серьезная проблема с кадрами. Поскольку у нас, с одной стороны, Москва, Московская область и отдельных наших муниципальных образований 15 минут до Московской области, где, конечно, совсем другой уровень оплаты, и с другой стороны, Нижегородская область, ну и плюс, конечно, несоответствие между требованиями ФГОС и теми кадровыми ресурсными возможностями, которые пока есть в образовательных организациях. Если рассматривать этот вопрос еще шире, да, мы будем рассматривать школу, которая расположена не просто в регионе, а на которую влияют и те цели, задачи, те направления, которые сегодня актуальны в мировом сообществе, так называемая мировая повестка, да, какие-то цели, которые провозглашены на уровне Российской Федерации. И все это так или иначе создает среду, в которой находится школа, в которой находится наш ученик. И если говорить о цифровых технологиях, то школа уже не так закрыта от этого внешнего влияния, от этих новых участников образовательного процесса, как это было ранее в традиционном понимании. Поэтому вот это самое социокультурное окружение, оно может как способствовать достижению поставленных целей, так и наоборот, ну, этим целям препятствовать. И это вот нужно учитывать. И когда мы думали над тем, как же нам все-таки выстраивать дальнейшее развитие нашей региональной среды, мы рассматривали эту ситуацию и для себя выделили определенные моменты, определенные проблемы, которые на сегодняшний день есть, в нашем образовании точно. Это образование использует чаще всего именно региональные ресурсы, ими ограничено во многих образовательных организациях, это отсутствие продуктивных коммуникаций, но что для себя мы выделили очень значимым, это как раз очень часто отсутствие образовательного запроса, отсутствие подмены отстранения именно на новые цифровые технологии. В чем это проявилось? Например, опять же, в 2020 году пример, да, с коронавирусной инфекцией, с переходом на дистанционное обучение. Успешными в дистанционном обучении оказались у нас вовсе не школы, которые наиболее оснащены были и всячески демонстрировали использование современных технологий удивительным образом, да, а школы, которые активно внедряли технологии, педагогические технологии и инструменты действительно использовались там именно продуманно. Поэтому вот здесь важность материально-технического оснащения школы, ресурсного оснащения была менее значима, чем именно вот эта инновационная деятельность и те цифровые компетенции, которые были сформированы у родителей, и та практика использования электронных инструментов, которая у педагогов и у родителей, практика, которая уже была в образовательной организации, с которой были знакомы и дети, и родители в процессе обычного традиционного учебного процесса. Ну и нежелание, конечно, и наших родителей и педагогов менять свои вот эти ценности, нормы, которые они впитали еще в школе. Вот это все тоже сказалось и было проблемой, да? Поэтому мы для себя выделили вот этот перечень проблем и те разрывы, которые нам нужно преодолевать, с которыми нам нужно работать, и значимость. Понятно, мы все понимали, что такое нормативная база, что такое правовая система, которую нужно сделать соответствующей именно новым технологиям, технологические барьеры, там условия, кадры. А вот эта культура запроса на цифровые технологии, на внедрение цифровых технологий, эффективно
активное внедрение в образовательный процесс, и барьеры, связанные с общественным принятием, то есть когда мы предлагаем, да, эти технологии, когда школа пытается внедрить, да, а родители не хотят, да, то есть пользователи наши, да, наша целевая аудитория, она к этому не готова. Вот это тоже проблема, с которой нужно работать. Нормативная база цифровой трансформации сегодня, ну, достаточно широка, все это изложено в федеральных документах и на уровне регионов соответствующие стратегии цифровой трансформации, но если посмотреть по направлениям измерения цифровой трансформации, мы видим, что здесь не только данные, модели, кадры, но и культура использования, те модели, процессы, которые идут в конкретной организации, в том числе и в образовательной. И вот здесь мы для себя определили значимость тех целей, которые сегодня стоят именно перед цифровой трансформацией. Вот как раз проблемы, связанные с материально-техническим оснащением, с инфраструктурой, она уходит на самый последний план. Да? В первую очередь это то, как образовательная организация понимает важность, целей, которые перед собой ставит, чтобы она четко их сформулировала, что она хочет получить в результате. И здесь ориентироваться именно надо на те требования цифровой экономики, а не просто традиционные цели образовательной организации, традиционная школа. Если второй по значимости, да, целью – это освоение образовательными организациями, именно внутри образовательной организации, внедрение в деятельность образовательных технологий и решений, а не просто имитация их использования для того, чтобы там аттестоваться или продемонстрировать где-то использование каких-то современных гаджетов. Третий уровень, да, это навыки и ценности учителей, их понимание тех результатов, тех процессов, которые они организуют. И только четвертое место – это как раз инфраструктура. И только в этом случае наша образовательная среда сможет обеспечить среду для развития вот этих всех очень различных категорий, с очень различными потребностями, для того, чтобы действительно создать условия для любого ребенка, который учится в любой образовательной организации региона. И, конечно, тот педагог, которого мы хотим видеть, который готов, хочет, активно внедряет, умеет работать в команде, умеет делиться, и который постоянно развивается. И те процессы в школе, то есть все вовлечены в процесс, персонализированная модель образования, открытое и непрерывное горизонтальное взаимодействие, все эти слова очень красивые, с глубоким смыслом, вы все слышали. И, конечно, наш регион также включился во все федеральные проекты, они необходимы, и каждый из этих проектов мы для себя видим как дальнейшее развитие тех наших модулей. Здесь на слайде представлены те модули в региональной системе, государственной информационной системе, которые в дальнейшем мы планируем развивать для того, чтобы решить задачи, стоящие перед вот этими направлениями, для того, чтобы решить задачи этих проектов. Но вместе с тем, то, о чем я говорила ранее, да, подтолкнуло на нас на включение еще 2 дополнительных региональных проектов. Первый проект, он связан с средой нашей региональной, с дальнейшим развитием ресурсов, с поддержкой инфраструктуры школ. А вот следующий проект «Инновационные педагогические практики» мы как раз выделили отдельно. Он является продолжением наших региональных инициатив. И вот по аналогии с Сингапуром, такие семена инноваций. Да? То есть мы планируем развивать наши инновационные школы и транслировать этот педагогический опыт как бы дальше в другие школы. То есть мы хотим донести инновации в саму школу. И ценность вот как раз тогда новых создаваемых нацпроектами сущностей, она будет шире, чем просто обеспечение конкретной территории с конкретным населением, некой сущностью. Важно именно создать прецедент использования, да? Сформировать запрос на то оборудование, которое в школу пришло. Если перефразировать Стругацких, порой наши педагоги и ученики получают ответы на те вопросы, которые они не задавали. Вот наша задача в рамках этого проекта сформировать у них вопросы, ответы на которые они получают. И в качестве иллюстрации к тому, как же мы это делаем, я хочу показать некоторые региональные инициативы, которые у нас реализуются, начатая их реализация ранее нацпроекта. Это, например, создание сети пилотных школ.
по образовательной робототехнике, то есть первой нашей, скажем, сущностью, да, такое слово постоянно звучит, был региональный кванториум. Но проблема, которую мы увидели на уровне региона, связана с тем, что не заложена была в его деятельность работа с педагогами, работа только с детьми, причем получается, что у нас только город Владимир, только дети Владимира и близлежащих территорий. А вот робототехника в остальных школах, особенно сельских, конечно, развиваться не могла, педагоги не знали, не умели, оборудования не было. Поэтому мы в рамках нашей государственной программы Владимирской области информационное общество в рамках мероприятия выделили финансирование. Кванториум сформировал инфраструктурный лист на комплект оборудования по робототехнике для образовательных организаций. На базе нашей системы электронного дистанционного обучения был сформирован соответствующий дистанционный курс, и педагоги обучались сами на курсе. Кванториум оказывал методическую поддержку, приглашал их на тренинги, на различные мероприятия, на соревнования. И таким образом была создана сеть пилотных площадок по образовательной робототехнике, что позволило нам более комфортно войти в проект в части создания точек роста. Да? То есть муниципалитеты получали оборудование, но у них были уже школы, которые становились муниципальными центрами, которые могли транслировать уже тот опыт, который они приобрели в рамках нашего проекта. Ну и плюс дистанционные курсы, которые были созданы, они позволяли и ребенку самостоятельно осваивать робототехнику, потому что были созданы не только для нашего набора на базе Arduino, но и для широко распространенных конструкторов. Вторая инициатива, которая тоже может быть интересна, это также реализуется у нас в рамках госпрограммы «Информационное общество». Это создание вот как раз той самой системы электронного дистанционного обучения. Эта система была создана в 2014-2015 году. Были пилотные школы, пилотные школы опробировали, развивали, дорабатывали. К 2019 году у нас было уже более 70 пилотных школ во всех муниципальных образованиях. И это позволило нам, ну, не сказать, что достаточно легко, но тем не менее нам, наверное, было проще, чем другим регионам, потому что в каждом муниципальном образовании были школы, которые могли обучать педагогов. Мы очень быстро здесь вот представлена, да, скорость, подключили все образовательные организации к системе. Инструменты системы были как традиционные инструменты Moodle, так мы создавали инструменты, которые активно используют педагоги на других сервисах. Так, в частности, мы туда включили, нам разработчики сделали инструменты аналогичные, например, сервис Learning Cups. Там у нас была возможность цифрового урока, то есть организация дистанционного взаимодействия внутри вот этой системы. И это, конечно, ну, мы почувствовали значимость того, что было сделано ранее. Это позволило, например, в процессе обучения обучал не только Институт развития образования работать с системой, работать с электронными ресурсами, создавать дистанционный урок, но и обучали педагоги наших пилотных площадок. То есть у нас велись трансляции постоянно о том, как это сделать легко и просто. Были для разных категорий математики, физики, химики, ну, вот все категории обучающихся. И другое направление – это внедрение электронных учебников, которое также у нас было реализовано достаточно давно. Сначала, там, по-моему, 2 у нас пилотные школы, которые выделили классы, полностью перешедшие на электронные учебники. Мы предоставляли им учебники, предоставляли соответствующие устройства, они отрабатывали методики и в дальнейшем стали стажировочными площадками. На базе этих школ педагоги других школ осваивают, обучаясь в Институте развития образования, осваивают именно методику использования электронных учебников, электронных ресурсов. И это более эффективно, чем просто курс на базе Института развития образования, когда педагог видит, как это внедрено в школе, какая нормативная база, как распределяется оборудование, как оно используется, насколько это комфортно. Если говорить об обратной связи, ну, пример приведу. Первый класс, который был создан, мы создали специально пилотную площадку на базе образовательной организации, расположенной в малом городе, где
не продвинутые, как мы говорим, да, родители и дети. И первая реакция родителей: мы не хотим брать дорогое оборудование, мы боимся его разбить, мы не хотим электронные учебники, мы хотим только бумажные, нам это неудобно, некомфортно. Через год апробации родители начали сами покупать устройство своему ребенку. Уже желание, то есть тот мониторинг, который мы проводили, желание родителей включиться в этот процесс было уже почти 90%. То есть когда приходит инновация именно в школу, когда педагог пробует, да, и когда он видит, как другой это использует, это более эффективно, чем просто предоставление оборудования и рассказ о том, как это нужно использовать. Ну и завершая свое выступление, проектируя образовательную, информационную, цифровую образовательную среду региона, мы, конечно, должны учитывать те запросы, которые есть у школы, которые есть у муниципалитета и которые есть у региона, и формировать эти запросы. И то, к чему мы хотим прийти, это к такой экосистеме, где есть все необходимые инструменты, где все вовлеченные стороны получают то, что необходимо для достижения целей цифровой трансформации. Ну, я завершила свое выступление. Спасибо. Если есть вопросы, готова ответить. Спасибо. Коллеги, мы напоминаем, что вы можете задавать свои вопросы непосредственно в чате трансляции. И, конечно, вопросы в нашей студии тоже принимаются, чтобы наши уважаемые докладчики могли на них ответить. Коллеги, количество участников у нас растет буквально с каждой минутой. В нашей студии тоже остается уже очень мало свободных мест. Мы благодарим Викторию Аркадьевну за представление регионального опыта. Мы видим, что действительно у нас есть очень много схожих проблем и в Республике Коми, и во Владимирской области. И мы рады, что мы готовы друг с другом взаимодействовать и показывать те пути решения, которые найдены уже и нами, и нашими коллегами. Виктория Аркадьевна обратила внимание на такой момент, что очень важно не только иметь соответствующую инфраструктуру, да, не только технологическую составляющую, но очень важно также и владеть технологиями, педагогическими технологиями, правильно применять те инструменты технологические, которые нам уже даны. И поэтому нашу с вами дискуссию продолжит Марина Ефимовна Вайандорс-Соева. Марина Ефимовна, пожалуйста, к нам подключайтесь. Марина Ефимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры технологий профессионального обучения МПГУ, руководитель магистерской программы электронные образовательные технологии, федеральный эксперт. Марина Ефимовна, пожалуйста, вам слово. Цифровая дидактика в современной школе. Тема выступления Марина Ефимовна. Марина Ефимовна, мы вас видим. Пожалуйста, передаем вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Самый нужный момент. Час Х наступает, свет отключается. И продолжаем с вами работать. Сегодня очень интересная конференция, впрочем, как и обычно, проводится в Коми, потому что вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они касаются каждого из нас. Каждого, потому что мы заняты с образованием. Странно, вот так мы сделаем. Потому что они связаны с нашей профессиональной деятельностью. И я бы хотела здесь отметить, что то, о чем мы будем с вами говорить, это совсем не разговоры и совсем не слова, потому что учитель – это именно тот человек, который наполняет эти интересные, красивые слова содержанием. И если мы это понимаем… Просим прощения, мы на нашем экране видим только белый лист. Вы свою презентацию у себя видите, да? Да, да. Может быть, мы тогда запустим с нашей стороны? Давайте, Хорошо. давайте. Да, просто запущена, наверное, доска для демонстрации. Да, у вас, наверное, запущена доска для демонстрации, Михаил. Давайте я еще раз попробую. Хорошо, давайте еще раз попробуем. Включаю демонстрацию экрана. Все, я увидела, это появилась доска сообщений. Вот так. Да, все, замечательно. Все, спасибо. Я автоматически нажала. Все нормально теперь? Хорошо, продолжайте.
Все, спасибо большое. Я хочу сказать, что именно учитель наполняет содержанием слова, чтобы они не были просто красивыми. И это очень важно. И мы сегодня с вами поговорим о цифровой дидактике, о том, что вошло в нашу жизнь, независимо от того, хотим мы с вами этого или нет. Ведь цифровая дидактика – это такой очень удивительный процесс, когда мы отвечаем на вопросы, поставленные перед любой дидактикой. И неважно, это традиционный процесс учебный или цифровой, или, как еще говорят, электронный или дистанционное обучение. Мы всегда озабочены рядом проблем. Кого учить, как учить, зачем учить, для чего учить, какие стратегии выбрать. И любая дидактика, будь то музейная педагогика, будь то военная педагогика, будь то спортивная, дошкольная или школьная, она всегда должна дать ответы на эти вопросы. И тогда новые термины не будут украшением процесса, а будут украшением содержания. Что же относится к цифровой дидактике и вообще что под цифровой дидактикой понимают? На самом-то деле, когда мы говорим о дидактике, мы говорим об обучении. Мы с вами говорим о тех процессах, которые происходят в различных условиях. В данном случае в условиях цифровой образовательной среды. В данном случае это процесс обучения в новом обществе, в цифровом обществе, потому что цифра становится неотъемлемой частью нашей жизни. А как использовать ее в учебном процессе? Как создать условия, чтобы мы правильно воспринимали информацию, чтобы вовлекались в учебный процесс? Ведь у нас очень сложная с вами ситуация. У нас посредник появился, у нас, я говорю, учителей. Раньше мы напрямую общались с обучающимся, а сегодня у нас такая кладезь информации, такой уникальный ресурс, который называется ноутбук, компьютер, смартфон, где мы теперь должны использовать другие возможности и, соответственно, этому обучиться. Плюс к этому надо отметить, что ведь пришло новое поколение, вот буквально обучающихся. Буквально несколько дней назад моя магистрант Инга Тихоновецкая из Беларуси, взяв первый класс, сказала: вы знаете, они свободно владеют технологиями, они свободно владеют инструментами, и мне теперь объяснять нужно в несколько раз меньше. Это первоклассникам, это новое поколение, оно живет в этом мире, и мы, хотим или не хотим, должны понимать, как в этом мире теперь обучать. И, конечно, цифровая дидактика продиктовала нам совсем другие подходы в обучении, ну просто совсем. Здесь нужно понимать, я всегда об этом говорю, что традиционные методы не работают. Они могут быть базой для организации процесса обучения. Появилась другая философия образования. Мы с вами теперь иначе планируем учебный процесс. И возникают новые проблемы. И раньше у нас были и риски, и сложности, но возникла проблема сейчас новая – это подготовка учителей. Вы скажете мне, что, ну, Марина Ефимовна, об этом говорят всегда. Да, всегда говорят, но уровень другой. Очень важно учить учителя в той среде, в которой он будет работать или в которой он работает. И очень важно, чтобы его учил тот, кто сам владеет этими технологиями. Вот когда наступит такой момент, что те, кто учат, сами умеют, в этот момент мы начнем все больше и больше получать специалистов, я имею в виду из вузов педагогических, которые владеют технологиями, потому что не самое главное уметь нажимать на кнопки. Очень важно понимать, как работает этот ресурс и какую дидактическую задачу решает. Сегодня мы очень много говорим с использованием цифровых технологий о взаимном обучении или когортном обучении. Вы, наверное, обратили внимание, что обучающийся начинает выбирать. И неважно, какой у него возраст. Это пионер, комсомолец, простите, вот так утрируя, или это студент, потому что на самом деле тот опыт, который передается внутри поколения, это разговор на одном языке, понимание происходящих процессов правильными, нужными словами. И здесь учитель занимает уже другое место. Он начинает координировать эти процессы, он начинает корректировать, но именно то, о чем говорят на другом как будто бы языке наши обучающиеся. И, конечно, процесс становится ключевым результатом. Мы уже не говорим сегодня о том,
что давайте покажите результат. Нас интересует процесс, как это происходит. И это совсем другой подход к организации обучения. Цифровая дидактика, соответственно, дает совсем другие результаты. С чем это связано? Ну, давайте поставим первый сигнал, первую важную точку. Когда мы говорим о цифровой дидактике, когда мы говорим об учителе в этой среде, мы понимаем, что учитель владеет этими технологиями, что учитель понимает эту среду, что учитель умеет педагогически целесообразно использовать имеющиеся ресурсы. И вот когда учитель умеет, когда он учится постоянно, а сегодня без этого практически невозможно, мы можем говорить о качественном дистанционном обучении. Об этом разговоров сегодня очень много ходит, потому что все считают, ну не все, простите, многие говорят, дистант – это плохо. А я берусь утверждать, что дистант – это хорошо, потому что дистант – это равные возможности, потому что дистант – это обучение в удобном месте, в удобное время. Но он плох, потому что мы не владеем технологиями организации взаимодействия. Вот если мы не умеем организовать взаимодействие через посредника, как я уже сказала, через компьютер, через, там, я не знаю, смартфон, через ноутбук, если мы через это техническое средство, которое имеет внутри много ресурсов для организации обучения, не умеем организовать учебный процесс, тогда мы говорим о плохом дистанционном обучении. А вот хорошее дистанционное обучение, качественное, оно, естественно, дает хорошие результаты. Во-первых, это овладевание гибкими навыками. Это очень серьезно вот в этот век неопределенности, когда мы много говорим о профессиях будущего. Но какими они будут, все-таки мы сегодня только прогнозируем. И если человек научился управлять собой в процессе обучения, в процессе происходящих изменений, то у него всегда будет достаточно высокий статус. Изменилось социальный статус, изменилось жизненное пространство, потому что мы теперь не ограничены стенами класса, школы, дома, вуза. Мы теперь имеем это жизненное пространство на громадной территории. Мы с вами приобрели совсем другую команду для работы. Конечно, хорошо, когда есть те, кто рядом и вместе с тобой в одну сторону дышат и смотрят. Но теперь у нас еще есть большое количество коллег и друзей в разных точках мира, которые могут поддерживать наши идеи, и совместно можно решать много нестандартных задач. Серьезный эффект может давать цифровая дидактика для личностного роста, потому что мы можем найти те материалы, мы можем найти те ресурсы, которые теперь интересуют лично каждого, они стали более доступными. И это мотивирует на саморазвитие. Если ты хочешь быть успешным, надо много этому уделять времени. У нас объединились пространства, и жизнь, и школа. И теперь мы должны научиться здесь жить, благодаря вот этим новшествам, которые пришли вместе с цифровой дидактикой. Мы сегодня с вами говорим много о цифровом, о гибридном обучении. Когда мы используем в аудитории, когда мы работаем со студентами и в аудитории, и дистанционно. Но мы, как учителя, как преподаватели, всегда ощущаем границу. Мы понимаем, что вот у нас здесь обучающиеся и там. И если мы предпочитаем очку все-таки, то, конечно, для нас вот эта дистанционная часть не всегда бывает комфортной. И мы различаем процессы, мы пытаемся понять, как нам и одних учить, и других учить. Но жизнь диктует свои условия. Да, надо сразу сказать, я не противник очного обучения, я вообще за очные встречи, но бывают обстоятельства, поэтому нужно владеть и одной, и другой технологией. Сегодня это очень важно, и очень для меня, например, это очень знаково, что ваш регион именно этим занимается. Но если мы сможем создать такую среду, где мы не будем ощущать границы между очным обучением и дистанционным, когда мы научимся обучать одновременно и одних, и других участников, то есть не различая, не думая, ой, что мне делать с Васей, который дома, или с классом, который здесь. Тогда мы создадим с вами такую среду, которую называют сегодня фиджитал. Это бесшовное состояние дистанционной среды,
вот этой виртуальной и очного класса. Когда мы будем понимать, что для нас, как для учителей, не важно, где находится сегодня ученик, потому что мы будем владеть этой аудиторией и научим в этой среде жить и тех, кто рядом с нами, тогда мы достигнем, наверное, такого пика в использовании цифровых инструментов, которые позволяют это, естественно, сделать. Сегодня очень важно понимать, что важен не простой результат, а важен процесс, потому что процесс помогает понять, где у нас есть проблемы, где есть дефициты, как их ликвидировать, и это очень важно, и решить этот вопрос можно с помощью именно цифровой дидактики. И теперь, когда мы говорим с вами о цифровой дидактике, мы не просто говорим, что 5 – это отлично, 4 – это хорошо, а теперь мы с вами должны использовать новые свои навыки, новые умения, начинать разрабатывать или продолжать разрабатывать критерии и показатели, чтобы тот, кто учится, независимо от того, в аудитории учитель или нет, понимал, на что нужно обращать внимание. И поэтому, говоря о цифровой дидактике, я должна обратить особое внимание на постановку цели. Вот если правильно цель сформулирована, это есть уже и залог успеха процесса, который мы реализуем, потому что изменилась ситуация, изменилась философия, изменилась среда. У нас появился помощник в виде системы дистанционного обучения, и это очень важно правильно разработать контент, сформулировать цель для того, чтобы прийти к результату, который мы с вами поставили. Конечно, цифровая дидактика имеет очень много преимуществ, и можно об этом долго и много говорить. Я бы хотела просто сказать, что это равные возможности для всех. Это возможность ликвидировать свои проблемы, дефициты в знаниях, независимо от учителя, в удобном месте, в одной и той же экосреде. Это создание контента для обучения не разово, не от урока к уроку, а к целому курсу, к целой теме, что сразу дает возможность учителю увидеть процесс. Конечно, в традиционном формате в этом были большие сложности. Но, как обычно, много проблем, хотя я не очень люблю о них говорить, но вот я здесь обозначила то, что мне думается очень важно. С двух сторон неготовность тех, кто учит, и тех, кто учится к этому процессу. Это сложно. Учителя не готовили работать на сцене, и сегодня он стоит на этой сцене. У него нет выхода, у него такая работа. Ученик, который играет на смартфоне, на планшете, сегодня вынужден учиться. Как учиться? Что делать? Как не отставать? Это двухсторонняя проблема. Нет понимания выбора. А что делать? Как выбрать? Мы тоже не учили этому, и нас, кстати говоря, не учили. Вот это вот умение учиться, это то, чем, на мой взгляд, нужно заниматься каждому учителю, независимо от того, уже об этом кто-то говорил или нет, потому что в каждой предметной области есть свои особенности. Ну, конечно, нужно, говоря о проблемах, нужно говорить и о том, какие могут быть пути решения. Ну, один из них – это экосреда, когда мы создаем ресурс, где комфортно каждому, где есть все материалы, которые необходимы для обучения. Это распределение полномочий, когда все-таки учитель будет только учить, а не разрабатывать программы, разрабатывать какие-то там, я не знаю, анкеты, ресурсы, а именно заниматься обучением. Это привлечение тех, кто владеет этими технологиями, через привлечение и вовлечение. Это обязательная подготовка учителей, и она теперь, знаете, будет такая круглосуточная, потому что один раз в 3 года, один раз в 5 лет цифровой дидактики ничего не решает. Ну и, конечно, обучение обучающих. Вот это тоже проблема, потому что если мы ее сможем разрешить, если мы на нее обратим больше внимания, то больше будет и куча качественных курсов и хороших уроков, потому что это, на мой взгляд, одна из серьезных проблем. Завершаю свой такой короткий спич сегодня. Я готова ответить на вопросы и рада была встрече. Я пришла. Я вам говорила, получили, вот 5, 4. Говорили,
говорю, так вот, насчет чего возврат? Вот вам ваши 2 и 3. Все спокойно. Все, замолчали. Коллеги, у кого-то включен микрофон, Всем пожалуйста. поставлю много, не будете обижать, потому что никто у меня из присутствующих. Это коллега Калинина, у нее микрофон включен. Калинина ТС. Пожалуйста. Да. Хитрые, они не хотят ничего. Коллеги, Так. увлечены разговором. Пожалуйста, свой микрофончик отключите. Да, да. Так, спасибо. Итак, коллеги, мы услышали достаточно такое емкое и содержательное выступление Марины Ефимовны Ван-Дор-Сысоевой, которая нас погрузила в те проблемы, которые сегодня существуют, да, в подготовке педагогов в плане цифровой дидактики. Вы можете задать свои вопросы непосредственно в чате, Марина Ефимовна на них ответит, либо в студии вопросов нет. Да? Тогда, коллеги, мы с вами продолжаем. Марина Ефимовна, благодарим вас. Вы всегда очень содержательно с нами готовы работать. И, конечно, коллеги всегда могут обратиться к вам со своими вопросами, со своими проблемами. Спасибо. Спасибо, доброго дня. Сегодня с нами в студии работает Маргарита Витальевна Васильева, главный специалист отдела отраслевой автоматизации Центра информационных технологий Республики Коми. Пожалуйста, Маргарита, здравствуйте. мы передаем вам слово с докладом о текущем состоянии цифровых сервисов системы образования Республики Коми. Пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность выступить на этой площадке. Меня уже представили, поэтому не буду повторяться. И сегодня я хотела бы вам доложиться о текущем состоянии цифровых сервисов образования Республики Коми. Отлично. Хорошо. Цифровая трансформация процессов и технологий в экономике, в обществе и, конечно, в образовании – это случившийся факт. Новая реальность неумолимо завоевывает целые области жизни, делает доступной практически любую информацию для обучения, работы, отдыха. В образовании происходят события, еще не до конца исследованные и осмысленные нами. Реальное виртуальное перетекание учеников из школ в онлайн-пространство, трансформация методик обучения, насыщение школ электронными инструментами и ресурсами. В связи с пандемией коронавируса цифровая трансформация образования резко ускорилась сама по себе. В условиях самоизоляции карантина пришлось в спешном порядке организовывать онлайн-обучение для всех школьников страны. Для поддержания связи с родителями и учениками задействованы социальные сети и мессенджеры. Учителя научились записывать видеоуроки и создавать виртуальные классы на онлайн-платформах, таких как Zoom, Skype. Также многомиллионные аудитории получили специализированные образовательные сервисы, такие как Я-класс, Учи.ру, Сферу. Какие же существуют преимущества цифровых сервисов? Во-первых, это возможность получить услугу, не выходя из дома. Особенно это стало актуально в период пандемии. Отсутствие необходимости тратить время на очередь. Вспомнить только ажиотаж по очной записи в первый класс. Автоматизация контроля. То есть не нужно лично перепроверять статусы каждого обращения. Система сама оповестит о выполнении услуги. Здесь, конечно, речь идет об услугах, предоставляемых посредством портала, единого портала государственных и муниципальных услуг. О способах предоставления цифровых сервисов мы поговорим немножко дальше. Также преимуществом является сокращение количества предоставляемых документов благодаря электронному межведомственному взаимодействию органов власти. Также упрощаются процедуры взаимодействия граждан и органов власти. Ключевым ориентиром при проектировании сервисов и продуктов является клиент. Кто же такой клиент? Клиентом выступает любой человек, которому предлагается некий продукт, сервис или услуга. В нашем случае это родитель, законный представитель или ребенок. Ребенок может выступать в качестве клиента при записи в техникумы или колледже. Секундочку. Так.
Поэтому важно, чтобы сервисы создавали соответствие с клиентоцентричным и клиентоориентированными подходами. Основной принцип клиентоцентричного подхода – это ориентация клиента только в процессе разработки. Основной принцип клиентоориентированного подхода – это уже ориентация на клиента в течение всего жизненного цикла сервиса или услуги. То есть от периода его разработки до обслуживания и поддержания. То есть постоянная работа над улучшениями и сервисами. Перейдем к способам получения цифровых сервисов. И первый способ – это единый портал государственных муниципальных услуг или портал ЕПГУ. Он уже стал привычной частью нашей жизни. Его запустили в декабре 2009 года, и он стал важным шагом в развитии цифрового государства. На экране вы видите услуги, которые предоставляются на территории нашего региона. Это запись в детский сад, это подача заявлений на поступление в ВУЗ, это новый суперсервис, он также внедрен был в этом году, и предоставление предварительных результатов ЕГЭ. Еще один способ получения цифровых сервисов – это портал образовательных услуг. Портал образовательных услуг Республики Коми является государственным информационным ресурсом, на котором сосредоточена информация обо всех образовательных организациях региона. Реализованы такие электронные услуги, как электронный дневник, регистрация заявлений в первый класс, в колледж или техникум, запись на кружки, летние лагеря. А также можно осуществить поиск заявлений, поданных заявлений. Что касаемо доп. Образования, то на кружки и секции можно также записаться через навигатор дополнительного образования komipfdo.ru. Наверное, он вам всем знаком. Все, наверное, записывали своих деток через этот портал. Помимо портала образовательных услуг, с 2018 года на территории республики действует портал Дети11 РФ. Сайт аккумулирует все образовательные организации, все образовательные услуги, прошу прощения, в одном месте. Переходя на ту или иную услугу, вы попадаете либо на портал образовательных услуг Республики Коми, либо на единый портал госуслуг, смотря посредством чего представляется та или иная услуга. Жители Республики Коми активно пользуются цифровыми сервисами для записи в первый класс, детский сад, оформления путевок в детские лагеря, для подачи заявлений в колледжи и техникумы. По состоянию на конец сентября 2021 года через порталы подано 8637 заявлений в детские лагеря. В 2020 году было подано 3516 заявлений. В первый класс в 2021 году было подано 5709 заявлений, в детские сады было подано 4455 заявлений, и в средней профессиональной организации в 2020 году было подано 1961 заявление. Помимо представленных сервисов, в текущем году внедрен сервис по возврату кэшбэка за оплату путевки в детский лагерь. Акция проводилась в период с 5 июня по 31 августа, и за этот период кэшбэк получили 1677 человек. Сумма кэшбэка составила 6 700 000 рублей. Опыт реализации проектов к переходу на электронный дневник и приему заявлений в образовательной организации в электронной форме наглядно показал, что немаловажный аспект успешности новых электронных сервисов – это информированность жителей и надежная защита персональных данных в соответствии с основополагающими документами в части информационной безопасности. Да, некоторые сложности пока еще остаются. Отсутствует единая позиция поставщиков услуг, затруднительно разрабатываются и внедряются типовые подходы и процедуры предоставления услуг. Но все это не более чем проблемы переходного периода, которые постепенно разрешатся. И немножко на перспективу. В ближайшее время в планах вывести следующие услуги на единый портал государственных и муниципальных услуг. Это аттестация педагогов, это организация отдыха детей в каникулярное время, это запись на кружки и секции, а также прием заявлений в школы и на программы среднего профессионального образования. Цифровые сервисы и услуги с каждым годом становятся все удобнее и функциональнее. И лишь благодаря высокому уровню доверия граждан к современным
телекоммуникационным технологиям можно достичь успеха новых цифровых сервисов. Спасибо за внимание. На этом все. Маргарита Витальевна, благодарим вас за выступление. Действительно, мы увидели, что в Республике Коми сегодня очень активно развиваются цифровые сервисы. Мы видим с вами уже, как пользователи этих сервисов, их удобство, их эффективность. И пожелаем нашему Центру информационных технологий республиканскому продолжать активную работу по разработке и внедрению новых цифровых сервисов именно для системы образования. Спасибо. Коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете задать их непосредственно в чате, либо вопросы из зала. Коллеги, есть вопросы? Тогда спасибо за внимание. Да, в частном порядке. Я думаю, что вы сможете связаться непосредственно с нашим докладчиком. Коллеги, очень важно, что процессы цифровой трансформации должны происходить не только на уровне региона, да, они должны происходить и на муниципальном уровне, и на уровне конкретного населенного пункта, и на уровне конкретной образовательной организации. И каждый педагог тоже для себя должен поставить задачу своей личной цифровой трансформации. Сегодня мы рады приветствовать представителя Управления образования администрации города Сыктывкар, а именно Ольга Юрьевна Бригида, начальник управления образования, представит нам сценарий развития муниципальной системы образования в условиях цифровой трансформации. Ольга Юрьевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы уже в предыдущих выступлениях увидели, насколько существенно цифровые технологии меняют нашу жизнь. А самое главное, насколько они, естественно, уже вошли в образовательный процесс. И, значит, в одном из выступлений мы услышали, что сегодня наши школьники, которые обучаются в наших школах, зачастую имеют более высокий уровень цифровой грамотности, чем наши педагоги. И поэтому от того, насколько у наших педагогов будут сформированы цифровые компетенции, зависит, насколько они будут доступно доносить информацию до наших школьников, а самое главное, насколько школьникам будет интересно учиться в наших образовательных организациях. И поэтому мы для себя проводим на уровне муниципалитета, мы проводим достаточно большую работу именно в этом направлении. Так. Вот так. Значит, цифровая трансформация связана с принципиальным переосмыслением педагогической и управленческой деятельности в соответствии с возможностями цифровых технологий и направлена на построение такой деятельности. Я не буду в своем выступлении анализировать, на какой стадии цифровой трансформации мы находимся, с какими цифровыми разрывами мы сталкиваемся, и не буду говорить о той статистике, о том количестве компьютеров, которые есть в образовательной организации. Я буду говорить о тех проектах, которые у нас реализуются на уровне муниципалитета. И самое главное, мы для себя очень четко понимаем, безусловно, железо и скорость интернета, они очень важны. Но с нашей точки зрения в процессе цифровой трансформации важны именно процессы. И мы должны с вами понимать, что в процессе цифровой трансформации должны меняться и управленческая, и образовательная деятельность именно с использованием возможностей цифры. Должны быть переосмыслены новые понятия, должны для себя быть сформулированы новые нормы и структуры педагогической и управленческой деятельности. Думаю, для этого это всем стало понятно в условиях дистанционного обучения. И именно эта системная работа по использованию возможностей цифры для повышения качества образования должна быть реализована в каждой образовательной организации и в каждом муниципалитете. Видите? Основная идея идеологов цифровизации образовательного процесса заключается в персонализации образования. Общее качество образования создается качеством обучения каждого конкретного ребенка. Об этом педагогическая общественность уже думает не первый год,
И мы сегодня видели, как в ряде регионов уже в этом направлении работают. В каких-то позициях они ушли далеко от нас, в каких-то позициях мы вместе с ними шагаем в ногу. Но, тем не менее, мы у себя в муниципалитете понимаем, все те цифровые возможности, которые сегодня предоставляются образовательной организации, должны в обязательном порядке внедряться в наш образовательный процесс, независимо от того, на какой стадии цифровой трансформации находится та или иная школа, тот или иной муниципалитет. Мы с вами понимаем, что необходимо менять позицию руководителя, необходимо менять позицию учителя, а позиция ученика, она уже изменилась. И мы должны догонять сегодня тех школьников, которые обучаются в наших образовательных организациях. И я сегодня поделюсь с теми проектами, которые реализуются в наших образовательных организациях. Итак, первое, на что мы обращаем внимание. Трансформация управления качеством образования. Все мы сегодня понимаем, что суть управленческой деятельности в принятии грамотных управленческих решений на основе анализа данных. Но сегодня, к сожалению, далеко не все руководители принимают управленческие решения на основе анализа данных. Более того, не все руководители умеют работать с базами данных и с большими данными. Это действительно непростая задача, связанная со сломом устоявшейся практики. А мы с вами привыкли ранее, что наша аналитика была направлена прежде всего на констатацию результатов. Поэтому мы в нашем муниципалитете меняем подход, меняем формат работы с руководителями. Мы начали проводить аналитические сессии по итогам оценочных процедур. Ранее мы всегда проводили дни контроля, когда каждый руководитель отчитывался, какая работа проведена и какие меры они будут принимать. Мы понимаем, что такой формат на сегодняшний день устарел. И поэтому мы переходим именно к аналитическим сессиям. И основная цель, которую мы ставим перед аналитическими сессиями, это включение руководителей, и даже, может быть, не столько руководителей, а управленческих команд школ в анализ результатов, оценку эффективности принятых ранее решений, ориентацию на решение образовательных проблем отдельных учащихся или групп, выработку новых решений. Процесс перехода на аналитические сессии достаточно сложен, он труден. В аналитических сессиях принимают участие и специалисты управления образования, и методисты Центра развития образования. Но мы считаем, что это тот путь, по которому мы должны двигаться вперед, если мы хотим повысить аналитическую культуру наших управленческих команд, наших образовательных организаций. Второй механизм, который мы внедряем в нашем муниципалитете, это проектная сессия. Проектная сессия – это формат обучения в действии, который сочетается с принятием управленческих решений, в том числе и решений стратегического характера. В таком формате мы проводим наши августовские конференции вот уже 3-й год подряд. Именно здесь мы совместно разрабатываем проекты, которые потом реализуются на муниципальном уровне. В этом году августовское совещание было полностью посвящено вопросам воспитания и организации воспитательной работы в образовательных организациях в новых форматах. В ходе августовской конференции по 7 направлениям рабочей программы воспитания управленческим командам школ удалось запустить неформальную работу, объединив школы, сетевые ресурсы, сетевые сообщества. Мы очень четко понимаем, сегодня один в поле не воин. Яркий результат можно получить только в командной работе. В этой связи на муниципальном уровне сценарий развития заключается именно в создании такой среды, в которой формируется живая профессиональная среда, в которой совместно анализируются результаты, обсуждаются варианты развития и успешно воплощаются в жизнь намеченные проекты. Вот видите, когда привыкаешь
к одному формату перелистывания слайдов, сталкиваешься с новой ситуацией уже совсем по-другому. Так. Александр Михайлович вам поможет. Да, переключите, пожалуйста, следующий слайд, чтобы я на этом не затрагивалась. Итак, следующее направление, на котором хотела бы обратить внимание. Сегодня возможности цифры предоставляют широкие возможности по привлечению внешних ресурсов для развития образовательных организаций. Было бы желание. Школы города Сыктывкара активно привлекают внешние ресурсы для развития образовательных организаций. 7 школ города стали победителями федеральных грантов на обновление содержания образования и образовательных организаций. Было привлечено почти 42 миллиона рублей. Казалось бы, это цифры, всего 42 миллиона рублей, но за этим стоит большая работа. В первую очередь, на сегодняшний день образовательные организации, участвуя в федеральных грантах. Первое. Они получают новые компетенции. Это создаются команды, которые разрабатывают новые продукты. На сегодняшний день, привлекая дополнительные средства, получая дополнительное оборудование, управленческие команды заинтересованы эффективно использовать это оборудование в образовательном процессе. И поэтому мы эту работу очень поддерживаем, мы мотивируем наши школы принимать участие в различных грантовых конкурсах и федеральных, и в региональных. И мы немножко расширяем наши возможности в этом году, и мы ориентируем наши школы для привлечения грантов благотворительных фондов. В этом году гостем нашей августовской конференции стал представитель Рыбаков фонда. Вы все знаете, что фонд поддерживает школы за счет грантовых историй. И в этом году школы города будут включены в образовательную игру «Сделайте школу местом притяжения». Игра с призовым фондом более 20 миллионов рублей для детей и взрослых, которые на равных меняют образовательный процесс своими руками. Во-первых, это возможность привлечения дополнительных средств, как я уже сказала, а во-вторых, это развитие новых компетенций, это развитие цифровых компетенций, а самое главное, это развитие тех 4К компетенций, о которых сегодня достаточно активно говорят. Ну и есть еще один плюс в сотрудничестве с Рыбаков фондом. Значит, школа Рыбаков фонда предоставляет возможность взаимодействовать со всеми школами, которые входят, которые получают поддержку из этого фонда. Таким образом, у наших школ появляется дополнительная возможность установления новых вертикальных и горизонтальных связей, и мы считаем, что это очень полезная практика. Все эти решения помогают делать систему управления более гибкой, открытой и значительно повышают событийность жизни управленческих команд школ, а значит событийность самой жизни школы. И как мы видим, возможности цифры, они здесь достаточно весомы. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий сценарий – это трансформация содержания образования. Уже не первый год во всех школах города используются образовательные платформы коллег из Перми «Интеллектуальная физика». В ряде школ у нас используются также модули алгебра и геометрия. Но мы сейчас начали активно сотрудничать с платформами учи.ру и eгэ.рф. Мы считаем, что использование данных платформ в образовательном процессе во многом повысит эффективность и организацию самого урока, ну и повысит качество обучения. Но мы сегодня понимаем, очень важно повышать цифровую грамотность педагогов. И совсем недавно работа в интернете и освоение современных программ каждый учитель осуществлял по мере своих сил и возможностей. Но ситуация с ковидом показала, цифровые навыки из желательных становятся обязательными и необходимыми. И поэтому на муниципальном уровне мы разрабатываем цифровой минимум педагога. Это муниципальный проект, который готовит наш Центр развития образования. И мы очень надеемся, что этот проект во многом поможет нашим педагогам повысить цифровые компетенции.
И одно из направлений, которое мы для себя ставим, это познакомить наших педагогов с организацией работы в образовательной платформе «Сферум». Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, мы сегодня все с вами понимаем, какие возможности предоставляет организация дистанционного обучения. У дистанционного обучения есть и противники, и сторонники. Мы сегодня видели, уже сегодня слышали одну из позиций. И я не являюсь сторонником перехода на электронное обучение ни в коем случае, но я считаю, что те уроки, которые мы получили в ходе перехода на дистанционное обучение, в обязательном порядке нужно использовать. Нужно умело сочетать традиционные формы урока с теми возможностями, которые предоставляет нам дистанционное образование, электронное образование. И поэтому на уровне муниципалитета у нас в прошлом году был начат проект «Шаг в смешанное обучение». На базе 9 школ у нас этот проект был реализован. Участниками проекта стали 53 педагога. Было разработано и проведено более 100 рабочих уроков с использованием модели смешанного обучения и 10 открытых уроков. В итоге получилось отработать у нас 2 модели из 4, которые предоставляют смешанное обучение. Это перевернутый класс и ротация станций. В этом году мы будем продолжать реализовывать этот проект, и те школы, которые в прошлом году уже освоили эти технологии, они у нас станут обучать, они будут как бы базой, стажировочной площадкой для других образовательных организаций и будут делиться опытом с другими педагогами других образовательных организаций. Еще одно направление, следующий, пожалуйста, слайд, которую мы успешно реализуем в нашем муниципалитете, это организация проектной деятельности на базе центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» и школьного технопарка «Кванториум». К сожалению, я считаю, что городские города немножко находятся в проигрышном положении по сравнению с сельскими территориями. Сельские территории, на них больше идет акцент именно в плане национального проекта образования. За счет федеральных средств создаются точки роста. В городе такие точки роста мы были вынуждены создавать за счет собственных средств. Но в позапрошлом году мы смогли создать 3 такие точки на базе наших школ, и они достаточно успешно, эти точки роста, оборудование, которое были приобретены, они успешно влились в образовательный процесс наших образовательных организаций. Педагоги этих школ прошли обучение по организации проектной деятельности, и они на сегодняшний день достаточно успешно реализуют проектную деятельность на базе точек роста. Кроме того, в этом году вы обратили внимание, что на базе гимназии Пушкина у нас был открыт первый в республике школьный «Кванториум». Оборудование достаточно интересное, и мы уже на сегодняшний день, во-первых, прошли обучение все педагоги гимназии Пушкина для работы с этим оборудованием, а сейчас мы начинаем уже обучение педагогов школ города для того, чтобы они имели возможность тоже работать на этом оборудовании. И мы начинаем с ноябрьских каникул организовывать проектные сессии для школьных команд для работы на этом оборудовании. Мы очень надеемся, что эти проектные сессии будут интересны для наших школьников, и они сделают наши каникулы, школьные каникулы более яркими, более интересными. Следующий проект, о котором я бы хотела рассказать. Значит, мы сегодня понимаем, что цифровая трансформация должна затрагивать не только вопросы управления, вопросы содержания образования, оно должно проходить красной строкой и в процессах воспитания. Я не буду останавливаться на всем многообразии процессов воспитания, но об одном ярком проекте, который был реализован у нас в прошлом году, мне бы хотелось остановиться. В прошлом году мы реализовали проект под названием «Муниципальная школа наставников» по модели Академии наставников Сколково.
Основная цель данного проекта – организация, практика, ориентированной проектной деятельности учащихся. Данный проект был инициирован некоммерческой организацией «Молодежные инновации» ребятами, которые обучались в Сколково. Весь проект прошел через социальные сети и Zoom, а это обучение участников, 40-секундные отчеты проектных команд учащихся, защита проектов с участием стейкхолдеров, представителей предприятий города, которые предоставили кейсы для проектной работы ребят. Участниками программы стали 60 педагогов 27 муниципальных образовательных организаций. Стейкхолдеры, которые были привлечены для участия в этом проекте, они представлены на слайде. И, значит, всего у нас было подготовлено 26 кейсов с описанием проблемных ситуаций данных предприятий. За реализацией проекта наблюдали представители Академии наставников Сколково. Им была дана положительная обратная связь по программе обучения наставников, содержанию кейсов, организации сопровождения проектной работы школьных команд, проектным офисом. Отмечено, что это единственный опыт в 2020 году в северо-западном регионе самостоятельной организации школы наставников по модели работы Академии наставников Сколково. Мы получили очень хорошие отзывы и от педагогов, и от ребят, которые довели свои проекты до завершения. В этом году проект будет реализован у нас уже дальше, с учетом того опыта, который мы получили в прошлом году. И еще, следующий, пожалуйста, слайд, и еще одна уникальная возможность цифры, которую мы считаем приоритетной для наших образовательных организаций. Это использование внешних ресурсов при организации работы с одаренными детьми. Все мы знаем о тех образовательных программах, которые реализуются Сириусом, проекте «Уроки настоящего», международном проекте «Школа реальных дел» и всероссийском проекте «Большая перемена». Участие в данных проектах сегодня задачи, которые поставлены перед школьными управленческими командами. Опыт у нас уже есть, у нас есть уже победители этих проектов, но он пока единичный. Но то, как ребята увлеченно рассказывают о своей жизни в этих проектах, убеждает нас, что данный путь должен стать нормой в работе школы. Мы очень надеемся, что вам было интересно познакомиться с теми проектами, которые были реализованы на уровне нашего муниципалитета. Мы готовы к сотрудничеству в рамках цифровой трансформации со всеми муниципалитетами нашей республики, а всем вам я желаю ответственного решения задач в рамках цифровой трансформации. Удачи и успехов! Спасибо, Ольга Юрьевна. Я думаю, что все представители управления образования, всех муниципалитетов, которые сегодня к нам подключились на площадке, благодарны вам за тот опыт, за те интересные и, главное, эффективные сценарии цифровой трансформации на уровне муниципалитета, которые вы сегодня нам представили. Коллеги, сегодня мы с вами говорим о том, что цифровая трансформация, она затрагивает не только уровень региона, да, не только уровень муниципалитета, школ, не только педагогов, но и всех других участников образовательных отношений. И сегодня мы с вами говорим о том, что существуют инструменты, которые мы можем использовать в работе с родителями, те инструменты, которые мы используем для участия их в цифровой жизни современных детей. И к нам сегодня подключается Иван Александрович Тараненко, эксперт в области информационной безопасности о цифровой технологии, который нам как раз эти инструменты родителей и представит. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые господа. Добрый день, мы вас видим, мы вас слышим. Презентация видна, пожалуйста. Отлично. Спасибо большое за предоставленное слово. Мы хотели бы сегодня рассказать про немножко необычную тему, которой вот сейчас IT-компании начали заниматься совсем недавно, вернее, даже по нашим данным мало кто начал заниматься, но мы к этому пришли, скажем так, из своей бытовой жизни, потому что столкнулись с тем, что появилась потребность каким-то образом регулировать взаимодействие своих детей с гаджетами, с интернетом и со всем прочим. Да? И вот был выработан определенный опыт, которым сейчас хотим поделиться, с тем, чтобы система образования Республики Коми и других каким-то образом тоже помогала выстраивать взаимодействие с родителями и для того, чтобы им помочь в работе с инструментами для вот участия в цифровой жизни их детей. Да, давайте сейчас рассмотрим, как вот вчера, сегодня и завтра поменялось распределение времени современных детей. Да, если
Вчера, ну, скажем так, 10-20 лет назад очень много времени занимали живые игры, физическое взаимодействие детей, да, занимало много времени учеба, спорт довольно много времени занимал. Ну, какие-то мультимедиа-инструменты типа телевизора, там, DVD, видеокассеты, всего прочего тоже занимало определенное время, то на сегодняшний день у большинства детей компьютеры и девайсы занимают, ну, практически все то время, которое они могут на него выделить. Живые игры сократились сейчас до такого достаточно уже критичного объема, то есть физического взаимодействия достаточно мало. Ну, спорт, ввиду его популярности и желания родителей, чтобы дети занимались, все еще имеет какое-то место в жизни. Да? В классическом понимании, наверное, сейчас сократился до минимума, но учебой мы стараемся детей занимать. Вот. Что будет завтра, непонятно, но, скорее всего, тенденция на то, что дети все больше и больше будут погружаться в виртуальное пространство, в основном в свое свободное время, она будет, скорее всего, усиливаться. Какие плюсы и минусы, и что вот, как было и как становится, да, если рассмотреть различные процессы. То есть живое личное общение, которое было раньше, оно сейчас заменяется во многом виртуальным, то есть дети используют различные мессенджеры, различные виртуальные группы, игры онлайн, в которых они общаются, да, и тенденция идет к тому, что, скорее всего, скоро будет, ну, виртуальное общение превалировать полностью. Игры с физическим контактом сейчас уступили свое место сетевым видеоиграм в основном, то есть дети играют сейчас только на каких-то устройствах, на телефонах, на приставках. Ну и, скорее всего, тоже мы идем к тому, что виртуальная реальность также займет достаточно большое место в жизни детей. Если раньше методы обучения детей не только в школе, а в целом обучения, да, были какими там потрогать, попробовать, сделать, то сейчас в основном дети проводят какие-то виртуальные эксперименты. Ну и также виртуальная реальность тоже будет занимать достаточно большое место в процессе обучения. К какому можно прийти выводу? Современные дети очень много времени проводят в виртуальном пространстве, гораздо больше, чем в виртуальном пространстве, и эта тенденция будет усиливаться. Какие причины таких изменений, если рассмотреть в целом, как социальные эффекты какие-то, эффекты технологические? Во-первых, это доступность технологий. Доступность финансовая, то есть если раньше стоимость каких-либо гаджетов была достаточно большой, то сейчас более или менее неплохой смартфон могут позволить себе, ну, большинство родителей, и у детей уже с 1 класса появляются смартфоны, как бы это уже финансово достаточно можно потянуть, скажем так. Пользуются смартфонами сейчас все, то есть люди, которые не пользуются, они просто выпадают из социума, из каких-то процессов, в которые мы все вовлечены. Удобство технологий, ну, действительно, это удобно, поэтому мы все этим пользуемся, нам удобно общаться, нам удобно получать информацию, удобно оплачивать там различными сервисами, да, то есть все уже от наличных денег все уже полностью уходят. Какие-то геопозиционные вещи, которые особенно важны в вопросе детей, да, которые сами, возможно, добираются домой, им нужно понять, как простроить маршрут, родителям нужно посмотреть, где дети находятся, проконтролировать, чтобы все было в порядке. Все это позволяют делать технологии. Игровые возможности. Для детей важно фантазировать, да, важно играть. И вот те возможности, которые им предоставляют современные гаджеты, современные игровые приставки, они на голову разбивают все книги, фильмы, мультфильмы, да, и все прочее. То есть им это гораздо интереснее погружаться в какие-то виртуальные миры. Для них гораздо интереснее, чем что бы то ни было другое. Ну и занятость родителей. Да, современный ритм жизни, он требует от родителей максимального вовлечения в работу, в бизнес, в карьеру, для того, чтобы обеспечивать в том числе и учебу детей. Да. Это все приводит к тому, что свободного времени очень мало на общение с детьми, у родителей высокий стресс, и, ну, детей нужно чем-то занять. И вот гаджеты становятся таким замечательным инструментом для того, чтобы детей занять. К сожалению, это реальность, с которой мы имеем дело. Вот. Но, как сказал Парацельс, все есть яд, все есть лекарство. Только это все определяется дозой. Давайте рассмотрим, какие есть плюсы и минусы текущей ситуации. Ну, один из первых плюсов у детей сейчас, наверное, банально больше шансов выжить. Да? Я думаю, что современные, те, кто сейчас слушает этот вебинар, вспоминая свое детство, каждый, наверное, вспомнит ситуацию типа там какого-нибудь патрона, который бросили в костер и ждали, что случится, да, и все прочее. Вот сейчас современные дети с такими ситуациями, наверное, не сталкиваются. Поэтому шансов, ну, выжить и получить меньше тяжелых каких-то травм у современных детей гораздо больше, находясь в виртуальном пространстве. Дети сейчас не ограничены физической доступностью знаний, то есть то, что мы сейчас наблюдаем в системе образования, развитие визуальных технологий, виртуальных технологий, позволяет им в гораздо большей степени погружаться в какие-то
образовательные процессы и получать больше интересных знаний более интересным способом для детей. Вот. Ну и то, что IT-сфера – это сфера работы человека 21 века, мы все подразумеваем и предполагаем, что в самом ближайшем будущем, наверное, такие профессии, как водители, все прочее, да, будут полностью автоматизированы. Труда человеческого там, скорее всего, будет по минимуму, поэтому современные дети уже сейчас должны готовиться к востребованным профессиям, а эти востребованные профессии – это как раз IT. И то, что они сейчас в этот мир погружены, это большой плюс. Вот. Ну, один из примеров того, какие плюсы дают современные игры, вот это одна из таких достаточно популярных игр, Майнкрафт, и видно, какие дети создают там различные архитектурные элементы, действительно очень сложные, действительно очень профессиональные, это действительно классно. Вот. Но какие минусы текущей ситуации? Первый минус – это психологическое развитие. Дети сейчас очень одинокие в плане не того, что у них нет общения, а нет живого общения. Ну, вернее, не то чтобы нет, но его меньше, чем было вот вчера, да, несколько лет назад. Второй минус – это высокий уровень стресса. То есть, находясь в этих играх, да, дети зачастую сильно расстраиваются, когда что-то происходит нереальное и все прочее. Опасность целенаправленного вредного воздействия. Ну, все знаем мы про историю синих китов и других таких вредных движений, которые приводят зачастую к трагическим ситуациям некоторым. Физиологическое развитие. У детей сейчас мало мотивации физического развития какого-то, да, и в основном сейчас родители заставляют большинство, по крайней мере, детей заниматься спортом и все прочее. Вредные пищевые привычки. Также сейчас очень многое все доступно, и детям для того, чтобы побыстрее что-нибудь скушать и побежать играть, они редко задумываются о каком-то более или менее правильном питании. Низкая подвижность вследствие того, что они постоянно проводят время за компьютером или за телефоном, ну и болезни сидячего образа жизни, естественно. И социальное развитие, то есть сейчас большой риск того, что детям захочется спрятаться где-нибудь в виртуальном мире и не сильно хорошо реализовываться в социальном взаимодействии. Что с этим вопросом делать? Ну, первое решение, которое приходит на ум, это запретить, но это не решение, потому что в современном мире уже ребенок просто может стать изгоем, если он не будет погружен в IT, и ребенок потеряет нужные навыки, ну, это, как правило, просто невозможно, потому что даже если забрать у ребенка смартфон, выключить компьютер и все прочее, он будет у друзей, в школе все равно с этим сталкиваться, так что выключить из этого это уже нереально. Дать полную свободу. Тоже решение не самое лучшее, потому что все-таки все психологи, которые занимаются этим вопросом, вот в частности приведена цитата Михаила Лобковского, довольно популярный сейчас психолог, да, что нужно ограничивать. То есть давать свободу в этом вопросе нужно, но обязательно свободу некую ограниченную. Вот. И каким мы видим решение этой проблемы? Во-первых, это договоренности с ребенком. На этом все базируется. Почему договоренности важны, мы чуть позже рассмотрим, но нужно все-таки уметь договариваться с детьми со стороны родителей. Это технологическое ограничение, об этом мы поговорим чуть позже. Это как раз та тема, которой мы занимаемся. Это контроль контента, то есть контроль того, с чем ребенок имеет взаимодействие в виртуальном мире. И предоставление некой свободы в рамках заданных и контролируемых ограничений в виртуальном мире. Давайте поговорим про контроль контента. То есть здесь наша задача ограничить ребенка от доступа к нежелательному контенту. В школе это обеспечивается различными контентными фильтрами, но задача дома на смартфонах также это обеспечить. Каким образом это делается, чуть позже поговорим. Договоренности с ребенком. Здесь важно достигнуть все-таки договоренности того, что причина ограничений – это его защита, это не какое-то наказание, это не какое-то ограничение, это не потому, что родители плохие. Это делается для того, чтобы защитить ребенка. Также это можно использовать как некие правила мотивации и стимулирования. Ну, например, ребенку дается 2 часа в день работы с телефоном. Если он хорошо учится на пятерке, то 2 часа превращаются в 3 часа. Если наоборот, то 2 часа превращаются в 1 час, либо совсем на определенный день с телефоном у него есть ограничение работы. И ограничение обхода защитных средств. Как уже говорили предыдущие докладчики, современные дети, они очень умные в вопросах IT, поэтому любое средство защиты при должных навыках ребенок может обойти, как показала практика. Вот чтобы этого не было, все-таки нужно договариваться о каких-то правилах. Это можно делать.
Также по договоренности должны в себя включать способ ограничения. Дети до 10 лет, это, как правило, какие-то конкретные интервалы времени, ну, допустим, там, с 10 утра до часа дня, либо там с 19:00 до 21:00. Дети после 10 лет уже должны немножко контролировать свое время сами. Как правило, это просто ограничение какого-то времени в день. Итак, технологические ограничения, как вводить и как ими управлять. Во-первых, мы рассмотрим объекты контроля. Это смартфон, во-первых, компьютер домашний, ну, это типы устройств, да, компьютер, ноутбук и все прочее. IP-телевизор, то есть это тоже средство, через которое сейчас дети смотрят, скажем так, YouTube и все прочее. И игровые приставки. Вот с этими объектами контроля что нам нужно сделать? Первое – ограничить контент. Второе – ограничить время работы. Контролировать местоположение ребенка и контролировать затраты финансовые. Вот. Каким способом это решается? Для компьютеров есть замечательная система Kaspersky SafeKids. Она доступна в бесплатном варианте, доступна в магазинах приложений. В бесплатном варианте она закрывает, по большому счету, все необходимые функции, о которых мы проговорили. Для компьютеров мы считаем вот это оптимальной системой по итогам наших экспериментов. Для IP-телевизоров мы пришли к самому правильному решению. Это контроль Wi-Fi. Есть системы, которые позволяют просто контролировать время работы интернета с настраиваемым также родительским контролем. То есть нет интернета, IP-телевизор не работает. Для игровых приставок это также контроль интернета плюс родительский контроль, который встроен в сами игровые приставки. Это также можно настраивать, и это позволяет обеспечить достаточно большой уровень защиты. Что касается смартфона, здесь нужно уделить особое внимание, потому что это такой центр сейчас всех коммуникаций, информации, игр и всего прочего. Да? Дети сейчас со смартфонами проводят максимальное количество времени. Здесь есть два типа основных операционных систем. Это операционная система Apple, iPhone, да, и Android, значительное множество устройств. Мы рассмотрим сейчас на примере Android, как можно работать с ограничениями. Есть система Family Link. Это бесплатная система производства Google, которая устанавливается на смартфон ребенка и на смартфон родителя. И родитель может настраивать различные средства контроля, защиты и все прочее. Вот давайте посмотрим, как она выглядит. В рабочей группе, то есть в семейной группе, есть все дети, родители которыми управляет. Вот, в частности, один из детей, это мой сын, в частности, да, и пример моего контроля. Вот, называется он так, плеер. Что здесь видно? Здесь видно какие-то запросы детей, сколько времени в день ребенок тратит в смартфоне, где он находится, местоположение. Да, не надо покупать никакие там умные часы, девайсы другие, которые... Все это есть в нашем смартфоне, все это удобно и доступно сделано. Вот в таком виде даже можно на Google картах просматривать, где находится ребенок. Это очень важно, когда, допустим, дети начинают самостоятельно передвигаться по городу, чтобы у родителей были средства контроля за ним. Видно все программы, с которыми взаимодействует ребенок. Если какая-то программа нам не нравится, ну, допустим, вот TikTok сейчас, социальная сеть, ну, так себе, можно ее полностью запретить, либо задать какое-то временное ограничение конкретной программы. Можно задать время сна, то есть когда телефон просто выключается, и ребенок, ну, уже вынужден спать, потому что заняться как бы особо нечем. Либо временное ограничение на день. То есть вот видно, что да, вот в понедельник ребенок заслужил хорошими отметками чуть-чуть больше времени. Мы настраиваем контроль контента, поиска, то есть включается безопасный поиск, который не пропустит ничего нежелательного. И таким образом, вот с такими средствами мы закрываем по всем 4 контурам этой защиты вот эти 4 функции, которые мы выделили как важные. И получаем защищенную контролируемую систему. Что в итоге? В итоге ребенок живет в современной социовиртуальной среде, и при этом он защищен от пагубного, неконтролируемого влияния воздействия гаджетов и виртуального мира. Как это сделать для родителей? Как я уже сказал, Kaspersky SafeKids. Программа полностью бесплатная, настроить ее можно, достаточно легко это сделать. Google Family Link, также это приложение, оно доступно в магазине приложений Android. Что касается iPhone, там есть свои средства контроля, они аналогичные, похожи очень по функционалу, но очень ограниченное время, поэтому рассмотрели только Android, так как он более распространен. Ну и Wi-Fi системы различные, магазины компьютерной техники, либо можно обратиться к нам, мы тоже этим занимаемся вопросом. Значит, как настраивать это дело? Либо самостоятельно, либо получить, опять-таки, можно обратиться к нам, мы этим вопросом тоже занимаемся, на коммерческой основе, естественно, но за адекватные деньги. Что включает в себя наша услуга? Во-первых, определение потребностей, то есть как мы делаем опрос определенный, то есть как ребенок проводит время, чем он пользуется.
Предлагаем определенную закупку оборудования, удаленную проводим консультацию по установке настройки оборудования, настраиваем самостоятельно средства контроля, вот эти все, о которых мы говорили, некоторые другие, и бесплатно поддерживаем в течение 1 месяца. Вот. Я сейчас этим вопросом занимаюсь самостоятельно. Если есть какие-то вопросы, вот, можно непосредственно обращаться ко мне по этому вопросу. Мои контакты сейчас на слайде. Так, время у нас очень ограничено, мое выступление, поэтому пока все. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо. Иван Александрович, спасибо большое за такое содержательное выступление. Я думаю, многие ресурсы будут полезны для родителей. И, наверное, мы вас пригласим. У нас есть семинары для классных руководителей. Вот, провести тоже, может, возможно, с ними посмотреть какие-то вопросы безопасности для детей. С удовольствием. Ну, а мы двигаемся дальше. И следующее выступление у нас связано с тем, как Институт развития образования, Коми-Республиканский институт развития образования сопровождает процессы цифровизации в республике, какие процессы у нас происходят. Выступает с этим вопросом Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-методической работе. Пожалуйста, Марина Анатольевна. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами говорим о цифровой трансформации в образовании. Мы говорили уже о инфраструктуре, мы с вами говорили уже и о том, как выстраивать инфраструктуру на различных уровнях, да, каким образом осуществлять цифровую трансформацию на уровне республики, на уровне муниципалитета, как должен себя перестраивать педагог, осуществлять свою цифровую трансформацию. И как раз вот эту тему мы сейчас продолжим в нашем выступлении: повышение цифровой грамотности, фактор повышения качества образования. Мы с вами говорим о том, что цифровая трансформация – это национальная цель Российской Федерации. Здесь обозначены те национальные проекты Российской Федерации, которые так или иначе реализуют аспект цифровой трансформации. Ну, а когда мы говорим с вами о цифровой трансформации в образовании, то прежде всего понимаем, что целью цифровой трансформации является обеспечение равных условий для всех обучающихся качественному образованию, вне зависимости от места их проживания, да, вне зависимости от различных других условий. И, конечно, это усиление традиционной школы современными цифровыми технологиями. Мы уже с вами обозначили, да, что основными направлениями цифровой трансформации образования является модернизация материально-технической базы, это цифровой образовательный контент, это цифровая инфраструктура. И в связи с этим можно выделить следующие ключевые направления развития цифровой трансформации в сфере образования. Во-первых, это, конечно, создание цифровой образовательной среды, о чем мы тоже сегодня с вами уже говорили. И у нас впереди будут еще выступления коллег, которые показывают, как они эту цифровую среду у себя в образовательных организациях выстраивают. Это, конечно, пересмотр содержания образования. Об этом говорила в своем выступлении и Марина Ефимовна, об этом говорила и наша коллега из Владимирской области. И, конечно, мы с вами говорим о том, что очень важно сегодня создавать гибкую систему управления школой и персонализированным образовательным процессом. В этом направлении мы с вами прослушали выступление Ольги Юрьевны. И, конечно, очень важно говорить о том, что сегодня мы должны внедрять новые формы образовательных практик, методов и технологий. Поэтому мы сегодня с вами говорим о новых цифровых компетенциях. Новые цифровые компетенции связаны с теми новыми технологиями, которые сегодня выступают уже как наиболее востребованные в системе общего образования. Это и технологии распределенного реестра, так называемая технология блокчейн, это искусственный интеллект, да, технологии виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей, технологии цифровых коммуникаций, больших данных, технологии формирующей аналитики, открытые образовательные ресурсы. В связи с этим, да, мы говорим о том, что сегодня очень важно совершенствовать и организационные компетенции педагога, и методические компетенции, и управленческие. И, конечно, мы формируем с вами компетенции педагогов в применении различных сервисов и цифровых технологий. Далее, пожалуйста. Новые цифровые компетенции, они затрагивают у нас различные аспекты. Да, когда мы с вами говорим об инфраструктуре, то здесь прежде всего мы имеем в виду использование, например, ресурсов локальных сетей, единой сеть передачи данных, использование подключенных устройств и вопросы их синхронизации. Да? То есть тут такими технологическими аспектами тоже учитель должен владеть. Говоря о сквозных технологиях, мы имеем в виду возможность работы с большими данными, да, технологии
виртуальной дополненной реальности, искусственного интеллекта и так далее. Да? Очень важно учителю владеть технологиями коммуникации, да, то есть уметь выстраивать взаимодействие с различными, да, субъектами образовательных отношений, и с детьми, и с коллегами, и, конечно, с родителями, взаимодействовать с использованием информационных систем, используя социальные сети, современные коммуникаторы и другие ресурсы. Очень важный аспект в цифровых компетенциях учителя – это защита информации. Да? То есть учитель, конечно, должен знать основы безопасности информации, он должен владеть приемами защиты персональных данных и приемами кибергигиены, и научить этому, конечно, наших ребят. Ну и, конечно, основой является владение методикой электронного обучения, да? То есть использование электронных образовательных ресурсов, электронных учебников. Очень важно учителю сегодня выстраивать вот тот функционал, который используется для индивидуализированного обучения, использовать сетевые программы и другое. И в этом нам с вами помогают те возможности, которые дает проект «Цифровая образовательная среда». То есть мы используем возможности федеральной платформы, электронного журнала, маркетплейс, интегрированных приложений и электронных образовательных ресурсов. Сегодня институт предлагает различные механизмы методической поддержки педагогов. Пожалуйста, следующий слайд. На следующем слайде представлены некоторые из этих механизмов. Конечно, это те семинары, которые мы проводим, в том числе и по функциональным возможностям государственной информационной системы электронного образования. Это стратегические и информационные сессии, которые мы реализуем для наших республиканских методических объединений, для представителей экспертного сообщества. Коллеги, мы возобновили нашу практику выездных методических сессий в практикумах в муниципалитетах. Наша программа «Мобильный методист в муниципалитете» в этом году была запущена, и в сентябре наши коллеги побывали в Ижме и поработали с педагогами, непосредственно в том числе и в рамках цифровой образовательной среды. И, конечно, это информационные сессии, семинары для управленческих команд, образовательных организаций и линейка обучающих практикоориентированных семинаров для педагогических работников. Кроме того, конечно, сюда можно отнести и те конкурсы, которые проводятся институтом. Так, например, последний конкурс, да, который нами проводился, это 7-й, 8-й уже, да, республиканский конкурс педагогического мастерства по разработке и применению цифровых образовательных ресурсов. 266 педагогов приняли участие в этом конкурсе в 3 номинациях: современные средства обучения в образовательном процессе, блоги и сайты педагогов, электронные курсы дистанционного обучения. И, конечно, победители конкурса готовы делиться своим опытом, они участвуют в наших вот всех этих методических мероприятиях, и сегодня многие из них тоже выступают на нашей площадке. В 2021 году летом мы запустили проект «Личный кабинет обучающихся по подготовке ГИА». В этих кабинетах мы разместили учебные материалы для подготовки обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации и использовали для этого возможности нашей платформы республиканской «Единая система электронного обучения». Совместно с экспертами ребята работали над демо-версиями, выполняли тренировочные задания, и во многом это помогло им подготовиться и успешно сдать государственную итоговую аттестацию. Сегодня мы готовы представить вам результаты нашей работы по повышению квалификации педагогов по вопросам цифровой грамотности. Нами разработан ряд дополнительных профессиональных программ на повышение квалификации. Здесь представлены только те программы, которые реализованы непосредственно вот на платформе «Единая система электронного обучения». Программа «Современные информационно-коммуникационные цифровые технологии в условиях электронного обучения», которая прошла у нас в конце 2019-го, в начале 2020 года, собрала 379 человек со всех образовательных организаций республики. Новая программа, которую мы разработали и реализовали, это цифровая грамотность преподавателя Центра открытого образования, разработка электронных курсов, электронных образовательных ресурсов. В ней принимали участие также и педагоги Республики Коми, всего 279 человек. Программа «Цифровая грамотность педагога. Разработка электронных курсов, электронных образовательных ресурсов». Она достаточно насыщена практическими компонентами, и здесь, конечно, у нас численность обучающихся поменьше, 20 человек, но тем не менее они освоили не только теоретические аспекты цифровой грамотности, но и разработали свои электронные курсы. По заказу организации среднего профессионального образования мы разработали программу по использованию системы Moodle для организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Вот одна из организаций с нами отработала, 15 человек обучились. Ну и, конечно,
очень большие возможности дает нам использование наших открытых онлайн-курсов на платформе «Единая система электронного обучения». То есть это курсы, на которые может записаться любой гражданин, не только республики, но и за пределами нашей республики. И вот на сегодня курс «Основы электронного обучения» изучили 611 человек и получили сертификат о прохождении этого курса. В условиях пандемии перед нами была поставлена задача разработать алгоритмы для всех участников образовательных отношений в Республике Коми. Да, и мы с этой задачей успешно справились. Данные алгоритмы были разработаны, утверждены Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, направлены во все образовательные организации республики. В данных алгоритмах представлены также разработанные нами модели организации дистанционного обучения и взаимодействия участников образовательных отношений. На следующих слайдах эти модели продемонстрированы. Функционирование моделей связано с использованием различных платформ, различных электронных образовательных ресурсов, и мы провели целую серию методических мероприятий по обучению педагогических работников использованию этих платформ и сервисов. Об успешности свидетельствует рост участников, да, образовательных отношений, которые используют различные платформы, и сегодня мы с вами услышим о том, как педагоги Республики Коми используют платформу Учи.ру. На сайте Коми Республиканского института развития образования мы запустили раздел информационно-методической поддержки, на котором представлены и федеральные методические рекомендации, федеральные республиканские платформы и ресурсы для организации обучения и досуга. Здесь, конечно, очень важную роль играет и наш видеозал. На следующем слайде, пожалуйста. Все видеозаписи наших мероприятий по всем аспектам деятельности института, не только по цифровой трансформации, представлены в видеозале. В соответствующем разделе вы можете их найти. И сегодня мы видим, что на сайте зарегистрировано уже более 20 тысяч пользователей. В основном это, конечно, педагоги и управленческие команды Республики Коми. И мы сегодня реализовали здесь возможность автоматического формирования сертификатов для всех участников семинаров, вебинаров и тех, кто просматривал видеозаписи наших образовательных событий, работал в режиме офлайн. И, конечно, мы рекомендуем всем вам использовать разнообразные ресурсы, которые разработаны институтом. Это и сайт образовательных конференций, форумов, семинаров confor.kriru.ru, на котором мы провели уже порядка 15 разнообразных событий республиканского значения. Это и сайт конкурсов для обучающихся, который мы разработали и который постепенно у нас актуализируется, конкурс дети.kriru.ru. Это платформа Республиканского методического центра по внедрению целевой модели наставничества наставник.kriru.ru. Вот следующая площадка в 2 часа у нас как раз будет именно по наставничеству, и там мы про эту платформу тоже будем говорить. Конечно, очень важно, что мы разрабатываем платформы для методической поддержки классных руководителей. Портал classroom.kriru.ru, методический портал календарь образовательных событий, календарь.kriru.ru. Также в поддержку проекта «Молодые педагоги» разработана платформа проекта hackathon.kriru.ru. В рамках проекта «Эффективная школа 500+» мы традиционно проводим международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». Также для него разработана своя платформа, на которой вы можете найти и в любое время ознакомиться со всеми материалами, которые были представлены спикерами этого семинара. И другие наши ресурсы мы также рекомендуем вам использовать. Ну, кроме того, в данной презентации представлены еще ресурсы федерального уровня. Библиотека знаний в безопасном и эффективном использовании цифровых технологий, сервисов, цифровая грамотность, цифровой диктант, платформа Сбербанка «Вклад в будущее». Следующий слайд демонстрирует еще некоторые платформы: дистанционное обучение на Учи.ру, фонд развития интернет. Итак, коллеги, мы благодарим вас за внимание, мы рады сотрудничать со всеми, кто готов принимать участие в процессах своей личной цифровой трансформации, совершенствовать свою цифровую грамотность. У нас разработаны также и материалы, которые позволяют нам проводить диагностику цифровой грамотности. По заказу некоторых организаций мы это осуществляем. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы, мы готовы на них ответить. Спасибо, Марина Анатольевна. Саша, есть еще вопросы? У меня чат не сначала.
Так, мы переходим к следующему выступлению. У нас в гостях сегодня представитель образовательной платформы УЧИ.ру Покровский Данил Дмитриевич с выступлением «Повышение образовательных результатов учеников посредством внедрения цифровых платформ». Ну, в частности, платформы УЧИ.ру. Уважаемые коллеги, добрый день. Сейчас. Если не затруднить. Меня зовут Покровский Данил Дмитриевич, я представляю образовательную платформу УЧИ.ру. И я хотел поблагодарить и Министерство образования, науки, молодежи, политики Республики Коми, и Коми Республиканский институт развития образования за то, что пригласили сегодня выступить на этом форуме. Мы с Республикой Коми работаем уже много лет, прошли большой путь. Мы как продукт, мы как платформа и, безусловно, образовательная система Республики Коми, потому что мы здесь являемся помощниками и учителям, и органам управления образованием на муниципальном уровне, и Министерству образования. Мы стараемся всегда идти в помощь, идти в одной повестке и достигать общих целей, потому что все мы единая система образования Российской Федерации. И сегодня коллеги пригласили меня доложить о повышениях образовательных результатов учеников посредством внедрения цифровых платформ, потому что действительно мы все видим, что цифровые платформы сейчас активно внедряются. То есть растет количество цифровых школ, как сегодня обсуждали, растет количество пользователей, особенно после пандемии. И перед всеми часто встает вопрос, а как же это влияет на образовательные результаты? То есть что это дает ученикам в конечном итоге? Вот сегодня хотел бы вам об этом рассказать. Но для начала немножко статистики, потому что непосредственно в Республике Коми у нас считается очень цифровизированной. Мы видим, что почти половина всех учеников в Республике Коми активно занимается на нашей платформе. Это очень высокий результат, поскольку непосредственно мы, как разработчики таких инструментов, понимаем, что они больше всего интересны именно начальной школе, то есть младшим детям. Вот для них подходят, как мы видели, для них подходят такие инструменты. Но сейчас эта ситуация в корне меняется, и об этом тоже расскажу. Вот непосредственно 52 тысячи учеников из Республики Коми – это статистика за прошедший учебный год, 2020-2021. И если посмотреть на проникновение внутри муниципалитетов, то есть некоторые муниципальные образования, вот как Воркута, практически все ученики активно занимаются на платформе. То есть это не просто зарегистрированные, а приходят и регулярно что-то решают. Вот, непосредственно по Сыктывкару статистика тоже 56%. Эти результаты, они выше, чем по России. Вот именно в Республике Коми мы видим. И если переходить от статистики к действиям, что мы сегодня предлагаем учителю, что мы предлагаем ученикам и как мы помогаем в достижении образовательных целей. В первую очередь, и исторически так сложилось, мы развивались как именно дидактический материал, то есть это интерактивные задания, карточки, которые помогают учителю объяснить какие-то новые темы для учеников в игровой форме, все это интересно, детей завлекает. И поэтому я упомянул сначала начальную школу, потому что детям это всегда очень нравится, то есть все дети с самого детства познают все через игру, и в этом плане осваивать новые предметы как в первом, так и в третьем классе им всегда было интересно через игру. Когда ребенок растет, переходит уже в основную школу, 5, 7 класс, 9 экзамены, то, безусловно, акценты меняются, и здесь мы меняем уже подходы. И вот в этом учебном году мы провели большую работу, собрали банк заданий с автоматической проверкой, то есть это задания и тесты, как с ответами на вопросы, то есть выбрать из предложенных, так и с открытыми ответами, где ученику необходимо решить. Все это проверяется в автоматизированном формате. Уже на данный момент в этом банке более миллиона заданий, и мы идем к тому, чтобы к концу учебного года объявить о том, что у нас есть полноценные инструменты для подготовки ко всем экзаменам государственной итоговой аттестации. То есть это те инструменты, которые мы хотим дать для учеников основной школы, старшей школы для подготовки к экзаменам, то есть для достижения их образовательных целей. Но это, безусловно, еще не все. То есть если говорить непосредственно о предметах, об интерактивных курсах, мы здесь тоже
основную школу, вот 5-9 классы, мы из внимания не упускаем и регулярно добавляем что-то новое. И вот, например, наше самое большое достижение – это курс по геометрии интерактивный, потому что действительно понимаем, что геометрия – предмет интересный, но где-то сложный для понимания. И здесь мы, опять же, применяем свои лучшие навыки для того, чтобы доносить это в легкой и интересной форме ученикам 7-8 классов. Учителям уже он частично доступен, вот этой осенью полностью будет в школах. И также, вот, как я уже оговорился, единый сервис с заданиями и тестами. То есть это такой конфигуратор, в первую очередь, для учителя, потому что он ученику без учителя недоступен. То есть учитель заходит и как в настройках собирает просто контрольную, проверочную, самостоятельную или домашнее задание, и уже ученику это в личном кабинете падает на отработку. Опять же, здесь очень важный момент – это статистика, что видит учитель по результату решения таких работ. То есть здесь все гибко и очень подробно. И здесь мне хотелось бы продолжить то, о чем говорила Ольга Юрьевна в своем выступлении, про форматы использования. То есть мы понимаем, что современная школа, цифровая школа, она, безусловно, подходит к тому, чтобы регулярно на уроках использовать цифровые инструменты. И когда Федерация начала проект «Цифровая образовательная среда», когда в регионы начались поставки оборудования, мы со своей стороны, вот как разработчики такой интерактивной платформы, увидели некоторые замешательства учителей. То есть оборудование приходит, учителя не знают, что с ним делать. У них нет методики, как внедрить его в традиционный урок. То есть они не знают, в какой момент урока можно перейти к этому оборудованию, как его использовать. И вот здесь мы тоже ряд инициатив запустили, поддержали вот такие вот подходы, как фронтальная работа с учениками в классе, ротация станций и перевернутый класс, проводили активную просветительскую работу, обучали учителей и даже запускали такие проекты, как «Цифровая школа УЧРУ». Я про это еще сегодня дополнительно упомяну, буквально пару минут. Но акцент я бы хотел сделать на том, какой именно вклад цифровые платформы привносят в достижение образовательных результатов. Нам, как разработчикам дидактических материалов, это было интересно всегда. Это наша цель номер один – узнать, как же мы влияем на образование. И мы из года в год мы пытаемся проводить такого рода исследования, которые бы могли нам это доказать, но это всегда очень сложно. Потому что исследования длительные, исследования с большим количеством участников, и часто они просто не доходят до конца. То есть кто-то где-то что-то, мы сбиваем методику исследования, что не дает нам чистые результаты. Вот в прошедшем учебном году я могу вам поделиться с вами результатами. Такое исследование мы начали и завершили в полном объеме в городе Екатеринбурге. При содействии и поддержки Департамента образования и администрации города Екатеринбурга в начале учебного года, в сентябре, нами было отобрано более 3000 учеников, которых мы разделили на контрольную экспериментальную группу. Обе группы учеников прошли входное тестирование, и в дальнейшем экспериментальная группа занималась регулярно на УЧРУ, то есть вместе с учителем в рамках школьной программы, в рамках школьного расписания. Они приходили и занимались по математике на УЧРУ. А контрольная группа, она занималась в традиционном формате. То есть это было именно требование исследования. Даже были такие случаи, когда учитель говорит, нам нужен УЧРУ, мы говорим, нет, нельзя. Коллеги, это исследование. И вот здесь на графике вы можете увидеть, что входное тестирование, это светло-голубой столбик, обе группы зашли с одинаковыми результатами. То есть у экспериментальной группы был результат средней доли правильных ответов 43,5%, у контрольной группы 43,3%. Но при этом по окончанию учебного года выходное тестирование показало, что результаты экспериментальной группы повысились практически на 7%. И то есть здесь мы видим буквально за один учебный год такой рост образовательных результатов. И это только по одному предмету. То есть мы проводили это исследование с учениками 8 классов, только 8 классы, в рамках одного города и вот только по одному предмету. При этом хочется сразу отметить, предвижу вопросы, мы достаточно серьезно к этому подходили, потому что у нас среди наших партнеров также институты высшей школы экономики, которые помогают нам анализировать такие вещи. В данном исследовании не участвовали, но в целом мы опираемся на методики, то есть которые используются на таком уровне. И, конечно же, в школы принимали участие как
и как школ с низкими образовательными результатами, так и городские лицеи. То есть классы были отобраны буквально по всему городу равномерно. И такого рода эксперименты наталкивают нас на мысль о том, что учителю, и не только учителю, и администрации школы, и органам управления образованием важно понимать, как сказать, очень важна предсказуемость образовательных результатов. То есть важно понимать, как ученик сдаст ЕГЭ еще там за год до того, как он его сдал, чтобы успеть вот этот момент поймать и отработать с учеником. То есть где-то его подтянуть. Вот как раз-таки предсказуемость образовательных результатов и выявление предметных дефицитов стала одной из наших основных тем для работы в этом учебном году с органом управления образованием. И один из наших таких, так сказать, флагманских образовательных проектов стал независимый мониторинг знаний УЧРУ. Мы взяли два наших самых основных предмета школьных, это математика и русский язык. И для 2-9 классов разработали серию тестирований в течение учебного года, которые они будут проходить, которые мы предлагаем проходить, чтобы как раз-таки у учителей, у администрации школы, органов управления образованием была возможность отследить уровень образовательных результатов, чтобы ученики к концу учебного года пришли к ГИА уже вот с понятным уровнем и, возможно, даже лучше подготовленными. Сейчас чуть подробнее расскажу, как это работает. Но в первую очередь, опять же, предвижу вопрос, почему нету 11 и 10 классов. Ну, потому что там все-таки слишком высокая ответственность. Мы решили не отвлекать детей. То есть участием в каких-либо проектах, там учителя уже все-таки ЕГЭ очень серьезный экзамен, и мы решили не вмешиваться в процесс подготовки, но вот как раз-таки со 2 по 9 класс, где ученики сдают ВПР, где ученики сдают ОГЭ, здесь мы вот в кооперации вместе с министерствами на федеральном и на региональном уровне подумали, что можем отработать, попробовать и показать какие-то эффекты. Что мы предлагаем? Это 3 тестирования по каждому из предметов: осень, зима и весна. Таким образом, тестирование, как мы предполагаем, способно заменить одну контрольную работу для учителя. Поскольку мы понимаем, что сейчас мониторингов достаточно много, контрольных достаточно много. Вот буквально вчера летел в коме, читал новости, что президент дал поручение уменьшить количество проверочных и контрольных работ в школах. Но, безусловно, здесь мы сделаем в первую очередь акцент на независимости, поскольку разработчиками таких контрольных являемся мы. Наши методисты, профессионалы, они разрабатывают, что немаловажно, такие контрольные буквально для каждого МК, который есть на рынке образования в нашей стране. То есть учитель заходит, когда наступает срок проведения тестирования, заходит в личный кабинет и как конфигуратор выбирает УМК, смотрит спецификацию этого тестирования, понимает, что у него ученики все эти темы уже прошли, все достаточно гибко, и отдает детям тест. Вот как раз-таки такой тест, он содержит буквально 11-14 заданий, то есть где-то мы рассчитываем на полурока. Ну, контрольная работа стандартная, чтобы детей не перегружать. При этом, когда мы говорим 11-14 заданий, то мы подразумеваем, что каждое задание проверяет знание одной темы. Вот одной конкретной темы. То есть это для нас как маркер, для нас и для учителя. То есть знает ребенок или не знает. Поэтому мы ни в коем случае не закручиваем гайки по уровню сложности. То есть все среднее. И в таком случае, что еще хочется отметить, это как раз-таки про гибкость и удобство для учителя. Такие тестирования доступны по 1,5 месяца, чтобы учитель мог в течение этих 1,5 месяцев выбрать конкретную дату, удобную ему, удобную и подходящую под его учебную программу, когда этот тест провести. То есть здесь все решение, конечно, за учителем. И что мы получаем на выходе? Условно говоря, учитель зашел на платформу, активировал этот тест, дети его прошли. Здесь хотелось бы перейти к отчетности. Что получает учитель? Учитель видит результаты проведения тестирований по русскому или по математике по каждому своему ученику. Отчет достаточно подробный. То есть там есть и инфографика, и есть текстовая расшифровка. То есть мы пишем это все практически вручную, что хочется отметить, объем работы, но мы это делаем. И мы выделяем те темы, которые вызвали трудности у всего класса. При этом учитель понимает по каждому ученику, то есть это все в интерактивном формате именно на платформе, а не на бумаге. Там у нас есть свобода действий, и мы учителю показываем, кто из учеников хуже справился, кто лучше.
И тут же платформа предлагает, например, дать этот блок заданий по этой теме на отработку конкретному ученику, который допустил наибольшее количество ошибок. То есть вот как раз-таки индивидуальная образовательная траектория, вот эта гибкость, которая доступна учителю, он буквально в моменте. То есть мы проводим работу над ошибками, и ученик закрывает какие-то пробелы. При этом, опять же, у учителя всегда есть выбор: дать просто задание и упражнение, чтобы, так сказать, набить руку, либо дать интерактивный курс, чтобы повторить всю дидактическую часть. Следующий уровень – это отчет для администратора школы, что называется, для директора или для зауча. Там уже отчет получается в разрезе всех классов, которые прошли тестирование. То есть мы видим усредненный результат, но опять же директор школы или завуч, они видят результат, привязанный к конкретному педагогу, либо предметнику, либо, если мы говорим про начальную школу, то конкретному классному руководителю. И там уже не хочется говорить так громко, но в любом случае директор школы понимает, чей подход лучше, то есть кто дает какой результат показывает, и может уже сделать какие-то выводы, управленческие решения принять, может быть, учебную программу поменять или УМК. Ну, такое же бывает, 2 класса в одной параллели идут по разному УМК. По одному дети осваивают учебную программу лучше, по другому нет. Вот такой инструмент мы предлагаем учителям и директорам. Но это еще не все. Безусловно, мы будем делиться и с органами управления образованием на муниципальном, на региональном уровне. Но здесь, что я сразу хочу особо отметить, акцентировать внимание на этом, в первую очередь для учителей, чтобы никого не напугать, все уходит в обезличенном формате, данные обезличены. Никаких фамилий, никаких классов, то есть конкретно только по школам и по муниципалитетам данные получает управление образованием. То есть, опять же, муниципалитет, он видит по каждой школе, вот в разрезе своему, по каждому, в рамках своего муниципалитета, в разрезе каждой школы получает информацию, усредненные данные, то есть эта школа освоила математику, вот в каких-то классах освоила. Таким образом, ну вот на слайде приведены примеры. А регион уже получает тепловую карту муниципалитета, то есть усредненная по всем школам. И как раз-таки тоже мы здесь уже в данном случае можем говорить о дополнительном инструменте оценки ситуации с образованием, со своей школьной программой по нашим самым главным школьным предметам. И в данном случае хочется отметить, что куда мы еще движемся. То есть вот сам формат проведения таких мониторингов. Мы понимаем, что у учителей есть запрос на такие инструменты. Мы их и разрабатываем как раз-таки в кооперации, вот в соответствии с этими предложениями, с этими просьбами. Но при этом не хочется еще упускать и междисциплинарное всестороннее развитие учеников. И, например, то, что проводится сейчас тестирование активно в России, начинается в ПИСА. И вот в рамках подготовки к этим тестированиям мы предлагаем проводить диагностику для 2-3 классов по читательской грамотности. Это будет единоразовое в течение учебного года мероприятие, пройдет в ноябре-декабре вот этого года, информация станет доступна позже. И диагностику 3К. Вот здесь коллеги, которые знают, могут меня поправить, что в оригинальном звучании это 4К, но, к сожалению, креативность в режиме онлайн очень сложно проверить, поэтому мы остановились на 3К, на коммуникации, кооперации, критическом мышлении. Вот такие диагностики для учеников 2-3 и 4-5 классов будут доступны в этом учебном году, и учитель может провести их вместе со своими классами, посмотреть на результаты и уже построить дальше учебную свою программу, план работы в этом направлении. И хочется в завершении вернуться к тем подходам, к ротации станций, к перевернутым классам, о которых мы говорили ранее, и рассказать о нашем проекте «Цифровая школа УЧРУ». Это как раз-таки тот инструмент, который нам в свое время оказал которым мы в свое время пытались оказать поддержку органам управления образованием и школам как раз в процессе внедрения
техники подсос, ну, либо той, которую закупает город, вот именно в образовательный процесс. То есть мы предлагали и методическую поддержку, и проводили обучение для учителей в школах Республики Коми и рассказывали им, как они могут интегрировать компьютеры, смарт-доступ, проекторы в образовательный процесс. И здесь мне хочется еще раз, никогда не упускать возможности, поблагодарить Республику Коми и Коми Республиканский институт развития образования за поддержку, поскольку Республика Коми стала нашей первой испытательной площадкой для этого проекта. То есть он здесь уже будет реализовываться 4-й год. Здесь мы проводили апробацию наших моделей. И вот на данный момент это уже такое действительно серьезное движение по всей России, в котором участвует более 100 тысяч учеников со всех регионов страны. Вот Республика Коми была одной из первых. Спасибо вам большое за это. И в этом учебном году, вот буквально до конца недели еще учителя смогут подать заявки на участие по предметам. Математика 5-9 класс, английский 5-6 класс. И программирование – это как неурочная деятельность, 3-4 класс для учителей начальных школ. Поэтому всех всегда приглашаем. Все информации, подробности размещены на сайте Института развития образования. Учителя начальных классов по другим предметам могут? Только программирование. Да. В этом году только программирование. Поэтому большое спасибо вам за внимание. Если какие-то вопросы или интересуют возможности сотрудничества для образовательных организаций, свои контакты в презентации приведены. Большое спасибо. Спасибо, Даниил Дмитриевич. Действительно, мы видим, что наши образовательные организации показывают неплохие результаты во владении данной цифровой платформой учи.ру и приглашаем всех участников в проекте. Напоминаем о том, что у нас уже прошел цикл семинаров, вебинаров для педагогов и для руководителей образовательных организаций по включению в проект в видеозале на сайте института. Все размещено, пожалуйста, подключайтесь. Коллеги, у нас с вами остался еще один вопрос вот в такой нашей концептуальной части, прежде чем мы перейдем уже непосредственно к представлению опыта педагогов в использовании цифровых инструментов и ресурсов. Приглашаем Светлану Петрову-Мулин, специалист по работе с клиентами компании «Технологии успеха». Тоже серьезная тема, серьезный вопрос, импортозамещение в программном обеспечении. Пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое. Ага. Добрый день, уважаемые. Слышно, сейчас. Добрый день, уважаемые коллеги, сотрудники образовательных учреждений. Рада приветствовать вас на этом замечательном мероприятии. Место, где мы можем поделиться опытом, идеями, чтобы образовательный процесс стал эффективнее, интереснее, доступнее. Меня зовут Лена Светлана, я представитель компании «Технологии успеха». Находимся в городе Сыктывкаре, и сегодня затрону тему по импортозамещению программного обеспечения. Расскажу коротко о главном. Хочется развеять какие-то мифы и страхи по этой теме и понять, что сейчас происходит на данном этапе по импортозамещению. Ну, начну с того, что в России тема импортозамещения стала довольно остро, когда под угрозой оказалась IT-инфраструктура государства, и федеральные, муниципальные, региональные органы власти, подведомственные учреждения и компании с государственным участием подверглись киберугрозам и санкционным рискам. И тогда где-то зародилась как раз-таки, скажу вам, перейдем к следующему слайду. Все. Вот зародилось создание и формирование реестра отечественного программного обеспечения. Вот, конечно, доля иностранного программного обеспечения достаточно велика в сфере государственного сектора. Значит, что импортозамещение находится в начале своего пути. Но, тем не менее, это такой сложный процесс, который необходимо заранее спланировать с учетом индивидуальных особенностей предприятия, сферы.
для того, чтобы деятельность не нарушилась, не остановилась и безопасность не была под угрозой, а само импортозамещение было эффективным. И надо не просто заменить иностранное программное обеспечение на российскую альтернативу, а надо, ну вот если речь идет уже об операционной системе, надо обеспечить комфортную миграцию тех приложений и программ, которые используются в рабочем процессе, и их совместимость между собой, чтобы все работало хорошо и налажено. Вот. Также обучить пользователей работе, вот, и чтобы все гармонично существовало. Вот начну с нормативно-правовой базы по импортозамещению. Было вот создание и формирование реестра отечественного программного обеспечения в 2015 году. Также было постановление правительства об установлении запрета на допуск программного обеспечения, исходящего из иностранных государств для цели осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Дополнительные ограничения на закупки программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд, тоже постановление правительства. Указ президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Ну, в условиях пандемии, конечно, эти сроки сдвинулись немножко, но тем не менее, вот буквально в августе этого года стало известно о планах российского правительства о принудительном переводе всех государственных служащих и бюджетников на отечественные мессенджеры и также альтернативы видеоконференц-связи отечественной. По нормативно-правовой базе, если вернемся, рекомендации по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения и рекомендации по переходу региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на использование отечественного офисного программного обеспечения. Итак, какое программное обеспечение подлежит замене отечественной в первую очередь? Согласно рекомендациям, переход на российский софт необходимо осуществлять с использованием программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российских программ и соответствующие дополнительным требованиям, утвержденных постановлением правительства. Если вернемся на предыдущий слайд, то у меня тут иногда не коннектится, вот, то это первый пункт, это создание и формирование реестра, на этом должно быть основано, и указ президента, то есть это идет основа того, чтобы мы перешли на импортозамещение. Этим регулируется. Какое программное обеспечение подлежит замене на отечественное? Это операционная система, да, то, на чем работает автоматизированное рабочее место, коммуникационное, по-простому это мессенджеры. Если говорить в части образовательных учреждений, то мессенджеры между учителями и родителями, учителями и учениками, чтобы это было доступно и просто в использовании. Почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, офисный пакет, интернет-браузер, редактор презентации, табличный редактор, текстовый редактор, программное обеспечение файлового менеджера, справочно-правовая система, программное обеспечение системы электронного документооборота, средства антивирусной защиты и видеоконференц-связи. Как это реализовать? Конечно, нужно действовать определенные инструкции и планированию. Выделяется вот для меня несколько этапов для нас. Это вот первый этап – инвентаризация программного обеспечения. Необходимо провести аудит установленного в учреждении программного обеспечения. Как раз-таки, о чем я говорила, это различные сервисы и приложения, с которыми работают пользователи, там, учителя, ученики. Второй этап – это разработать план миграции. Сюда входит анализ информации о программном обеспечении, полученной на первом этапе, то есть все проанализировать, посмотреть, что находится на балансе учреждения. Анализ периферии на предмет совместимости – это то, что подключается, внешние какие-то подключения
оборудования, например, оценка требуемых временных и финансовых ресурсов для реализации задач по переводу. Третий этап – это уже внедрение программного обеспечения, комплексное развертывание и конфигурирование программного обеспечения на автоматизированных рабочих машинах и серверах, тестирование и отладка, и составление документации по использованию программного обеспечения, потому что необходима какая-то методичка и инструкция четкая, обучение сотрудников и создание группы технической поддержки пользователей. Конечно, не нужно там бездушно ставить, нужно еще, чтобы была квалифицированная помощь в использовании. Что выбрать? Тот же вопрос. В едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, это вот то, с чего началось, содержится почти 12 тысяч записей. А здесь мы выделили то, что более популярно и то, что используется в большей степени при установке в учреждениях. Операционные системы – это Astra Linux и Alt Linux в большей части, и офисные приложения Мой офис и R7 офис. Всем, наверное, понятно, да, операционная система – это то, на чем работает сама машина, сам компьютер. И офисные приложения – это всем нам давно известно, это различные редакторы. Ну, если будем говорить на языке Microsoft Office, то это Word, Excel, PowerPoint. Сейчас мы разберем на примере R7 Office аналоги, те, которые возможно заменить. Продукт R7 Office – это наша отечественная разработка. Наши разработчики данного продукта предлагают вот приложение, модули совместной работы, онлайн-редактор, видеоконференции. Если говорить по приложениям, то есть это аналог Microsoft Office, причем он сделан по той же модели, что и OpenOffice, то есть он совершенно конвертируется с документами офиса, и конвертация наиболее лучшая и качественная по сравнению с другими аналоговыми отечественными. Если говорить, что приложение, это идет совместимость тоже со всеми операционными системами отечественными, идет тут текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, медиаплеер, галерея, органайзер. Это именно десктопные версии, это то, что устанавливается непосредственно локально на компьютер и используется. Есть онлайн-редактор, это тоже также текстовый редактор, табличные презентации, это то, что можно использовать независимо от местоположения своего, из любой точки мира. Главное, чтобы было подключение к интернету через браузер. То есть вводится определенная учетная запись, и вы можете с любой точки мира заходить в свои эти учетные записи и там работать с документами. Также модули совместно работают. Это тоже такой удобный, я считаю, если говорить в частности образование, инструмент. В этом комплексе, вот что есть тут документы, проекты, лента, календарь, мессенджеры, сообщения, контакты. Это та единая такая среда, где может взаимодействовать учитель с учениками, там могут создаваться определенные рабочие тетради ученика, там же учителя могут проводить тесты, какие-то опросы по своим предметам, и это все также может использоваться через учетную запись, как дома, так и в школе или в другом образовательном учреждении. И учитель, если, например, это, говорим о тестах, о опросах, о какой-то контрольной работе, да, в этом виде, приходит все учителю, и учитель это все может дома просматривать, использовать. И видеоконференц-связь также доступна у данного разработчика. И по аналогу, если говорить по стоимости очень доступны, в отличие от того, что еще предоставлено среди программных продуктов на данный момент. Вот, поэтому
в частности, образование очень удобное офисное приложение, на которое стоит обратить внимание. Тут я сделаю акцент на акции для образовательных учреждений. То, что мы проговорили сейчас, RCM офис, он доступен, бесплатно предоставляется и может быть установлен на неограниченное количество рабочих мест в рамках образовательного учреждения. То есть образовательное учреждение заходит на сайт RCM офис и вводит определенную форму, заполняет там ННН, название образовательного учреждения, и уже компания предоставляет доступ, передает права использования для образовательного учреждения. Мой офис, тоже программный продукт офисный, мой офис образования предоставляется по бессрочной лицензии нулевой стоимости, ну, тоже безвозмездно, бесплатно. Приложения могут быть бесплатно установлены на неограниченное количество рабочих мест в рамках образовательной организации. Акции для образовательных учреждений – это что касается операционных систем. Astra Linux и Alt Linux. Тут немножко идут программы для образования высшего и профессионального образования, но если говорить в частности школ, детских садов, то данные лицензии доступны с наибольшей скидкой приобретения, чем нежели там, тем же коммерческим организациям. То есть в образовании всегда все доступно, более доступно, чем другому госсектору. Альт-образование также предоставляется дистрибутив, ориентированный на использование в образовательных учреждениях. Тоже по запросу по определенной форме предоставляется доступ, развертывать, и можно это использовать у себя и попробовать, и запустить какой-то пилотный проект хотя бы. Конечно, мы не говорим о всем парке машин и компьютеров, но, возможно, все же это сделать уже сейчас и внедрить это, использовать потихоньку на одной, на 3 там, машины, и уже быть готовым к тому, что если это неизбежно, то уже использовать это у себя в учреждении. Преимущества, скажем, российского программного обеспечения. Стоимость программного обеспечения не зависит от курса доллара, что обесценивает снижение стоимости лицензионных отчислений и предсказуемость цены закупки в рублях. Российский софт дешевле импортных аналогов, лучшая адаптированность к российской специфике и более быстрая адаптация при изменении бизнес-процессов. Русскоязычная техподдержка и близость компаний-производителей обеспечивает эффективную и простую коммуникацию между пользователем и разработчиком. Снижение угрозы информационной безопасности и безопасность, связанная с политическими процессами в случае очередных каких-то санкций или еще чего-нибудь, отношения России. Пользователи импортных решений окажутся в зоне риска, будучи отрезанными от техподдержки производителя. И имиджевая роль для ведущих российских компаний. Это так коротко о главном я сказала по импортозамещению, привела примеры того, что можно внедрить уже сейчас. Также хочу сказать, что наша компания уже пилотировала некоторые проекты и имеем опыт, и также мы сможем подобрать и не оставим без помощи и внимания. Мы также специализируемся на информационной безопасности, в частности, имеем сертификацию СТЭК и ФСБ. Вот, контактная информация, если будут вопросы просто касаемо импортозамещения или каких-то любых других программных продуктов, проконсультируем и подскажем, как действовать и что делать. Вот. А так я благодарю за внимание. Спасибо большое. Благодарим вас. Вопросы можно было направлять непосредственно на электронную почту или позвонить по телефону. Спасибо. Коллеги, на этом мы завершили нашу первую часть и сразу без перерывов переходим ко второй части. Если кому-то необходимо попить водички, попить кофе, вы можете это сделать в свободном режиме. Коллеги, кто находится по ту сторону экрана, у вас, конечно, больше свободы в владении своим временем, но тем не менее, да, вот у нас появился какой-то вопрос. Каким способом будет коррелироваться массовый переход на отечественные ПО образовательных организаций и подготовка студентов профессиональных образовательных организаций по стандартам WorldSkills
по направлению IT, где было для обучения проведения конкурсных мероприятий и дальше, покрутите, пожалуйста, и демонстрационных экзаменов, сплошь импортная. Процесс будет идти, да? Можем так ответить. Да, то есть экзамены сдают пока на импортном программном обеспечении по стандартам WorldSkills. Ну да. Ну, стандарты WorldSkills это все-таки международные стандарты, да, наверное, пока импортное обеспечение будет еще оставаться в преимуществе. В этой части идет вопрос о том, что не перевод 100% машин. Да, то есть 100% перевода не планируется, да? Хотя бы 60%, как говорится, о восстановлении правительства, 60% машин должны быть использованы, а какая-то часть останется как раз таких вот Для образовательных целей. Да? Вот Светлана говорит, что нормативными документами предусмотрен обязательный перевод порядка 60% парка компьютеров, да, на отечественное программное обеспечение, а далее в образовательных целях может использоваться и другие варианты. Коллеги, я с вами прощаюсь, у меня начинается тоже своя площадка по использованию целевой модели наставничества. Передаю бразды правления Вячеславу Алексеевичу. Напоминаю, коллеги, о регламенте выступлений. В пределах 10 минут, пожалуйста, придерживайтесь. Мы с вами так уже немножечко отстаем от нашей программы, но тем не менее выслушаем всех. Спасибо. И я предоставляю слово Литяевой Грякиевой Оксане Николаевне, заместителю директора муниципального образовательного учреждения «Школа Каджиром». Оксана Николаевна. Слышно меня? Добрый день. Да, слышно, отлично. Вы можете начинать. Добрый день еще раз, коллеги. Муниципальный район Печора, средняя общеобразовательная школа поселка Каджиром. И я, Лятьева Оксана Николаевна, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». И сегодня я хочу рассказать вам об итогах внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в нашей школе на сегодняшний день. У нашей школы большая история. В следующем году мы отметим 80-летний юбилей. Последние десятилетия в нашей школе работает стабильный и сплоченный коллектив. Директор школы Гадун Лариса Викторовна. Школа оказывает образовательные услуги по 3 адресам в поселках Каджиром, Зеленоборск, Талый. Имеет 2 структурных подразделения – пришкольный интернат и точку роста. Была приятно удивлена, когда пришла работать в школу. Это было 8 лет тому назад. В 2013 году у каждого учителя был, а в каждом предметном кабинете были установлены и проектор, и экран. На сегодняшний день в школе 2 компьютерных класса, 1 мобильный класс, 28, которые мы получили в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда», 2 интерактивные доски и многое другое. Занимаясь проектной деятельностью, мы существенно улучшили материально-техническую базу. За 4 года было приобретено оборудование на 1 600 000 рублей. Созданы условия для развития самоуправления в школе, школьное телевидение, медиасфера, волонтерский отряд по оказанию интернет-услуг для социально незащищенного слоя населения. В рамках цифровизации в сфере образования наша школа подключена к единой системе передачи данных. Создана локальная сеть в кабинете информатики. Мы особое внимание уделяем безопасности цифровой образовательной среды, установлена контент-фильтрация, настройки сети и постоянно ведется работа с обучающимися и их родителями по профилактике безопасного поведения в сети интернет. Прозрачность и открытость образования демонстрирует школьный сайт, который дает возможность обратной связи, группа ВКонтакте и ГИСЭО. Система ГИСЭО дает возможность автоматического создания всевозможных аналитических отчетов для педагогов и администрации школы. Упрощена система управления школой. Более удобной стала процедура по зачислению обучающихся в 1 класс и переводу обучающихся. А также при реализации программ дополнительного образования зачисления на курсы происходят на портале ПФДО, который позволяет принять заявление от родителей, а также отследить наполняемость групп.
В период дистанта педагогами опробированы множество образовательных технологий и платформ, взяты в работу наиболее приемлемые для сельской местности. Наиболее популярными стали Учи.ру, РЭШ, Я-класс, сайты Захарина, Решу ОГЭ и ЕГЭ, которые снижают нагрузку по контролю выполнения заданий учениками. Очень непопулярны Google-сервисы, особенно при разработке ученических проектов. Благодаря национальному проекту образования «Современная школа» в нашей образовательной организации функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Обучающимся и педагогам доступно новое современное оборудование. Шлем виртуальной реальности используют на уроках астрономии и биологии, внеурочной деятельности. Очень нравятся возможности дополненной реальности на уроках географии и истории. Технологии 3D-моделирования позволяют раскрыть способности по программированию и проектированию на уроках технологии и информатики. Образовательная робототехника применяется с 2014 года. Обучающиеся благодаря конструкторам могут описать не только физические процессы, но и побыть изобретателями. Регулярно команда школы выступает на соревнованиях по робототехнике. Беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, наглядно позволили увидеть в работе функциональную грамотность и кейс-технологии. Так, на интегрированном уроке по информатике ОБЖ программирование и управление квадрокоптеров позволили спасти условных пострадавших. Технология панорамных изображений – это использование платформ с виртуальными экскурсиями. Мы тоже активно ими пользуемся, особенно актуально для сельских школ. В 2020-2021 учебном году наша школа стала использовать элементы функциональной грамотности, в частности, на уроках цифрового профиля. Воспитательная деятельность неразрывно связана с цифровизацией. В школе действуют объединения РДШ, Юнармия, волонтеры, социальный театр. И каждый член объединения зарегистрирован на соответствующей платформе. Анкетирование, социально-психологическое, профориентационное, предпрофильное проходят также в электронном формате с возможностью автоматизированной аналитики. Обучающиеся и педагоги дистанционно принимают участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах. В прошлом году таких участий было более 500. И с сегодняшнего дня у нас начинается Всероссийская олимпиада школьников. Мы апробируем платформу Sirius. В последние годы повышение квалификации педагогов проходит исключительно в дистанционном формате, что дает возможность прослушать в течение года несколько курсов. Касаясь вопросов сетевого взаимодействия, хочу заметить, что благодаря цифровизации возможно привлечение специалистов из других регионов и городов. И в нашей школе есть такая практика. Через сеть мы нашли много единомышленников. Академия Государственной службы управления Республики Коми, Печорский историко-краеведческий музей, Российское экологическое общество. Говоря о перспективах внедрения целевой модели образовательной среды, мы планируем построить локальную сеть по всей школе, создать компьютерный класс для обучающихся начальных классов, погрузить в платформу Sirius всех участников образовательных отношений, организовать онлайн-телемост с обучающимися других стран с целью растворения образовательных рамок до масштабов мира, основываясь на имеющемся опыте школы. У нас среди обучающихся есть обучающиеся имеют друзей из Испании и других стран, а также реализовать проект об участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории сельского поселения Каджирон, по созданию интерактивного музея «Помним, гордимся». Ну вот это была краткая информация о наших достижениях. Я благодарю всех за внимание. Если есть вопросы, можете их задать. Да, ждем вопросов в чате, если появится. И у нас в конференц-зале вопросов пока нет. Коллеги, мы продолжаем нашу программу. Субботина Клавдия Вячеславовна, заместитель директора школы номер 1 города Емвы. Цифровизация образования, новые возможности. Ага. У меня куда-то делось все. Коллеги, у кого-то включен микрофон. Следите за своими микрофонами. Да, пожалуйста.
Итак, приветствую всех участников форума, приветствую модератора форума, дискуссионной площадки «Цифровая школа. Опыт, компетенции, проекты». Представляю вашему вниманию тезисный доклад на тему «Цифровизация образования. Новые возможности и формы реализации» в МБУ СОШ номер 1 города Емвы. Цифровизация проникает во все сферы жизни, не является исключением образования и наука. Цифровизация образования сегодня рассматривается как важнейшая тенденция в отрасли в условиях динамичной дигитализации общества, связанной с необходимостью продуктивного включения в новую технологическую революцию. До недавнего времени тенденцией образования была его компьютеризация и информатизация. Цифровизация образовательного пространства является следующей ступенью его развития. Актуальность задачи подчеркнута и в нормативном поле. В указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 обозначена задача создания к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В 2019 году был запущен федеральный проект «Цифровая образовательная среда», входящий в национальный проект образования. Данный проект направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. Итак, цифровизация – это цифровизация – это внедрение цифровых технологий куда-либо, перевод или переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств. Результатом цифровизации образования будет цифровая школа. Образовательная организация, где образовательный процесс построен на основе ориентированной на результат, компетентностно ориентированной, персонализированной организации образовательного процесса в образовательной среде, насыщенной цифровыми технологиями. Таким образом, цифровизация образования дает возможности дополнить, преобразовать традиционные технологии обучения. Отсюда нами были сформулированы задачи, которые позволяют решить цифровизацию образования. Во-первых, это обеспечение равных возможностей для всех детей для развития и проявления своих способностей, доступ ко всем образовательным процессам и сервисам в режиме единого окна, возможность родителей активно влиять на образовательный процесс, возможность использования технологий информационного следа учащихся для выбора и индивидуального сопровождения и автоматизация управленческой деятельности. Основные направления трансформации системы образования в нашей образовательной организации – это совершенствование содержания образования, профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, ну и развитие инфраструктуры образования.
И прежде всего мне хотелось бы отметить ту инфраструктуру, которой мы обладаем в нашей образовательной организации. Итак, в каждый кабинет нашей образовательной организации подключен высокоскоростной интернет. Также на 2021 год в нашей образовательной организации есть 84 ноутбука и компьютера, 74 из которых задействованы в образовательном процессе. Кроме того, в каждом классе имеется автоматизированное рабочее место учителя, то есть которое включает в себя в том числе проектор, экран. Также в нашей образовательной организации имеется передвижной мобильный класс. С прошлого года также в школе функционирует «Точка роста». Это специализированный центр цифрового и гуманитарного образования. Также коллегами и педагогами нашей школы и администрации в том числе сформирована энциклопедия цифровых ресурсов в виде интерактивных тренажеров и обучающих систем. Изучив все методические рекомендации, представленные Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования Республики Коми, администрацией нашей школы был разработан алгоритм действий, значит, по осуществлению цифровой трансформации процесса образования в нашей школе. Итак, первый блок или первый шаг – это организационный. На данном этапе происходило формирование технологической инфраструктуры. Следующий шаг – это нормативное поле. Здесь происходило обеспечение нормативного сопровождения цифровизации образовательного процесса. Следующий этап, я считаю, что он довольно-таки важный, это информирование. То есть на каждом этапе, на каждом шаге, на каждом введении, нововведения мы информировали родителей как полноправных участников образовательного процесса. Ну и следующий этап – это непосредственно сам образовательный процесс, его организация, контроль и реализация. На следующем слайде представлена такая модель цифровой образовательной среды школы. И видно, что в данной модели важным образовательным онлайн-сервисом в школе является подсистема Республики Коми «Сетевой город образования» Государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование». С помощью данного сервиса обучающиеся и их родители, законные представители, получают информацию о заданной домашней работе, индивидуальных заданиях, сообщения и заметки от учителей, просматривают материал для самостоятельного изучения и ссылки на различные онлайн-ресурсы. Также немаловажным является то, что родители могут контролировать, смотреть и видеть текущие отметки и следят за вероятным итоговым баллом за четверть, за полугодие. Педагогами школы ежедневно вносятся новые сведения в данную виртуальную образовательную систему. На официальном сайте школы также размещена вся актуальная информация, и в том числе касаемо цифровизации образования. Также большая часть педагогов использует электронную почту и группы в социальной сети ВКонтакте. Электронная почта позволяет оперативно обмениваться информацией, отправлять индивидуальные задания. Социальные сети являются областью проведения общих дискуссий, обмена информацией и видеозвонков. Все классные руководители имеют сообщество ВКонтакте, участниками которых являются
обучающиеся класса, их родители, законные представители, ну и, конечно же, педагоги, работающие в данных классах. Между участниками образовательных отношений осуществляется непрерывный контакт в рамках реализации частей образовательных программ. Ну и опять же, вот если вспомнить тот период, когда мы вынуждены были в экстренном формате организовывать дистанционное обучение, то Министерством просвещения Российской Федерации, в том числе Министерством образования Республики Коми, было отправлено достаточно методического материала в помощь педагогам и администрации. И, в общем-то, наша образовательная организация тоже, конечно же, воспользовалась этой помощью, да, и, значит, изучили в том числе все контенты и онлайн-ресурсы, которые предложили нам, значит, наши коллеги. И вот все-таки решили сузить этот спектр контентов. И вот на слайде представлены основные онлайн-ресурсы, лучшие онлайн-ресурсы, по мнению наших педагогов, которые мы наиболее часто используем в образовательном процессе. Это Учи.ру, Я-класс, Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, Московская электронная школа. Ну и для проведения учебных занятий и консультаций в онлайн-формате используется система видеоконференций. Администрацией школы совместно с техническим специалистом для педагогов были организованы семинары-практикумы по работе с сервисом видеоконференции Google Hangouts на платформе G Suite. Данный сервис позволяет создать виртуальный класс в количестве 25 пользователей, и, что является немаловажным, он является бесплатным. Все пользователи имеют возможность видеть своих собеседников и демонстрировать свой рабочий стол. Классными руководителями в кратчайшие сроки были, значит, сформированы виртуальные классы в сервисе видеоконференций Google Hangouts, и в процессе данная система видеоконференций использовалась и используется на данный момент. Ну и хотелось бы отметить, что при реализации основной образовательной программы начального общего образования учителями начальных классов наиболее активно используется образовательная платформа, онлайн-платформа Учи.ру. Я как учитель начальных классов тоже активно использую эту онлайн-платформу. И, в общем-то, могу сказать, что действительно является таким подспорьем вот именно в отработке детьми определенных навыков. Значит, здесь дети могут, помимо того, что отработать определенные навыки, да, по определенным темам, также дети здесь могут просмотреть онлайн-уроки, выполнить задания-тренажеры, как я уже сказала, значит, поучаствовать в онлайн-олимпиадах, марафонах. Также у учителей появилась возможность создания заданий из карточек, проверочных работ. Каждый учитель имеет возможность отслеживать в личном кабинете, кто из детей занимается, какой результат выполнения проверочной работы, какие сложности у детей возникают, какие темы надо еще подтянуть. Также учитель видит активность участия детей в олимпиадах, марафонах. Ну и также вот буквально с прошлого года в Учи.ру появилась такая возможность, такой сервис, как провести урок в виртуальном классе, что, безусловно, мы, конечно же, тоже используем. Ну и в заключении своего выступления мне хотелось бы остановиться еще на тех целевых показателях цифровизации образования, которые мы планируем достигнуть, проводя
цифровую трансформацию нашей образовательной организации. Ну, во-первых, мы планируем то, что увеличится численность учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формирования значит, индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио ученика. Также мы предполагаем, что увеличится численность педагогических работников, получивших возможность использовать цифровой контент и цифровые образовательные сервисы. Мы предполагаем также, что увеличится численность учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам самостоятельной подготовки. Также мы планируем и надеемся на то, что увеличится число заданий в электронном формате для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки. Ну и в конце выступления еще раз, я хотела бы сказать, что я сегодня представила, так сказать, наш лишь положительный опыт в цифровой трансформации нашей образовательной организации. Безусловно, в процессе этой работы мы сталкиваемся и с рисками определенными, мы сталкиваемся с трудностями, проблемами, но мы их стараемся решать и, конечно же, планируем и надеемся на то, что мы активно будем продолжать работу по цифровой трансформации нашей образовательной организации. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну, интересно, что вот у нас такие небольшие города, как Емва и такие небольшие поселки, как Аджером, активно внедряет образовательный процесс, активно вовлекаются в эти процессы. И сейчас мы с вами послушаем опыт Усть-Куломского района. Нестерова Татьяна Григорьевна, главный эксперт информационно-методического отдела управления образования района, создание интерактивных рабочих листов в сервисе Татьяна Григорьевна сейчас сама скажет, как это звучит по-английски. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Включил? Здравствуйте. Нет, вот так. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу вас познакомить с конструктором интерактивных рабочих листов LiveWork Sheets. Само название говорит само за себя уже. Live значит жить, оживлять рабочие листы. То есть у каждого учителя папками уже созданы рабочие листы с готовыми тестами, контрольными работами, проверочными, самостоятельными, варианты ВПР. Но они лежат, и мы используем, дублируем в бумажном варианте, хотя это можно сделать в электронном. Сейчас я вам покажу возможности этого сайта конструктора. И на этом сервисе очень много инструментов, которые можно использовать. Здесь у меня уже зарегистрировано. Покажу на примере, который я подготовила специально для семинара для учителей естественно-научного направления. И здесь покажу, какие могут быть возможности. Посмотрите, значит, первый, выберите правильный ответ. Здесь представлено задание на выбор правильного ответа, то есть множественный выбор. Можно задать как выбор одного, так и нескольких. Я показываю на примере, а потом увидим, что будет дальше. Можно будет сразу оценить, проверить. Следующее задание – выбрать верные утверждения. Здесь уже можно по-другому. Здесь мы отмечаем правильный ответ с помощью галочек. Я наугад ставлю, не зачитываю. Следующее задание. Выберите 3 верных утверждения. Здесь в специально отведенном поле мы записываем ответы.
Следующее задание, которое дано, это установите соответствие. Здесь работаем со стрелочками. Сразу же появляется карандашик, и мы с карандашом проводим к нужному объекту. Но сразу должна оговориться, когда я сделала в первый раз, объект к объекту идет, работает парами. То есть первоначально замысел у меня был, чтобы шло к одному, но оно у меня не получается, потому что сразу же исчезает. Поэтому я на картинке потом настроила. Одно сверху, второе на картинке. Следующее задание – соответствие между классами и их представителями. В этом задании нужно выбрать из выпадающего списка правильный ответ. В каждом он уже настроен. Вы выбираете правильный ответ. Не очень привычно на расстоянии. В следующем задании уже, как видите, подготовлены слова, которые нужно подобрать определение к нужному месту. Так, и мы попробуем эти слова перетащить на перетаскивание объекта. Вот таким образом. Которые не берутся, это значит, они нам не нужны вообще. Следующее, здесь уже работа с ссылками. Если кто работает, уже по картинкам видно, что здесь у нас идет ссылка на WordWall Sheets, WordWall. Так, вернуться сумею. Назад сделать, да? Ага, потеряла. Угу. То есть можно сделать любые ссылки, с которыми вы работаете. Спасибо. Сейчас я вернусь к своей работе. Простите. Так, заходить уже не буду по ссылке. Здесь Learning Apps, второе задание по ссылке. И последнее задание, здесь просто идет поле для текста, то есть это ответ на открытый вопрос. Такие задания нужно будет проверить самому учителю. Сейчас мы поставим несколько, чтобы видно было, как работает. Придется мне вернуться, чтобы поставить несколько хотя бы ответов. Вот. А потом, когда уже заканчивается это задание, мы нажимаем на финиш. Готово. Здесь есть два варианта для ученика. Или он просматривает сам свои ответы, то есть это для тоже отработки навыка, или же может отправить своему учителю на электронный адрес. И приходит на электронный адрес сообщение, что отправлено, и на рабочем столе самого сайта можно увидеть это. Мы посмотрим, что у нас получилось. Мы возвращаемся, и нам показывают неправильные ответы. Здесь идет система оценивания в 10 баллов. Так, понимаемся. У нас всего лишь один правильный ответ, 1 из 10. Вот так, что из себя представляет этот сайт, что можно сделать, это некоторые возможности только. Чтобы посмотреть, что еще можно сделать и как это делается, сейчас мы с вами посмотрим. Здесь также можно ведь использовать ресурсы, использовать готовые рабочие листы уже других учителей. Он международный, этот сайт, поэтому первоначально выбираете русский язык и вводите или в поисковике или тему,
Или же можете зайти в интерактивные рабочие тетради, в интерактивные рабочие листы, выбрать язык и выбрать предмет. Или через поисковик. Мы с вами посмотрим из любимых, уже оставленных рабочих листов. Открывайся. Так, как это делается? На рабочем листе вашем, который вы уже сохранили на программе, вот делаются поля, и в эти поля вводится команда определения. Вот такие. И на установление соответствия вот такое. Это мы пропустим. Я хочу показать вам, какие есть еще возможности. Будет слышно или нет? Запишите текст под диктовку. То есть здесь можно еще загрузить MP-файл. Весеннее солнышко. То есть даже можно для русского языка использовать. А также можно загрузить видео, только одно ограничение, только видео с YouTube должно быть. Просматривает ученик, и потом составляются вопросы, и на эти вопросы отвечает ученик. Так, теперь покажу, как делается. После регистрации. Регистрация, как обычно, несложная. Регистрируйтесь или через электронную почту, или же через Google аккаунт свой. Чтобы вам загрузить файл, вы заходите... Так, здесь сейчас не по-русски. Это вроде на русский. Так, переведу на русский язык. Вы загружаете свой рабочий лист, который у вас находится на своем рабочем столе. Выбираете файл и загрузить. Обращаю внимание, что тут форматы PDF. Если у вас вордовские, то их лучше сразу перевести в формат PDF. Также можно сделать отсканированные листы учебников, рабочих тетрадей, задачников. И здесь есть максимальный размер 5 мегабайт. Когда у вас загружен рабочий лист, вы уже начинаете с ним работать. Я загрузила лист, чтобы показать самое начало, что это такое. Я подготовила рабочий лист. Мы заходим на рабочий лист. Значит, как это делается? Мы должны пойти на Edit и редактирование и начинаем работу. Первое – это редактирование, первая стрелочка, значок. Второй – это предварительный просмотр. Третий значок – это сохранение. Четвертый значок – это удалить, можно, если вам что-то не подходит. И четвертое – фоновый рисунок изменить. А здесь под вопросительным знаком это инструкция, по которой вы можете обратиться и просмотреть его. Значит, как это делается? Вот, смотрите, сразу же появляется крестик, и этим крестиком вы просто делаете прямоугольник. Если у вас правильный ответ, вы просто можете прописать этот правильный ответ. А если вы выбираете другую команду, то вы выбираете по одному и вставляете команду. Команды нужно вписывать вручную, но мне удобнее. У меня есть шпаргалка с командами, я просто скопирую, вставляю в эти вставки, и все. Делается несложно, только нужно натренировать руку. По-моему, очень интересное задание. Также здесь можно, кроме рабочих листов, потом составить рабочую тетрадь. То есть вы по теме выбираете и делаете рабочую тетрадь не только из своих вами составленных материалов, а также из материалов других учителей можно добавить. My workbooks. Не слушается. И здесь у вас могут быть несколько листов, и на ваше усмотрение вы делаете, как вам надо. Также удобно использовать, когда вы делаете
Тестовые, подготовка к ВПР, все эти задания основные я вам показала, но возможностей не больше, намного больше. Также эти задания вы можете отправить своему ученику. Ссылку берете из самого задания. Сейчас я вернусь к своему рабочим листам. Вот посмотрите, вот здесь есть link to the worksheets, то есть это ссылка, которую вы отправляете своему ученику. Ученику самому не обязательно регистрироваться, вы можете отправить или по электронной почте, или же по любой соцсети. Он заходит и выбирает, если для учителя, отвечает на вопросы и отправляет учителю. А учителю потом видно, что ученик сделал и результаты его. Еще раз оговорюсь, что открытые вопросы нужно будет просматривать, прочитывать. У меня тут уже не осталось. Так, по-русски переведу. Сейчас я не найду по-английски. Здесь остаются у вас рабочие листы, они в течение 30 дней, которые можно просматривать. И еще нужно сказать, что здесь 30 рабочих листов вы делаете, если не зарегистрированы и не идет оплаты. А в бесплатно это 30 рабочих листов, которые вы можете делать для себя приватно. А когда вы будете делиться своими рабочими листами, то эти рабочие листы будут видеть другие учителя, и можете таких рабочих листов сделать неограниченное количество. Вот такой сайт я хотела вам показать, представить и познакомить. Спасибо. На этом все. Спасибо, Татьяна Григорьевна. Я думаю, педагоги возьмут на вооружение инструмент, который можно использовать. Мы двигаемся дальше, и у нас выступление организации проведения олимпиад по естественным и социально-гуманитарным дисциплинам на платформе Moodle. Рожина Анастасия Владимировна и Фазуль Зянова Любовь Александровна. Они должны быть у нас на связи. Мы на связи. Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия Владимировна. Мы вас слышим. Презентацию вы сами включите или нам включите? Ну, лучше, наверное, чтобы вы включили, если есть такая возможность. Да, есть ваша презентация. Сейчас мы ее включим. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь хотелось бы поблагодарить за организацию площадки и, конечно, за доклады, которые уже рассказали педагоги, руководители образовательных организаций. Мы хотим, в свою очередь, поделиться своим опытом, рассказать о Олимпиаде, которую проводим с 2016 года. Соответственно, на сайте нашего колледжа через систему Moodle размещена Олимпиада, которая проводится при поддержке Министерства образования, науки, молодежной политики Республики Коми. И для организации этой Олимпиады в первую очередь мы задействуем преподавателей колледжа, а также других образовательных организаций, в частности, школы, активные учителя школ подключаются для разработки заданий и для организации обучающихся для участия в Олимпиаде. Можно следующий слайд, пожалуйста. С 2016 года ежегодно Олимпиада проходит через систему Moodle. Вы видите, на сайте у нас есть значок Moodle, ну и, соответственно, легко по этой ссылке перейти и поучаствовать в Олимпиаде. Можно следующий слайд. Здесь представлена динамика участия в Олимпиаде. Ну и мы видим, что резкий скачок был в 2017 году. Это было обусловлено тем, что именно в 2017 году Олимпиада получила статус республиканской. И помимо уже традиционных видов заданий по общеобразовательным предметам добавился предмет астрономия, что вызвало тоже такой всплеск интереса к Олимпиаде.
Если говорить по статистике, то мы видим такая стабильная статистика в районе 400 человек в среднем в год, ну и в прошлом году 430 участников. Это студенты нашего колледжа, а также студенты очень активно участвуют в Сыктывкарского медицинского колледжа, Воркутинского политехнического техникума, колледжа культуры, Интинского политехнического техникума, а также учащиеся школ, лицеев Сыктывкара, Воркуты, Инты, Печора и Ухты. То есть вот основной такой стабильный контингент обучающихся, которые принимают участие в Олимпиаде. В меньшей степени принимают участие обучающиеся школ не городского типа, а как раз меньше участвуют из сельских школ. Ну, возможно, в этом есть какие-то технические препятствия, мы так предполагаем. Ну и можно к следующему слайду. Что касается целей и задач Олимпиады, то они направлены на выявление способностей, ну и главным образом на развитие информационно-коммуникационной компетенции студентов и обучающихся школ. Следующий слайд демонстрирует информацию по этому году. То есть в этом году, в 2021 году, мы также предполагаем проведение этой Олимпиады, которая ориентирована на учащихся 9-11 классов, то есть и студентов колледжей и техникумов. По содержанию заданий олимпиадных они в большей степени все-таки раскрывают программу образовательную 10-11 класса, но и есть также элементы среднего профессионального образования, ну, такие, например, предметы, как основы философии, безопасность жизнедеятельности, то есть там есть анатомия, элементы из среднего профессионального образования, но тем не менее в этих олимпиадах также с большим интересом участвуют и обучающиеся школ. Надо отметить, что участие в Олимпиаде является бесплатным, то есть это расширяет возможности, и мы, соответственно, привлекаем всех желающих поучаствовать. Можно к следующему слайду. На выполнение заданий по одной дисциплине отводится 1 час. То есть Олимпиада построена таким образом, перечня дисциплин представленных, ту дисциплину, по которой хотели бы принять участие, ну и, соответственно, можно принять от 1 и до любого количества предметов, то есть можно и по всем предметам, до 10 предметов принять участие в Олимпиаде. Соответственно, по одному предмету можно пройти задание 1 раз, что предполагает именно возможность, исходя из того, что человек регистрируется под своим логином и имеет возможность единожды только пройти 1 раз одну Олимпиаду. В этом году Олимпиада будет проходить с 1 по 10, с 1 по 30 ноября. Все участники традиционно получают сертификаты, ну а среди наиболее студентов и учащихся, набравших наибольшее количество баллов, жюри Олимпиады выбирает 1, 2, 3 место, и, соответственно, зачастую бывает, что 1, 2, 3 место у нас не по одному, а по несколько обучающихся. Все дипломы также направляются на электронную почту, то есть вот уже начиная с последних лет мы проводим теперь уже и награждение тоже в дистанционном формате, хотя первоначально у нас было награждение в очном формате. Соответственно, есть условия, при котором только те, кто полностью заполняют свой аккаунт, получают сертификаты и дипломы. Поэтому обращаем ваше внимание, что необходимо заполнить фамилию, имя, отчество, а также класс или группу на наименование образовательной организации на русском языке. То есть вот такие требования к самой Олимпиаде, к заполнению заданий. Ну и, соответственно, если на последний слайд перейти, то здесь опять-таки мы указываем нашу ссылочку. Информация о проведении Олимпиады будет размещена уже в конце октября на сайте нашего колледжа, и мы призываем к тому, чтобы подключились в этом году те, кто уже
традиционно участвуют, это учащиеся и студенты школ, колледжей, техникумов, городов, которые активно участвуют в Олимпиаде, а также районов, которые, мы надеемся, тоже услышат сегодня об этой Олимпиаде и примут активное участие. Готовы ответить на ваши вопросы. Пока нет вопросов. Ну, если появится, мы их вам передадим. Я думаю, наши учащиеся активно примут участие в Олимпиаде. Спасибо большое. Ну и двигаемся дальше. В продолжении, наверное, тоже здесь у нас используется система дистанционного обучения Moodle, а следующее выступление – это проведение массовых дистанционных мероприятий посредством Google сервисов. И выступает у нас Мингалева Светлана Егоровна, учитель математики и информатики Ярош-Юрской. Ярош-Юрской. Здравствуйте. Общеобразовательной школы, Усть-Ломский район. Можно, да, начинать? Здравствуйте, дорогие слушатели и участники форума. Меня зовут Светлана Егоровна. И сегодня хочу вас познакомить с одной из онлайн-сервисов, которая откроет вам новые возможности в сетевой работе, а именно на проведение, например, дистанционных массовых мероприятий для учащихся. Конечно, с платформой Google знакомы все. Она представляет не только поисковую систему, почту, работу с документами, хранилище, но и имеет много других возможностей. Одна из них – это онлайн-сервис формы. В ней можно создавать формы для обратной связи, онлайн-тестирования, опросов. Инструмент этот довольно уже популярный. Я немного расскажу, для чего применяются Google формы и как мы их применяли в своей работе. Вообще Google форму можно применять для онлайн-регистрации на мероприятия, для онлайн-исследований, для онлайн-тестирований, для сбора различной информации или же для проведения анкет, мониторингов, голосований и еще для много чего другого. Все, что нужно для работы с формами, это иметь аккаунт в Google и доступ в интернет. Инструкции по созданию Google форм можно найти на сайтах и на различных каналах YouTube. Я была уже давно знакома с таким сервисом, но более подробно изучила его при подготовке викторины Distant Geo в этом году. Данное мероприятие Distant Geo проводится на муниципальном уровне каждый год. Distant означает, что оно проводится дистанционно, а Geo, она посвящена геометрии, а именно к тому, чтобы учащихся проявлялся интерес к изучению этого предмета. Формат был онлайн. Мы проводили 5 апреля. Открывалась эта платформа 15:00 и продолжительность была 45 минут. То есть можно настроить на любое время, которое вы желаете. Контингент мы проводили для 7-8 классов. Всего команд у нас было 25. Количество вопросов было 21, и сумма баллов максимальная была 31. То есть для каждого вопроса можно выбирать определенное количество баллов. Подробно покажу. Можете открыть. Угу. Подробно покажу, какие задания можно придумать, что можно использовать. Угу. Угу, да. Самое простое – это, например, придумать вопрос и с выбором одного ответа. Ну, чтобы было задание красочное, можно также вставлять картинки. Кроме картинок, можно также вставлять различные видео. Например, я тут выбираю. Также можно вставлять в вариантах ответов не только слова, а тоже картинки. Например, вот такие задания. Или же, например, можно
вбивать ответы самим. Например, точки. Также можно создавать задания с множественным количеством ответа. Я тоже выбираю наугад. Можно создавать задания на выбор ответа из всплывающего списка. И мы тут видим, например, сколько баллов за каждое задание. Также можно создавать задания с флажками. Тоже я выбираю. И в конце, после того, как мы выполнили это задание, можно отправить. Кстати, у меня тут выйдет ошибка, что нужно написать название своей команды. Например, Архимед. И в конце мы сразу можем увидеть, сколько мы получаем баллов. А тут аккаунт у меня не входит. Да. Так, можно перейти обратно на презентацию? Есть свои, конечно же, плюсы и свои минусы. Плюс в том, что можно создавать различные варианты вопросов. И сама по себе платформа это простая и удобная. Все ответы собираются в виде таблицы, и их сразу можно анализировать. Хранить можно в облаке на Google диске. Это тоже большой плюс. Она адаптирована на различные устройства, то есть можно и на планшете, и на телефоне использовать. Можно применять свое индивидуальное оформление. И еще можно работать совместно. Например, два учителя создают одну и ту же работу. Сервис, конечно, бесплатный, это тоже плюс, но минус в том, что на дополнительные настройки уже требуется оплата. Система, например, не принимает больше 20 участников, но тут мы тоже нашли выход, можно создать копию. Есть еще один минус, это то, что если вы сохраняете, кстати, можно скидывать ссылки, чтобы участвовать в данном мероприятии. И если вы, например, удалили это задание, то уже восстановить не сможете, если с Google диска удалили. Это тоже большой минус. Конечно же, онлайн-сервис формы дает возможность проводить подобные сетевые мероприятия не только на уровне школы или муниципалитета, как мы проводили, но на примере региона и всей страны. А если, например, и желание есть, можно и во всем мире проводить различные мероприятия. Все? Спасибо большое, Светлана Егоровна. Мы двигаемся дальше по программе. Екатерина Вячеславовна Головкина, заместитель директора по научно-методической работе лицея номер 1 города Сыктывкара. Это развитие инженерного мышления и цифровых навыков учащихся на основе математического и компьютерного моделирования. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Я представляю муниципальное общеобразовательное учреждение лицей номер 1 города Сыктывкара. В 2019 году наше учреждение приняло участие в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия развития и распространения лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам и имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей математика, информатика, технология в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Я хотела бы сегодня представить методическую систему, которая была заложена в этом грантовом проекте.
Я не буду перечислять те цифровые компетенции, которые требуют педагогического воздействия, а озвучу лишь тезис о том, что сегодня возникает необходимость в системе общего образования реализовать подходы, основанные на педагогической интеграции технического, естественно-научного, физико-математического образования, а также подходы, направленные на организацию преобразующей деятельности обучающихся в социальной, природной, технико-технологической сферах посредством конструирования, моделирования и инженерного проектирования. Таким образом, повышается роль межпредметного взаимодействия в преподавании предметных областей математика, информатика и технология. Лицей основан в 2004 году на базе школы с углубленным изучением отдельных предметов и реализует профильное образование на средней и старшей ступенях обучения по 3 направлениям: физико-математическое, информационно-технологическое, химико-биологическое, с преподаванием ряда предметов на углубленном уровне. На момент подачи заявки на конкурс у лицея уже имелся опыт реализации ряда проектов, связанных с внедрением в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов. Это и внедрение модуля цифровой образовательной среды «Интеллектуальная школа физика», интерактивные учебные материалы, апробация комплексного электронного образовательного продукта «Мобильная электронная школа» для системы общего образования, апробация цифровой образовательной среды «Российская электронная школа». Имеющиеся программно-методические, материально-технические и кадровые ресурсы позволяли лицею на тот момент создать образовательную среду для реализации профильного обучения технической направленности. Но грантовые средства рассматривались нами как возможность дальнейшего развития и совершенствования цифровой образовательной среды лицея в целях повышения качества образовательных результатов. В рамках тематического направления нашего гранта, как наиболее перспективные и результативные были следующие направления выбраны. Это внедрение в образовательную практику преподавания математики, информатики, технологии, цифровых образовательных ресурсов, модернизация технического парка и учебно-методической базы, организация внеурочной деятельности и досуга учащихся и повышение квалификации педагогов в области применения цифровых образовательных ресурсов с последующим обобщением и распространением педагогического опыта. При разработке грантового проекта мы руководствовались аналитическими выводами по результатам государственной итоговой аттестации. Был выявлен ряд проблем, которые указывают на необходимость обратить внимание на развитие пространственного мышления, умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатными плоскостями, обрабатывать графическую информацию, алгоритмизировать действия, а также развитие навыков программирования в различных средах. Для решения вышеозначенных проблем в лицее разработаны программы элективных курсов, задачами которых является расширение и углубление предметных знаний, поэтапное развитие навыков работы с различными информационными источниками, в том числе цифровыми, знакомство с программными средами, освоение навыков программирования, решение нестандартных задач, математическое и компьютерное моделирование и развитие графической грамотности. При этом большое внимание уделяется также пропедевтическим курсам в 5-6 классах, задача которых подготовить учащихся к восприятию более сложного материала и заложить основы для развития необходимых навыков. В тематике элективных курсов соблюдается принцип преемственности, расширения знаний и практической направленности. Систему внеурочной деятельности мы попытались организовать в формате STEM-лаборатории, в которой нашли свое место курсы, развивающие цифровую грамотность и инженерное мышление. Те курсы, которые мы разработали и заложили в грант, они в нашей схеме выделены голубым цветом, немножко поярче, поэтому я как раз про них сейчас и расскажу. Для расширения возможностей по обучению учащихся программированию в 5-6 классах ведется курс программирования «Творческие задания в среде Scratch». А для 7-8 классов, благодаря установленным связям с интернет-школой «Алгоритмика», мы включили курс Python Starter. С интернет-школой «Алгоритмика» я познакомилась, когда была на конференции EdCrunch, и, в общем-то, там как раз завязались у нас связи с этой школой. До сих пор мы с ними работаем. И вот ребята, которые начинали в 2019 году, сейчас это уже 8-классники.
Для учащихся старших классов информационно-технологического направления введен курс веб-дизайна. В этом году учащиеся 11 классов уже будут защищать индивидуальные проекты, в основу которых положено создание тематических сайтов, ведение блогов предметной направленности. Преподавание данного курса обеспечено учебно-методическим комплексом издательства «Бином». Вот на слайде вы видите другие учебно-методические комплексы, которые были приобретены в рамках гранта для того, чтобы дополнить преподавание выбранных нами элективных курсов. Учащимся 5-7 классов предложен курс образовательной робототехники, а вот старшеклассники занимаются уже конструированием, программированием на основе цифровой лаборатории школьника и электронного конструктора «Матрешка Z» на платформе Arduino. Целью данного курса должно стать развитие инженерного мышления, цифровых навыков через создание электротехнических моделей, использование их для проведения лабораторных работ, решение конкретных заданий, интеграцию знаний по программированию в среде Scratch в систему знаний об электротехническом устройстве приборов. Вернусь к нашей схеме. Ничего она не хочет. Так, вернусь к нашей схеме, и следующее направление – это элективный курс «Графическая грамотность. Инженерное черчение». Так как выпускники 9-11 классов связывают свое дальнейшее обучение с техническими инженерными специальностями, то актуальным стал курс инженерного черчения на базе программного комплекса Компас 3D. А также мы дополнили эти занятия занятием с преподавателем Сыктывкарского лесопромышленного техникума, который познакомил учащихся с интернет-платформой SketchUp. Инженерное черчение стало основой для развития пространственного мышления, графической грамотности, овладения компьютерной графикой, моделированием и нацеленность на подготовку учащихся к продолжению обучения в средних специальных и высших учебных заведениях по инженерно-техническому направлению. Для учащихся 5-6 классов разработан курс «Наглядная геометрия вокруг нас», в основу которого легла работа с интерактивной динамической средой «Математический конструктор». Рабочей программой этого курса определены приоритетные задачи обеспечения преемственности изучения математики начальной основной школы, формирование практических навыков по ознакомлению со свойствами плоских и объемных фигур, развитие логического и творческого мышления. Практическое применение, математические знания нашли в курсе «Финансовая грамотность. Решение экономических задач для учащихся 10-11 классов». В проведении занятий данного курса принимали участие наши партнеры, представители городского центра предпринимательства и инноваций. В ходе реализации грантового проекта мы расширили поле взаимодействия с образовательными партнерами. Например, педагоги дополнительного образования Центра цифрового образования IT-КУБ помогли нам в организации и проведении краткосрочных курсов по освоению 3D-моделирования в среде Blender, а также конструированию на базе Arduino с использованием интернет-платформы Tinkercad. Целью таких краткосрочных курсов было повышение мотивации учащихся физико-математического и инженерно-технологического профилей к изучению технических дисциплин, а также ранее профессиональной ориентации. В этом году учащиеся 9-11 классов выбрали также свои индивидуальные проекты, связанные уже с 3D-моделированием. Изменилась и система преподавания предметов. Сегодня здесь было названо очень много разных платформ, на которых работают наши педагоги. Мы же включили в курс математики уроки с использованием интерактивной обучающей программы, интерактивная алгебра и интерактивная геометрия. В ходе апробации данных программных продуктов учителя отмечают ряд плюсов. Прежде всего, это наглядность представления учебного материала, возможность организации обучения с учетом индивидуального темпа освоения учащимися учебного материала и многократность повторения, отработки навыков на базе большого количества заданий, заложенных в этих программах. Одной из интересных идей, родившихся уже по ходу реализации гранта, стало проведение интегрированных и бинарных уроков. Например, урок математики и технологий. Одним из таких примеров можно назвать проведение бинарного урока математики и технологий «Танграмм», в ходе которого учащиеся в математическом конструкторе строили чертеж головоломки, а затем по чертежу уже изготавливали на уроке технологии эту головоломку. Заняты были и мальчики, и девочки, поэтому тут развитие
всех возможных способностей не отрицается. Ну и математический конструктор оказался также полезен учащимся старших классов при работе в курсе стереометрии. Ну, пришел, прошу прощения. Верните, пожалуйста, меня. Да. Почему-то перешло. Угу. Так, вишенкой на торте нашего гранта можно считать проведение профильных смен детского оздоровительного лагеря. Также мы его назвали STEM-каникулы для старшеклассников. Идеей этого профильного лагеря было соединение отдыха, интеллектуально-творческого досуга и образовательной компенсации по предметам информатика, математика и естествознание. В рамках реализации данного грантового проекта было организовано проведение 2 профильных смен детского лагеря. Эти смены были организованы не только для учащихся лицея, но и для одаренных детей наших образовательных партнеров школы номер 31 и школы номер 22. Безусловно, для системного функционирования цифровой образовательной среды необходимо повышение квалификации педагогов. Грант дал нам возможность в заочном формате обучить на курсах, в очном и заочном формате обучить на курсах повышения квалификации 100% педагогов, математиков, информатиков, технологов, а также смежные предметы, это физики. Заочно мы познакомились с опытом организации STEM-лабораторий и профильных смен в городе Минске. Но что более важно, это выезд за пределы республики. И повышение квалификации педагогов было организовано в центре «Сириус», также на базе центра Сколково и участие в организации, в конференции, извините, EdCrunch. Идеи, привезенные педагогами с этих мероприятий, нашли воплощение в реализации грантового проекта. Позднее педагоги совместно с учащимися приняли участие в мастер-классе формирования инженерного мышления, лаборатория навыков работы с будущим, проведенную специалистами РАНКИС в декабре 2020 года. Результатом стала выработка концепции дальнейшего развития лицея, а в программу гранта были включены мероприятия, предложенные учащимися. Одним из условий гранта было привлечение молодых специалистов, магистрантов и аспирантов. Здесь мы очень благодарны аспирантам Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина, которые как раз и провели эти краткосрочные курсы для учащихся 5-9 классов. Одновременно с учащимися краткосрочное обучение в рамках стажировочной площадки проходили педагоги лицея и муниципальных образовательных организаций города Сыктывкара. Учителям были представлены возможности интернет-сервисов для организации дистанционного образования, геймификации образования. Педагоги Республики Коми смогли подключиться к работе стажировочной площадки по проблеме использования технологий дополненной и виртуальной реальности в образовании. Серия мастер-классов по данному направлению собрала в онлайн более 200 слушателей. Ну, даже в данной аудитории я вижу людей, которые присоединились к нам тогда на эти мастер-классы. Обобщая опыт применения цифровых образовательных ресурсов в преподавании предметов информационно-технической и математической направленности, педагоги провели двухдневную онлайн-конференцию в декабре 2020 года. Кроме того, в прошлом году мы приняли активное участие в проекте, о котором говорила сегодня Ольга Юрьевна, это «Шаг в смешанное обучение», и представили уроки с использованием цифровых образовательных ресурсов, о которых я сегодня говорила. Выпущен также сборник методических материалов, в котором наши педагоги как раз и показывают, как можно эти цифровые образовательные ресурсы применять на уроках и на занятиях коллективных курсов. Результатами реализации гранта стали высокие результаты сдачи ЕГЭ по информатике, профильной математике, призовые места учащихся на всероссийских соревнованиях по робототехнике, программированию, региональном этапе Олимпиады по технологии, муниципальном конкурсе графиков 3D, успешное поступление учащихся в высшее учебное заведение технической, экономической, инженерной направленности.
Мы очень благодарны всем нашим образовательным и бизнес-партнерам, которые помогли нам реализовать этот грант и обеспечить создание образовательного пространства, обеспечивающего потребности всех участников образовательного процесса. А также вот я считаю, что данный грант еще и повысил престиж нашего учебного заведения. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Екатерина Вячеславовна, за представленный опыт, хороший опыт нашего лицея. И мы двигаемся дальше по программе. Использование цифровой лаборатории в образовательном процессе. Сакова Ирина Михайловна, учитель географии ЛНД, лицей народной дипломатии города Сыктывкара. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Так, всем здравствуйте. Вообще хочу поделиться немножко впечатлениями. Действительно, огромное спасибо за тот опыт, который вот сегодня был представлен. Очень много интересного. И есть что уже рассказать коллегам, когда я вернусь сегодня вот уже в свой лицей. Меня зовут Сакова Ирина Михайловна, я представляю лицей народной дипломатии. И мы с коллегами хотели бы поделиться таким небольшим еще опытом использования цифровых лабораторий в образовательном процессе. Могу переключать это. Современный стандарт образования для школы действительно требует активного освоения современных способов получения, обработки и предоставления информации, а также методов проведения исследовательских работ. Это нам всем, конечно, известно. Извиняюсь. Цифровые лаборатории в условиях общеобразовательной школы, они позволяют создать такой некий прообраз современного технологичного производства, для которого естественным является проведение каких-то исследовательских работ, направленных на решение практических проблем. А в настоящее время в нашем лицее уже активно внедряются цифровые лаборатории по географии, физике и биологии. И здесь хотелось бы рассказать, что действительно в учебном плане нашего лицея для восьмиклассников создан такой курс, который называется «Цифровые лаборатории». То есть в начале 8 класса ребята класс делится на 4 группы. У нас классы небольшие, поэтому у нас примерно получается по 5 человек. И в течение года они должны посетить все эти цифровые лаборатории. То есть географию, физику, биологию, химию и так далее. В ходе работы с цифровыми лабораториями ученики должны научиться выстраивать алгоритм выполнения поставленной задачи, последовательно, соблюдая все этапы, выполнять работу в команде, самостоятельно работать с цифровыми датчиками, формировать бумажные электронные отчеты, также обобщать результаты своей работы, делать выводы и, конечно, представлять их. Те, кто знакомы с такими цифровыми лабораториями, надо заметить, что в лицее это серия «Научные развлечения». Насколько мы знаем, уже во многих школах они в принципе тоже есть, может быть, не везде пока используются. Так вот, это цифровые датчики, которые подключаются к компьютеру, компьютерному планшету, просто планшету и так далее. Понятно, что на компьютере стоят программы, и мы действительно можем это использовать в наших работах. Цифровая лаборатория обеспечивает выполнение лабораторных практических работ, конечно, проектных работ, вовлекает ученика в изучение предмета, делая процесс интересным, живым, динамичным, позволяет достигать предметных, метапредметных результатов, освоения программы учащихся, обеспечивает использование современных технологий в обучении. Ну, естественно, таким образом мы можем сказать, что цифровая лаборатория, она позволяет реализовать требования ФГОС, то есть Федерального государственного образовательного стандарта, по освоению методов научного познания в ходе проведения учебных исследований. А на сегодняшний день это вот моими коллегами, как раз-таки учителями биологии, географии, физики, химии, вот такой ресурс. Есть ссылка, это Google документ, в котором, вот видно, что научное развлечение. По каждому предмету, конечно, мне удобнее рассказать на
примере географии, да, есть, во-первых, компоненты цифровой лаборатории, то есть датчики, да, тут понятно, что не все, да, из нашего комплекта, потому что все я не стала на слайд, вот здесь как раз-таки, да, все показывать на слайде, то есть датчики, фотографии. Ну и самое главное, наверное, самый такой важный момент вот в этом сборнике, это как раз-таки применение цифровых лабораторий. То есть вот такая табличка, где даны практические работы, их темы, в каком курсе предмете можно это действительно использовать и даже в какой теме урока. Нам, конечно, очень удобно, и мы очень счастливы, что у нас есть такой курс цифровые лаборатории, но прекрасно понимаем, что работы мы также можем проводить и на уроках химии, географии, биологии, физики. Кроме того, нам еще раз повезло, у нас еще есть и экология, поэтому на уроках экологии мы тоже можем применять эти работы. Внимание, обратите, что возле каждой работы, да, вот это название работы, и есть ссылки с прикрепленными практическими заданиями, инструкциями, протокол, есть фото, видео, результаты. Каждая работа, она оформлена вот таким образом, то есть физика, химия, география, биология, где мы видим инструкцию, практическое задание. Обязательно мы видим протоколы, которые ребята оформляют. И все это в свободном доступе есть по ссылке в этом Google документе. То есть, по сути, ребята, учителя могут для себя скачивать данный материал, пользоваться, переделывать под себя, потому что действительно, вот даже проводя уже не первый год, что-то мы меняем, что-то мы действительно редактируем, потому что только в процессе опыта мы понимаем, что можно, предположим, изменить. В данном случае вот еще хотелось бы сказать, что уже в этом году, в сентябре, у нас закуплена метеостанция. То есть сейчас у нас добавится работа еще с метеорологией. Вот как раз мы все это устанавливаем. А если говорить по часам, то это 8 часов. Каждая группа посещает 8 часов каждого предмета. А что же у нас в конце, да? То есть вот заканчивается у нас учебный год, а в конце у нас промежуточная аттестация. Мы все про нее знаем. В данном случае аттестация проводится в виде зачета. Как проводится зачет? То есть приходит класс, приходит 4 группы, у нас билетная система, каждая группа, понятно, что каждой группе достается какой-то билет, в котором проблемная ситуативная задача. То есть задача, с которой ребята могут справиться, использовав правильное оборудование, правильно выстроив алгоритм своей работы, протокол составь его уже свой, правильный, потому что в течение года они действительно видят много работ, видят, как это все выстраивается, видят протоколы, и в итоге, естественно, ребята, справившись, да, свои результаты также устно все обговаривают, работают они команда, у нас вообще главный, так скажем, такой козырь, наверное, это командная работа, и все ребята в команде должны действительно работать. Вот перед вами как раз фотография, это промежуточная аттестация этого года, каждой команде досталась какая-то работа, какая-то задача из какого-то предмета, и вот все, понятно, что вот заняты чем-то. Вот это географы, например, они здесь уже измеряют атмосферный кислород в помещении. То есть задача связана вот с каким-то классом, где действительно проблемы со здоровьем возникли и так далее. И ребята сами, да, сами продумали, какие исследования будут проводить, какие датчики будут использовать, какой протокол они составят, каким выводом они придут, и самое главное, какие рекомендации они могут дать. Да, предположим, той школе какой-то гипотетической, вот, которая была указана в этой задаче. Вот опять еще фотографии, посмотрите, да, здесь очень разные, биология с микроскопами и так далее. А вот сейчас немножко хочу затронуть, буквально 2 слова, про наши мероприятия, которые теперь являются уже ежегодным, традиционным L&D Skills. Я думаю, понятие skills всем понятно. На самом деле вообще мы все, так скажем, в процессе некой трансформации, цифровой трансформации, не только цифровой трансформации. И в лицее мы ежегодно проводим вот такое уже свое мероприятие. И цель, конечно, тут всем понятна, да, мы все знаем цель вот этих мероприятий, которые проводятся, чемпионаты, которые есть уже на международном уровне, российском уровне. Мы проводим внутри нашего лицея, да, вот такое как раз-таки, сейчас извиняюсь, такое мероприятие, вот это название компетенции, то есть это не учебный день. То есть ребята в этот день не учатся. Конечно, перед проведением такого мероприятия требуется грандиозная работа. Учителя, да, и не только, у нас есть и приглашенные, да, специалисты, они готовят свою компетенцию. Не всегда предметную. Мы уже все понимаем, что есть понятие метапредмет, и мы должны, в принципе, везде каким-то образом соответствовать. Так вот, почему я говорю сейчас об этом? Потому что именно вот тогда мы впервые опробовали цифровые лаборатории. Вот они видели как раз желтым цветом. Это вот 4 компетенции: лабораторный химический анализ, открытые задачи для решения географии, физика, биология
именно тогда стало понятно, что это вызывает интерес у ребят, когда они попробовали себя в течение дня с какими-то исследованиями, выполнили какие-то задания. И вот тогда как раз-таки и решили, что такой курс нужен. И курс цифровых лабораторий, он, конечно, будет интересен. И самое главное, здесь надо не забывать про некое профориентационное значение, потому что ребята в течение года себя-то попробовали в разных ролях. Они были химиками, биологами, они были гидрологами, они были почвоведами. Потому что действительно, если касается географии, то мы делали работы с водой, с почвами, со снегом, с атмосферным кислородом. Теперь у нас добавляется метеорология. То есть за 8 часов огромный пласт работы проведен. И кто знает, уже действительно в 9 классе, когда они в конце года выбирают профиль, кому-то подскажет, и кто-то поймет, что ему действительно нравится быть, например, биологом или химиком, и уже в 10-11 будет проще. А может быть, даже кто-то уже определится со своей профессией в будущем. То есть здесь мы тоже такие цели ставим, да, чтобы ребята попробовали себя, даже если 2 человека из потока и уже определятся, то, я думаю, это уже действительно очень хорошо. Да, мероприятие действительно такое интересное. У нас уже созданы и методические разработки, это уже год 21, у нас уже больше всевозможных, посмотрите, компетенций, разные компетенции, здесь есть цифровые и есть вообще информационные технологии. Здесь уже можно сказать о сетевом взаимодействии. Это Дом научной коллаборации, Национальная галерея, Институт естественных наук. Мы за основу, конечно, берем те компетенции, которые есть в списках уже WorldSkills, и добавляем свои, да, то есть мы трансформируем. Ребята просто очень любят этот день, действительно, они все его ждут. Регистрация у нас проходит как раз-таки о форме Google регистрации, о которой нам говорили уже коллеги из Усть-Куломского района. Все везде просчитано, сколько человек, сколько групп работают целый день, и в конце действительно подводятся итоги. И опять же, да, вот в такое мероприятие ребята себя чувствуют журналистами, да, экскурсоводами и так далее, и так далее. И они уже заведомо, вот, например, в этом году у нас ожидается в декабре, они уже ждут, какие интересные опять компетенции у нас добавятся. И цифровые лаборатории, они тоже остаются, да, так скажем, вот одним из компонентов, одним из элементов проведения такого мероприятия. А если кому-то очень интересно, если кто-то действительно хочет что-то спросить, мы всегда рады делиться опытом. Я, конечно, вот здесь написала сайт, а не электронную почту, на самом деле narod.diplom@mail.ru, мы всегда готовы, да, делиться какими-то своими разработками. Касаемо ссылки вот на этот Google документ цифровых лабораторий, опять же, да, если вы напишите, мы обязательно вам скинем, посмотрите. Он мобильный, мы все время добавляем, да, что-то новое у нас появляется. Да, понятно, что сложности есть, и учителям тоже было сложно, когда вот мы уже понимали после первого вот LD-Skills, что надо осваивать эти лаборатории, надо осваивать, надо посидеть, надо разобраться, надо посмотреть, но мы всегда учимся, и поэтому на сегодняшний день мы уже понимаем, что можно еще с ними сделать, что придумать, а может быть, что еще и заказать, найти что-то еще интересное. И вот в итоге, в конце, мне бы хотелось, я не знаю, у нас получится или не получится. Вот у нас тут видеоролик небольшой про цифровые лаборатории. Мы, учителя лицея народной дипломатии, готовы поделиться своим опытом применения цифровых лабораторий в учебном процессе. Понятно, что науки сейчас не стоят на месте. Образование тоже должно подстраиваться под тенденции современных технологий. Мы живем в веке информатизации. И, конечно же, ребята должны владеть навыками с цифровым оборудованием. В нашем лицее нам помогает в этом внедрение как раз-таки цифровых лабораторий в учебном процессе по предметам естественно-научного цикла. Ничего не видим. Не, сначала все получилось. Очень извиняюсь, да, сначала видели.
не идет? Нет, тут все нормально, вот тут просто почему-то не показывается. Да. Да, ну, в общем, вот, да, не получилось немножко с видеороликом, поэтому скажу. Вот мы очень призываем, это действительно интересно, поэтому экспериментируйте. Если кому-то действительно интересно, мы всегда пойдем на встречу, мы даже можем вас пригласить, если у нас в планах еще и мастер-классы, да, как там посмотрим с нашими ограничениями. В общем, мы открыты для диалога, поэтому обращайтесь. Всем огромное спасибо. Сейчас Александр Михайлович разберется, в конце конференции мы его запустим в Zoom, чтобы посмотреть. Хорошо. Все, спасибо огромное. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо, Ирина Михайловна. Мы двигаемся дальше, и у нас сейчас немножко переставим выступление. Презентация информационно-коммуникационной платформы «Сферу». Сачков Александр Александрович, руководитель направления по работе с регионами информационно-коммуникационной платформы «Сферу». Александр Александрович, мы вас... Да, добрый день. Да, Меня слышно? добрый день. Слышно. Да, спасибо большое. Запущу демонстрацию экрана. Так, коллеги, напомню, что приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми направлен уже в муниципалитеты с рекомендациями по использованию этой информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферу». И мы сейчас, наверное, вот сегодня презентация, а уже в октябре приступим, так сказать, к более активному подключению образовательных организаций Республики Коми к этой платформе. Но я думаю, уже какие-то организации среагировали на этот приказ, уже самостоятельно подключались. Ну и в том числе мы, наверное, совместно со «Сфером» организуем ряд обучающих вебинаров для педагогов Республики Коми. Александр Александрович, вам слово. Да, спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность выступления на вашем мероприятии. Расскажу об информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферу». Это платформа, российская платформа, которая была создана для образовательного процесса, для того, чтобы для тех дополнительных возможностей для образовательных организаций. Создала платформу ООО «Цифровое образование», это совместное предприятие Ростелеком и Mail.ru Group. Она создана, и главная ее цель – это создать единую коммуникационную среду. Имеется в виду, что у нас есть, как мы понимаем, учителя, ученики, администрация школ, так же, как и органы управления образованием муниципальных органов и региональных. И, в принципе, здесь как бы единая экосистема для того, чтобы взаимодействовать внутри этой системы. «Сферу» реализуется в рамках постановления правительства Российской Федерации 2040, как раз о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Мы это делаем совместно с Минпросвещением и Минцифрой. В «Сферуме» есть 4 главных основных блока. То, что есть внутри платформы, это мы говорим о том, что когда учетная запись создается в образовательной организации в «Сферуме», первое, что мы видим, это сообщество, то есть учетная запись, где можно выкладывать те или иные информацию, контент, информацию об образовательной организации, какие-то видеоролики и так далее. Это и первый блок – это сообщество. В сообществе школы в учетной записи есть ученики, учителя, администрация и администратор. Соответственно, где делается структура, соответственно, чтобы все были в «Сферуме, и есть как раз переходим к чатам. Соответственно, чаты это по классам могут быть, чаты могут быть и исходя из тех или иных нужд образовательной организации, и где можно обсуждать те или иные вопросы, как некий чат-мессенджер, где есть дополнительно можно обмениваться файлами, презентациями, какими-то документами и так далее. Соответственно, тот же чат, который создан, может быть звонком и трансляцией. Соответственно, это как система видеоконференц-связи, как мы сейчас в Zoom общаемся, но я надеюсь, что когда-то, что вы уже в процессе можете уже пользоваться «Сферумом» для организации видеозвонков и при тех или иных презентациях. В звонках и трансляциях также есть демонстрация принятия руки, демонстрация экрана
и включение видео и микрофона. Также запущены трансляции. Каждый звонок может быть трансляцией, да, неограничено практически числа участников, порядка 10 тысяч в каждом звонке. Ну и, соответственно, есть раздел «Документы», где можно хранить те или иные презентации, статьи, изображения, документы, и, в принципе, все эти как файлообменник. В Сферуме есть веб-приложения для всех платформ. Это Apple Store, Google Play, то есть, в принципе, для всех телефонов, смартфонов. И также есть Сферум для Windows и для других программ, для других типов, для Linux и так далее. То есть все это на сайте есть. Соответственно, что мы говорим, если мы говорим про преимущества? Преимущество – это абсолютно платформа, абсолютно безвозмездно для учителей, учеников, образовательных организаций, муниципальных органов региона, подведомственных организаций, департамента Министерства образования и так далее. То есть, в принципе, здесь все зависит от желания и от того, что мы здесь как бы вам в помощи, мы готовы вас поддерживать, помогать, подключать для того, чтобы вы этим ресурсом могли пользоваться. Второй момент. Она абсолютно закрыта. Соответственно, когда человек с улицы, со стороны не может зайти в учетную запись школы, так как администратор сам дает непосредственно ссылки приглашения в конкретный класс в школу, либо через учителя. То есть регистрация идет напрямую. То есть формируются заявки или по ссылке приглашения ученик либо учитель заходит на платформу. То есть снаружи зайти нельзя. Можно увидеть только какую-то базовую информацию, наименование школы, картинку, то есть не более того. То есть доступ в чаты нет. Безлимитное время звонков, нет никаких ограничений. Но звонок может быть и 8 часов, и 10, и сутки, и даже больше. Массовые трансляции, я уже, в принципе, сказал. Образовательные мероприятия, события, конференции, круглые столы, в принципе, в неограниченном количестве. И если в звонке может быть до 100 участников через программу на компьютер, то когда этот звонок становится трансляцией, его могут смотреть практически десятки тысяч человек. Безлимитное количество хранения файлов. Мы входим в реестр отечественного ПО, платформа Сферум отечественная. Соответственно, и хранение и обработка персональных данных находится тоже на территории Российской Федерации. И мы входим в реестр операторов персданных Роскомнадзора. И, соответственно, что многие, у нас уже достаточно большое количество пользователей, я об этом расскажу чуть позже. Значит, в платформе Сферум у нас есть постановление правительства 2040, в рамках которого определены 15 субъектов Российской Федерации, это регионы ЦОС, но мы по запросу других регионов, которые не входят в ЦОС, даем право и возможность подключения к платформе, и у нас уже к нам пришло 34 субъекта Российской Федерации. На данный момент в Сферуме зарегистрировано учетных записей 22 тысячи, это образовательных организаций разных типов. Порядка 80%, 90% это образовательные организации общего образования. И на данный момент порядка 892 тысяч пользователей, которые зарегистрированы на Сферуме. По сценариям использования мы говорим о том, что администратор, учитель, то есть есть пока три роли. Учитель, ученик, администратор. Администратор, как говорится, как администратор на любой платформе координирует все процессы. Учитель, он может присоединять к школе классов, в которых преподает, создавать, редактировать чаты, приглашать учеников в его классы и проводить те или иные уроки, которые в учебной деятельности, во внеурочной деятельности, исходя из тех нужд, которым учителю необходимо для демонстрации, презентации, для каких-то уроков, каких-то внеучебных деятельностей и так далее. А ученик, естественно, присоединяется к школе конкретному классу и может вступать в чаты своей школы, своего класса. Если при коммуникации с учителем непосредственно и так далее. Роль родителя у нас сейчас находится в разработке, она в ближайшем, надеюсь, в скором времени появится. Родитель сможет принимать участие, естественно, в презентациях в школе, видеть тот контент, который размещен на основной странице, вступать в родительские чаты, в родительских собраний, и, соответственно, принимать участие в родительских собраниях. Если мы все прекрасно знаем о том, что не все родители всегда могут
присутствовать в родительских собраниях, то их можно подключить, естественно, через систему и провести родительскую, ну, то есть что некоторые родители смогут принять участие, если не смогут быть очно. Нашей платформой пользуется Министерство просвещения и многие регионы в рамках своих совещаний и событий, которые они проводят либо с муниципалитетами, или с директорами школ, либо с руководством образовательных организаций, либо на тех или иных мероприятиях, которые проводит региональный уровень, подведомственная организация, муниципалитет или школы. Соответственно, я уже говорил о том, что чаты могут быть звонками, соответственно, по одному клику. Ну и также можно сделать звонок по ссылке, создать звонок по ссылке, отправить эту ссылку. Это уже исключение, можно сказать, отправить ссылку тем коллегам, которые хотят отсоединиться и, соответственно, быть в звонке. Это уже доступно. Далее, проведение онлайн или гибридного обучения в классе. Если ребенок болеет, или он на надомном обучении находится, или он находится на каком-то мероприятии вне школы, или в другом городе, в другой стране, такие как олимпиады, спортсмены, или на групповой работе, на консультациях в классных часах, или консультациях по ЕГЭ и так далее. Если ребенок отсутствует, то его можно подключить в режиме онлайн. Если у него такая возможность, естественно, есть, он может тоже принять участие, если не сможет быть физически в классе. То есть такая возможность на платформе есть. Про родительские собрания я уже сказал. В принципе, платформа позволяет. По поводу внеклассной воспитательной работы здесь тоже расскажу. Вот у нас есть, например, там есть разные мероприятия, которые проводятся образовательной школой или проводятся муниципалитетом. Мы понимаем о том, что также можно подключить онлайн или сделать какое-то мероприятие, проходит, делать трансляцию, и ее смотрят там родители, ученики там, всей школы. То есть такая возможность есть, и, соответственно, все трансляции записываются в разделе видео школы, появляются, и, соответственно, их можно дальше дополнительно просматривать и возвращаться. Также у нас есть одна история о том, что в одном из регионов был урок по робототехнике, но оборудование по робототехнике было только в одной школе. И ученики и учителя разных школ, где нет этого оборудования, подключались тоже к уроку и к внеклассному уроку и принимали участие в этой, можно сказать, на этом уроке по робототехнике. То есть такая возможность тоже есть, такое межшкольное взаимодействие. Далее, мессенджер. Про мессенджер я уже сказал. Значит, по умолчанию создается информационный канал. Это не чат, это только та информация, которую администрация хочет довести до всех учителей и учеников. Соответственно, то есть некий канал, который видят все учителя и ученики, которые зарегистрированы, непосредственно находятся в школе. И, соответственно, в чатах могут общаться все между собой, либо учителя, либо ученики, либо директор с учителями. Ну, в общем, разные формы могут быть абсолютно. Опять же, это на усмотрение администрации, ну, и на усмотрение учителей и учеников. Далее. Что касается цифрового сообщества, профессионального развития учителей, здесь мы говорим про сетевое взаимодействие, про вопросы, связанные с программами повышения квалификации, по переподготовке и так далее, то, что подведомственная организация может использовать сферу для обучения педагогов и для проведения повышения квалификации. По поводу трансляций, я уже об этом говорил. Здесь никаких ограничений нет, можете свободно использовать для своих нужд. У нас сфера интегрируется с ГИС «Моя школа», с государственной образовательной системой и Министерством просвещения. Тот контент, который будет в Министерстве просвещения, ГИС «Моя школа», мы понимаем сейчас, что ГИС «Моя школа» находится на начальном этапе просвещения, мы уже начинаем интеграцию с платформы, чтобы как только контент появится, чтобы он мог бы быть и у вас. Здесь же скажу о том, что у нас идет интеграция с электронными дневниками и журналами, и мы для упрощения работы с учетной записью на сферуме, это позволит забирать из электронного дневника журнала
структуру школы и позволит, ну, чтобы ошибок никаких не было, по крайней мере, интеграция позволит привести все в соответствие, если администратор это делал вручную ранее. По поводу подключения к сферу могут подключиться любые типы организаций образовательных на уровне региона, начиная с уровня школы, муниципалитета, подведомственных организаций, департамент Министерства образования, само министерство и муниципалитет, ну и другие типы организаций, ДПО, колледжи подключаются, некоторые детские сады подключаются для взаимодействия с родителями. У нас здесь ограничений никаких нет. Для всех образовательных организаций мы готовы здесь помогать, подключать и давать возможности платформы для работы. И, пользуясь случаем, скажу про Московский международный салон образования, который пройдет 6-8 октября в гибридном формате. Тема салона «Границ новой реальности», как раз в том числе вопросы будут обсуждаться дистанционного обучения и вопросов, связанных с возможностью использования тех или иных платформ, в том числе Сферума, для возможности проведения тех или иных мероприятий в гибридном формате, если кто-то отсутствует и так далее, ну и для трансляции, соответственно. Поэтому, в принципе, большое вам спасибо. И если какие-то есть вопросы, замечания, я готов ответить. Спасибо. Да, у нас уже есть школы, которые начали использовать, и вот в чате, если вы видите, есть вопрос, да? Когда появится возможность трансляции видеофрагментов во время проведения уроков? Еще раз можно погромче? Спасибо. Когда появится возможность трансляции видеофрагментов во время проведения уроков? На данный момент у нас можно демонстрировать презентации. Презентации, значит, по поводу видео, это у нас в работе находится. На данный момент сейчас, то есть при демонстрации видео будут задержки, но мы этот вопрос в том числе к нам уже последние месяца 2, наверное, обращались. Мы уже запустились только 31 марта и постоянно платформу улучшаем. Вот трансляции недавно появились. Я думаю, что через какое-то время и такая возможность тоже появится. Ну и в продолжение, наверное, вопрос. Когда появится возможность у ученика поднимать руку? Видеть поднятую руку ученика, вот как у нас? Как и везде в звонке, во всех звонках Сферума, когда идет звонок, есть кнопка «Поднять руку», она уже в Сферуме есть. Уже реализована, да? Уже реализована еще, я думаю, она реализована где-то с мая Понятно. Этого года. И сколько может быть администраторов в школе? Смотрите, по умолчанию идет при регистрации на Сферуме 1 администратор, но этот администратор может добавить дополнительно несколько дополнительных администраторов в учетную запись. Спасибо. Ну, вроде бы вопросов больше нет. Коллеги, спасибо, Александр Александрович. Я думаю, мы сконтактируемся и уже, наверное, октябрь какие-то мероприятия наметим для учителей Республики Коми. Обучающие вебинары, наверное, проведем, чтобы уже более активно начали использовать эту платформу. Спасибо. Да, спасибо большое. Да, рад. Спасибо. Коллеги, у нас по плану была кофе-пауза, но, к сожалению, мы не укладываемся в регламент, поэтому продолжаем работу. И сегодня следующее выступление – это Бурбакова Елена Петровна, руководитель направления по региональному развитию компании «Новый ДИСК» от цифровой грамотности педагогов, цифровой зрелости региона. Вот у нас много говорилось уже про Учи.ру, а вот дошла очередь и до «Нового диска», а ресурсы «Нового диска» у нас находятся в нашем электронном журнале, поэтому это тоже важное выступление. Так, коллеги, мышку не трогай. Отлично. Коллеги, я приветствую всех участников форума. Благодарю за возможность выступить организаторов перед такой аудиторией. И действительно, да,
компания Новодиск достаточно давно уже сотрудничает с вашим регионом. Мы рады помогать вам, обогащать ваши образовательные процессы. Сегодня я как раз расскажу о некоторых новостях, которые уже буквально поменялись, ну, я не знаю, час, наверное, или полтора назад. То есть есть те же новости, сейчас вам расскажу. Говоря о цифровой грамотности педагога и цифровой зрелости региона, да, мы как бы подразумеваем, что, наверное, все-таки разговор пойдет о цифре. А если мы говорим о цифре, тогда это у нас разговор пойдет и о цифровой образовательной среды, с чего, в принципе, как бы все у нас и начинается с системы образования. Говоря о построении и формировании цифровой образовательной среды, мы имеем в виду три единства трех компонентов, о котором говорит и Минпрос, о котором и наша компания уже 3-4 год, наверное, как бы рассказывает и говорит, что это необходимые три составляющие для эффективного построения образовательного процесса сейчас в сегодняшней ситуации. Ну, во-первых, это основа и ядро информационной системы. У вас это сетевой город образования, государственная информационная система, в которой вы все работаете, привыкли, достаточно давно работаете. Это обогащение образовательного процесса цифровым контентом. Сейчас регулятор нам говорит о том, что весь контент должен быть верифицированным, и сейчас чуть позже я по этому поводу расскажу. Ну и, собственно, необходимая часть для того, чтобы мы все соприкасались с цифрой, это инструменты, то есть оборудование, различные средства обучения, с помощью которых мы все-таки этой цифрой пользуемся. Ядро информационной системы, которая позволяет управлять всем процессом, позволяет нам обогащать цифровую образовательную среду, насыщать ее новыми современными педагогическими технологиями в том числе, ну и, собственно, обогащать цифровым контентом, который сейчас должен быть верифицирован. В регионе мы имеем возможность использовать цифровой образовательный контент изнутри вашей информационной системы. Наша платформа «Образовариум» встроена в систему и доступна по вкладочке «Образовательный ресурс», насколько я помню, или «Конструктор уроков». Соответственно, все, что происходит внутри системы, все у вас остается, и вы никуда дополнительно никак не ходите, выставляете в дневнике отметки, назначаете задания и так далее. То есть все находится внутри для того, чтобы вам было удобно пользоваться. Для чего же все-таки так не листается? Ага. Почему мы все-таки начали разговаривать про цифровой образовательный контент? Потому что в таком режиме именно встраивания в информационную систему. Во-первых, это удобно. Во-вторых, это позволяет использовать онлайн-ресурсы, да, использовать ресурсы и обогащать содержание образования для учителя, для ребенка, и в том числе как участника образовательного процесса помогать родителю в своем образовательном процессе, в том числе, он же тоже как бы с нами участвует, и с детьми, и с педагогами. Соответственно, можно делать все, что угодно с образовательными ресурсами. То ли это на доп. Занятиях, то ли это в дороге, когда едут дети на какое-то выездное мероприятие, то ли это когда по семейным обстоятельствам ребенок не может присутствовать в образовательном учреждении, соответственно, учитель может использовать эти ресурсы, назначая ему на самостоятельное изучение. То ли это в групповой работе или в смешанном обучении, когда мы используем в том числе и так называемые техники перевернутого класса. То есть в любом варианте, даже в том, который мы с вами испытали в прошлом году во время пандемии, цифровые ресурсы спасают и помогают в первую очередь педагогу продолжать образовательный процесс, сделать его непрерывным. Мы ни в коем образе не говорим о замещении очного обучения, мы говорим о том, что цифровые ресурсы, верифицированные цифровые ресурсы именно обогащают наш
образовательный процесс нахождения и в школе, в том числе за партой. И вот тот инструмент, о котором мы говорим, и наша компания интегрировала в информационную систему, не могу кликать почему-то, не знаю, листайте. Мы его позиционируем, да, мы его позиционируем как инструмент помощь учителя в 3 в 1, который как раз в первую очередь встроен в информационную систему, и в функционале учителя есть возможность назначения занятий, уроков, домашнего задания для самостоятельного изучения в электронный дневник конкретного ребенка, либо конкретно по классу своего предмета или какой-то определенной темы. Если необходимость есть в назначении не только домашнего задания, но и какого-то проверочного задания, то такая возможность есть, и в этом случае это контрольное задание попадает в электронный дневник, электронный журнал уже с отметкой. То есть мы получаем возможность закрытия всего этого этапа проверки задания в результате отметки иметь в дневнике и в журнале. Второй момент – это наличие верифицированного образовательного контента. Это разработанные в соответствии с АВГОСом предметные курсы с 1 по 11 класс, которые обеспечивают построение урока во всех его этапах. И на сегодняшний день мы участвуем в федеральном проекте. Наши ресурсы проходят в данный момент верификацию в плане использования и разрешенного использования на территории Российской Федерации со стороны Минпроса. И, собственно, буквально там через несколько дней наши образовательные ресурсы будут доступны абсолютно бесплатно, в том числе для Республики Коми в рамках федерального проекта, соответственно, доступные бесплатные изнутри информационной вашей системы. И третий момент – это возможность дальше. Возможность не только использовать уже готовые профессионально разработанные ресурсы, но и возможность создавать свои собственные уроки, основываясь на профессиональном контенте, его изменяя, модифицируя или вставляя свои собственные какие-то разработки в свой собственный урок, то есть таким образом создавая свою библиотеку. Мы как бы как учителя, почему? Потому что я учитель сама начальных классов по образованию, поэтому причисляю к вашему большому замечательному сообществу педагогическому. Мы все творцы своих собственных действий, да, и всегда вносим в свое видение процесса образовательного на каждом уроке свою изюминку, поэтому вероятность того, что захочется поменять что-то в образовательном контенте, несмотря на то, что он разработан профессионально, но модульно переставить как бы в этапах урока что-то, это как бы всегда хочется. Поэтому у нас есть такая возможность в конструкторе урока. И, собственно, каждый учитель может создать под себя свою историю вот по предмету в течение всего образовательного года. При создании образовательного контента мы привязываем любой маленький блок к дереву знаний, и, соответственно, это позволяет нам в дальнейшем посмотреть у детей в статистике, где у кого в каком задании были те или иные недочеты, тем самым сформировав индивидуальную траекторию обучения уже в дальнейшем по каждому конкретному ребенку. Вся статистика собирается, ее можно анализировать и делать определенные уже административные либо как бы педагогические выводы по тому или иному, той или иной ситуации. В прошлом году мы выпустили дополнительно к контенту с 1 по 11 класс курс онлайн, курс предшкольной подготовки. Почему я сегодня об этом говорю?
потому что в каждой школе, в каждом образовательном учреждении, в принципе, школьном, да, есть группы дошкольников, которые собирают детей и готовят их к первому классу. Так вот, у нас есть история, когда в том числе в период пандемии вот такие группы занимались с нашим курсом «Стань школьником с Арбобориком» и закрыли эту историю. Успешно детки поступили в первый класс, не пропустив ничего из процесса обучения. Этот курс у нас тоже есть. Он стыкуется с примерными программами дошкольного образования, именно по предшкольной подготовке, поэтому тоже можно использовать. Ну и, собственно, возвращаясь к теме про цифру и про три единства вот этих вот основных компонентов, я вспомню про показатели эффективности. Все работает, на которые считаются уже года 2, наверное, и которые можно посчитать уже с помощью нашего интегрированного решения с ГИС СГО и контентом цифровой школы образования. Ведется цифровой профиль в системе ГИС СГО, есть возможность предоставлять верифицированный цифровой образовательный контент. Это буквально федерация, пару-тройку дней она все объявит, ну, в общем, как бы я вам говорю, что это уже возможно фактически делать. Вот. Бесплатно получать учащимся, бесплатно получать педагогическим работникам. Есть возможность проверки заданий в электронной форме с технологией автоматической проверки, то есть, соответственно, вы все закрываете практически все эти показатели на территории вашей республики. Есть в ходе, сейчас в данный момент идет разработка помощника учителя для того, чтобы закрывать стопроцентно и второй пункт по рекомендациям повышения качества обучения и формирования индивидуальных траекторий. Вот, соответственно, чем чаще мы с вами пользуемся инструментами и повышаем свою цифровую компетентность, тем выше у нас и уровень цифровой зрелости региона, как нас меряют со стороны регулятора. Ну, у меня практически все. Я хочу сказать о том, что еще раз объявить о том, что на нашей платформе, интегрированной в ГИС образования, будет доступен в ближайшее время верифицированный образовательный контент. Поэтому призываю всех зарегистрированных, а вас у нас там, по-моему, больше 24 тысяч и активных больше 11 тысяч, я сегодня специально посмотрела, вот, воспользоваться этими ресурсами, благо они бесплатные, пока Федерация нам предоставляет такую возможность. Вот, собственно, мы готовы на своей платформе тоже в ближайшее время провести обучение, договоримся вот с коллегами, проведем тоже, наверное, в октябре обучение по платформе, чтобы вам было проще в этом проекте поучаствовать, ну и, собственно, включать цифровые образовательные ресурсы уже к себе в образовательной деятельности. Спасибо. Спасибо, Елена Петровна. Да, Вопросы? мы будем продолжать, я думаю, сотрудничать и использовать ваши ресурсы в образовательном процессе. Коллеги, следующее выступление. Горкович Максим Леонидович. Практика внедрения искусственного интеллекта в систему общего и дополнительного образования. Максим Леонидович. Да, коллеги, добрый день. Я рад поучаствовать в нашем мероприятии. Мы очень плотно сотрудничаем с коллегами. Не первый раз уже выступаю на мероприятиях, которые коллеги организуют. Не первый раз мероприятия меня в дороге застают, поэтому это уже добрая традиция, что я выступаю перед вами не из того региона, где, по идее, должен был находиться в момент выступления. Тема моего выступления... Были случаи, что уже из машины даже. Да, было, да, коллеги. Подскажите, презентация видна? Да, видна.
Сейчас я запущу пока. Да, все. Да, верно. Да, коллеги. Итак, тема моего выступления – практика внедрения элементов искусственного интеллекта в системе общего и дополнительного образования. Я сейчас приступлю к теме моего выступления, однако предыдущий спикер, являясь нашим коллегом по тех-рынку, анонсировал проект, который на сегодняшний день идет по линии Минпроса и Минцифры по верифицированному контенту. Да, действительно это так. Большое количество провайдеров на сегодняшний день участвует в этом проекте. Мы также являемся поставщиками верифицированного контента, поэтому наш контент тоже может вами, скажем так, использоваться на бесплатной основе, но, как уже сказала коллега до меня, необходимо дождаться официального подведения итогов данного мероприятия, официальной верификации, и тогда мы сможем предоставлять вам наш контент абсолютно бесплатно. С учетом длинной линейки образовательного контента по всем образовательным областям, предметным областям. Я думаю, что мы с вами сможем достаточно эффективно поработать, тем более наше с вами сотрудничество насчитывает уже не 1 год, и мы с вами достаточно эффективно взаимодействуем. Но сейчас хотелось бы немножечко отойти именно непосредственно от образовательного контента и поговорить о практике внедрения элементов искусственного интеллекта. Тема достаточно непростая, потому что тема является трендовой достаточно, и поэтому на сегодняшний день мы об этом знаем. Тема искусственного интеллекта всплывает в очень большом количестве различных областей. В частности, вот не так давно университет Синергия проводил профессиональные слушания, профессиональную экспертизу концепции предметной области искусственный интеллект. То есть такой предметной области пока не существует. И вот сейчас коллеги разрабатывают концепцию, которая бы позволила ее ввести. Есть отдельные тенденции к определенным курсам повышения квалификации, определенным проектам по внедрению элементов искусственного интеллекта в отдельно взятую предметную область. Но на сегодняшний день данная тема пока очень мало проработана, находится в зачаточной стадии. Опять же, вполне возможно, что из-за того, что недостаточно сформирован нормативный аппарат, который позволяет нам использовать данную тематику в системе образования наиболее эффективно и в полном объеме. Собственно, на сегодняшний день вся нормативная база, я повторюсь, ее не так много, сводится фактически к указам президента. Вот один из указов президента – это о развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации. Также существует национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. И тем отрадней, что, как вы все знаете, была недавно проведен первый срез цифровой зрелости регионов. Цифровая зрелость – это KPI высших должностных лиц региона, который был заведен еще в феврале месяце указом президента Российской Федерации. И вот в летний период был проведен первый срез этой цифровой зрелости. На основании полученных данных, а цифровая зрелость, я напомню, это показатель, который считается по 5 отраслям экономики. Одна из этих отраслей – это отрасль образования. Она определяется, в частности, использованием искусственного интеллекта в различных областях системы образования. На сегодняшний день существует как общая стратегия цифровизации образования с использованием модели искусственного интеллекта, которая была составлена до начала проведения этапа цифровой зрелости, так и существует персональная стратегия регионов, и коллеги тоже уже ее приняли, которая отражает непосредственно цифровизацию образования в отдельно взятом регионе субъекте Российской Федерации. Отрадно было посмотреть посмотреть все эти стратегии, почти в каждой увидеть использование как инструментов Big Data, так и инструментов дата-майнинга и прочих инструментов искусственного интеллекта в построении персональных траекторий обучающихся, а также в рамках помощника учителя, помощника родителя и построения системы управления образования в целом. На наш взгляд, это достаточно, скажем так, продуктивный шаг. Это один из немногих дополнительных документов, который был принят в рамках концепции искусственного интеллекта в Российской Федерации за последнее время. И поэтому на сегодняшний день мы с вами можем посмотреть развитие элементов искусственного интеллекта вот по такой временной шкале. И сейчас мы приходим к тому, что
есть определенный барьер, определенный порог, который не позволяет нам внедрять инструменты искусственного интеллекта в жизнь, а точнее в нашем с вами случае жизнь, это наша с вами система образования, поскольку методологически данная область никак не зафиксирована. Нету стойкого понятийного аппарата, нет глоссария, нету методических разработок. Когда происходило экспертное изучение материалов концепции предметной области искусственный интеллект, там были коллеги из Сберобразования, были коллеги из университета Синергии. Все отмечали тот факт, что, конечно же, без методических наработок, без методологической базы внедрение в образование системы искусственного интеллекта будет достаточно проблематично. Поэтому мы для того, чтобы развивать это направление, в 2020 году, сами понимаете, год был достаточно непростой, непростые времена, как правило, подталкивают нас к каким-то объединениям и консорциумам. Мы вышли на заключение консорциума с компанией Intel в Российской Федерации и на сегодняшний день реализуем вместе с ними концепцию внедрения искусственного интеллекта во все уровни общего образования. Это очень важный момент, поскольку на сегодняшний день в общем образовании искусственный интеллект существует пока только в виде отдельно взятых факультативов, либо в виде отдельно взятых высокопрофессиональных преподавателей, прошу прощения, учителей информатики, которые каким-то образом доводят до коллег эту информацию, делятся опытом, обучают учеников азам искусственного интеллекта. Но в общем, скажем так, в общем поле образования нет такой тенденции на увеличение внедрения искусственного интеллекта хотя бы даже в школы ЦОСов, школы точек роста, в образовательной организации IT-кубы и кванториумы, где, по идее, искусственный интеллект как раз должен присутствовать очень объемно. Поэтому мы поставили себе цель внедрить элементы искусственного интеллекта в как можно большее количество образовательных учреждений. На сегодняшний день вот мы работаем уже почти около года, и мы видим уже определенную практику, с которой можем поделиться. На сегодняшний день у нас существует в первую очередь положение о центре компетенций по искусственному интеллекту. Мы являемся единственным федеральным центром компетенций компании Intel в России, поэтому широко занимаемся расширением сети площадок Intel по внедрению концепции искусственного интеллекта. На сегодняшний день данная сеть, она насчитывает около 40 образовательных организаций. Это уже не просто образовательные организации, имеющие некую практику, это, скажем так, имеющие некий статус. Это уже образовательные организации, имеющие определенную практику. Многие из них внедряют элементы искусственного интеллекта в основную общеобразовательную программу в рамках изучения предметной области информатика. Многие из них работают факультативно с детьми, и для них мы в этом году выпускаем модельную программу факультативной образовательной организации, потому что очень большое количество коллег просило, скажем так, некую модельную программу, которую можно внедрять в школу, если в школе нету лицензии на дополнительное образование детей. Не у всех образовательных организаций, к сожалению, есть такая возможность. Мы широко сотрудничаем с институтами развития образования, широко сотрудничаем с педагогическими вузами. В частности, вот у нас есть первый центр компетенции компании «Мобильное электронное образование», это Самарский педуниверситет. Он же является площадкой Иннополиса по смешанному обучению. Он является одним из первых центров компетенции региональных компаний Intel, и мы сейчас очень широко вместе с ними заходим в расширение такой вот практики внедрения сетей искусственного интеллекта. На сегодняшний день, опять же, повторюсь, практика такова, что внедрение элементов искусственного интеллекта затрудняется, во-первых, отсутствием, как я уже говорил, отсутствием методологической базы и методической базы самих, скажем так, самой концепции искусственного интеллекта. Но кроме этого, налицо, опять же, незрелость
нормативной базы по сетевому образованию. Тут, я думаю, коллеги со мной согласятся, что сетевое образование, именно понятие сетевого образования, материально-техническая база сетевого образования между несколькими образовательными организациями в рамках нормативно-правового поля на сегодняшний день проработано достаточно плохо. Это мешает, например, кванториумам официально, скажем так, в рамках, опять же, своей внебюджетной деятельности, в рамках бюджетной деятельности, в рамках государственного муниципального задания это делать можно, в рамках внебюджетной деятельности в связи с тем, что нормативно-правовая база еще несовершенна, делать это очень сложно. Очень сложно выходить в общеобразовательные организации с тем, чтобы, например, вести какие-то отдельно взятые курсы. Опять же, я повторюсь, если данные курсы не включены в муниципальное государственное задание. Мы знаем очень большое количество кванториумов, в частности, мобильных кванториумов, которые обучают детей по госзаданию, есть определенное нормирование, есть определенное финансирование на обучение этих детей, но какую-то внебюджетную деятельность вести здесь, конечно, достаточно сложно, и это проблема. Поэтому данную проблему мы с компанией Intel в этом году пытаемся эффективно решить, разработав модельные программы. Мы надеемся, что такие модельные программы, запущенные в образовательный социум, дадут достаточно большой взрывной рост интереса к искусственному интеллекту. Все-таки сейчас это такая тема больше тренд, и скажем так, не все хозяйствующие субъекты готовы отрывать ресурсы, которые, вы сами знаете, они не очень велики. Вообще все ресурсы конечны, согласно законам экономики, для того, чтобы разрабатывать эту тему. Но без широкой разработки данной темы, безусловно, мы не увидим развития. А развитие, оно, как мы, по крайней мере, видим в системе образования Российской Федерации, оно имеет место быть. И мы сейчас далеко не на первом месте по развитию внедрения, скажем так, искусственного интеллекта в умы подрастающего поколения. Здесь на первом месте, безусловно, находится Китайская Народная Республика. В ней, как вы знаете, определенные моменты, связанные с искусственным интеллектом, внедряются на уровне дошкольных образовательных организаций. Понятное дело, что в очень узком сегменте, абсолютно без программирования, но, тем не менее, понимание таких концептов, оно внедряется достаточно рано. Поэтому и страна, как вы видите, развивается достаточно бурно. Здесь мы, безусловно, не в первом эшелоне, но мы понимаем, что чем глубже будет погружение элементов искусственного интеллекта в систему образования, тем эффективнее будет, собственно, сама система образования. Однако, с другой стороны, опять же, мы видим из опыта, из практики, которую мы сейчас ведем, что есть определенные опасения, что система искусственного интеллекта несколько сотрут личность педагогического работника из системы образования, что не хотелось бы, потому что на сегодняшний день уже есть разработки, когда ребенку достаточно написать диктант, сфотографировать, отправить учителю, учитель получит этот диктант на телефон в виде фотографии, прогонит через специальную программу, программа распознает рукописный текст и отметит ошибки. Тогда возникает вопрос, если у нас есть такая замечательная программа, зачем же нам тогда нужны педагогические работники? А педагогические работники – это личность, это авторство преподавания, это душа, если хотите, а в рамках существующей проблемы с программой воспитания личность педагога в абсолютном ключе играет очень, скажем так, образующую роль в системе воспитания, поэтому здесь есть определенная проблема. Но мы надеемся, что такие проблемы в ближайшее время будут решены, и все-таки некий методологический стандарт области искусственного интеллекта будет создан, к этому есть все предпосылки. Пока мы приглашаем коллег к вовлечению в международный реестр площадок Intel, контакты, по которым можно обратиться, у вас сейчас на экране. И также предлагаем, попадая в пул площадок Intel, вы автоматически попадаете в федеральный реестр Сколково по инновационной деятельности, что опять же может быть достаточно эффективно для вас как образовательных организаций, либо для вас как для педагогических работников, потому что компания Intel совместно с мобильным электронным образованием, она занимается обучением именно педагогических работников, созданию таких курсов по искусственному интеллекту, присваивает статус мастер-педагогов определенных программ,
программ. Статус этот абсолютно, скажем так, нормативно отрегулирован. Эти статусы присваивает головное отделение Intel в Сингапуре. Это достаточно длительный процесс, но, соответственно, статус не поддается каким-либо инсинуация на тему того, что он какой-то, скажем так, местный, там, местечковый, исключительно наш российский. Нет, это на абсолютном серьезе международный уровень, поэтому, коллеги, мы предлагаем вам в этом поучаствовать. Надеюсь, что совместно с вами мы будем расширять нашу сеть. Надеюсь, что совместно с вами у нас появятся дополнительные разработки, которые мы сможем внедрить, формализовать, возможно, издать совместно с вами, для того, чтобы практика внедрения элементов искусственного интеллекта в Российской Федерации, она только расширялась, и мы находили общие подходы к ее реализации. Особенно это очень важно в рамках того, что на сегодняшний момент уже разработана, скажем так, некая концепция этики искусственного интеллекта, что тоже требует объяснения, поэтому приглашаем вас к сотрудничеству. Благодарю вас за внимание, спасибо, что пригласили, будем рады сотрудничеству с вами. Всего хорошего. Спасибо, Максим Леонидович, за интересный, содержательный рассказ о наших перспективах в развитии искусственного интеллекта. Здесь, конечно, интересный вопрос, что же будет с учителем, когда искусственный интеллект, возможно, заменит. Ну, душу человека, наверное, не заменит. Спасибо большое. Мы двигаемся дальше по нашей программе. Коллеги, я сейчас попрошу Александра Михайловича показать сайт форума. На сайте форума у нас есть кнопочка «Предложение в резолюцию форума». Предложение в резолюцию форума. Вот если есть какие-то у вас мысли, какие-то предложения, их можно внести на сайте форума. И еще один ресурс – это единая система научно-методического сопровождения педагогических работников iom.criro.ru. И здесь в учебных занятиях, ну, во-первых, на этом сайте будет формироваться индивидуальный образовательный маршрут каждого педагога, и те, кто еще не участвовал ни в каких мероприятиях, может записаться на первое мероприятие, то есть на вот эту дискуссионную площадку. Кто уже зарегистрирован, надо авторизоваться. Саша, кнопочка «Учебные занятия». Нажми там вверху «Учебные занятия». И вот сегодняшнее наше мероприятие, чуть выше. И главное учебное занятие. Она у тебя может быть не видно, там спрятана немножко. И вот на это мероприятие вы можете уже записаться. Также на этом сайте будут регистрироваться ваше участие во всех курсах повышения квалификации и во всех мероприятиях, которые проходят в рамках института и не только. Чуть выше, вот главное, или тебе не видно, да? Закрывает, да? Ну ладно, вот если зайти в учебные занятия, кнопочка вверху, то там есть цифровизация образования, и в цифровизации образования работа нашей сегодня дискуссионной площадки. Мы продолжаем реализовывать нашу программу, и сейчас у нас конструктор для проведения массовых онлайн-конкурсов Баженов Илья Иванович, кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой точных наук нашего института. Илья Иванович, вам слово. Добрый вечер всем. Мы с Мариной Сергеевной Гладких представляем частный проект, а точнее это презентация некоторой веб-платформы для проведения массовых соревновательных конкурсов в онлайн-режиме. Значит, я постараюсь очень кратко рассказать, что это за платформа, как она работает, и выделю два этапа. Первый этап – как проходит мероприятие. Мероприятие проходит следующим образом. Есть некий сайт, на этот сайт выходят участники этого мероприятия. Они предварительно проходят регистрацию, но это вот в предварительном этапе. А назначается определенное время, и сайт открывается для работы в течение того времени, которое определяется данным мероприятием, соревнованием или онлайн-викториной. В период этого времени дистанционно участники этого мероприятия отвечают на вопросы, которые сформулированы в рамках тематики этой викторины.
Значит, вопросы могут носить разный характер. Это может быть видеофайлы, сопровождаемые заданием, это могут быть аудиофайлы, сопровождаемые заданием, графика может быть, либо обычный вопрос, который предполагает либо однозначный ответ, либо вариативный ответ, либо ответ с открытой формой ответа на поставленный вопрос или на задание. Значит, в отведенное время в командном режиме, либо в индивидуально участники мероприятия выполняют те задания, которые предлагаются, а затем тут же подводятся итоги и является победитель, либо команда, либо индивидуальный участник, который принимал участие вот в данном мероприятии или в онлайн-викторине, либо соревновании. Может быть, это и индивидуальный какой-то опрос или форма контроля знаний. Значит, параллельно с участниками непосредственно есть онлайн-табло, то есть могут быть болельщики в этом мероприятии, они также наблюдают, как их команды, их, скажем, подопечные, если это учитель, выполняют те или иные задания. Значит, доступ, конечно, он индивидуализирован, и команды заранее зарегистрированы, входят на сайт только по определенному ключу. Значит, кроме того, участники команды, работая в режиме онлайн, также видят, как проходят мероприятия другие команды, и они могут тоже фиксировать свои результаты и результаты других команд, других участников. Это так проходит вот само мероприятие. Теперь подготовительный этап. Подготовительный этап выглядит примерно следующим образом. Человек или пользователь, который является модератором соответствующего мероприятия, викторины или какого-то конкурса соревновательного, заходит на тот же сайт. На этом сайте есть возможность раскрыть конструктор, и в этом конструкторе он набирает перечень тех заданий, которые будут принимать участие в том мероприятии, которое он зафиксировал. Значит, мероприятия могут редактироваться, могут многократно повторяться, могут быть использованы другими пользователями, если автор того или иного мероприятия открывает к ним доступ. И тем самым вот система такая становится достаточно мобильной, удобной, и интерфейс достаточно простой. На моих слайдах я планировал показать интерфейс вот отдельных страниц, но, наверное, я особого смысла в этом не вижу. И я перейду сразу к последнему слайду. Вот здесь вот вы видите опыт, который у нас был проведен. Впервые мы такое мероприятие проводили в рамках конференции, образовательной конференции Intel, Галактика Intel. И здесь были участники из самых разных городов. Это учительские коллективы. В рамках семинара мы и в рамках конференции проводили. Сейчас мы имеем самостоятельную платформу, и на этой платформе можно проводить командные соревнования удаленных пользователей. В рамках отдельной школы это мероприятие можно провести. Ну и я бы просто хотел сказать, как в конечном итоге каждая команда или каждый участник получает автоматический сертификат, его можно распечатать или в электронном виде отправить пользователям. Значит, как происходит так, что-то у меня завертелось. Ага. Как происходит ситуация, ну, то есть как выйти на этот ресурс и как получить доступ к нему. Здесь есть два варианта. Первый вариант – это использовать платформы авторов, то есть у нас с вами, с Мариной Сергеевной, есть определенные хостинги. Поскольку мы такие мероприятия проводим достаточно регулярно, то мы развернули эту систему и можем открыть доступ любому учителю, преподавателю, который хочет такого рода мероприятия провести. Все инструкции, как бы гайд, как модерировать мероприятие, вы можете от нас тут же получить доступ и свое мероприятие провести на готовой платформе, которую мы вам с удовольствием предоставим. Второй вариант. Вы можете полностью получить дистрибутив, и этот дистрибутив развернуть либо на своем собственном хостинге, либо развернуть ну, вот внутри сети, школьной сети. Оба варианта, они приемлемы, и достаточно для того, чтобы эти варианты реализовать, достаточно обратиться к нам
И где-то я вот на последнем слайде хотел оставить реквизиты, чтобы вы могли посмотреть, куда можно обратиться с тем, чтобы поучаствовать или опробовать эту систему и посмотреть, как она работает. Просто так в настоящий момент мне бы не хотелось отдельно показывать скриншоты, временем мы ограничены. А вот если вас заинтересует эта система, то можно обратиться вот по тем реквизитам, которые здесь указаны, на адрес либо мой, либо Марины Сергеевны, написать сообщение, что вы желаете опробовать эту систему, и мы любезно готовы вам предоставить любой вариант. Либо вы разворачиваете у себя дистрибутив и используете его самостоятельно в будущем, либо вы используете уже готовую платформу и свое мероприятие проводите вот на базе уже развернутой системы, либо в моем исполнении, либо в исполнении Марины Сергеевны. Ну, пожалуй, все. Спасибо, Илья Иванович. Может быть, кто-то из учителей и воспользуется. Может, потом нам будет организовать какую-нибудь игру или викторину и совместно что-то провести, чтобы было более наглядно. Коллеги, у нас есть некоторые выступающие, которые торопятся на следующее мероприятие, поэтому, с вашего позволения, небольшие перестановки в программе. И сейчас я хочу предоставить слово Ахниной Светлане Николаевне. Трансформация системы образования и профессиональное развитие педагогических работников. Тема ее выступления. Ахнина Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, вы слышите нас? Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, моя презентация видна? Да, все видно, отлично. Спасибо, уважаемый Вячеслав Алексеевич. Я приветствую всех участников нашего мероприятия и в вашем лице благодарю организаторов форума за предоставленную возможность выступить перед вашей аудиторией. Говоря о трансформации системы образования и профессионального развития педагогических работников, мы будем говорить в первую очередь о проблемах, которые необходимо устранить, об изменениях и нововведениях, которые заходят в нашу профессиональную действительность, и что уже сейчас мы должны и можем прогнозировать. Мы будем понимать трансформацию не как биологический термин, а как кардинальное изменение чего-либо, и, соответственно, личностную трансформацию как изменение в первую очередь себя, изменение своего мировоззрения, отношение к себе, окружающим, признание своих ошибок и стремление стать другим. Мы понимаем, что изменения в образовании должны быть направлены в первую очередь на формирование личности человека нового времени, то есть сложного человека. И от образовательных организаций сегодня общественность ожидает создания современной системы подготовки человека завтрашнего дня. Вот в сентябре 2020 года Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала отчет, в котором представила 4 независимых друг от друга сценария, по которым может развиваться система образования в ближайшие 20 лет. И согласно представленным сценариям, цифровая образовательная среда есть в каждом из них. Разумеется, описанные сценарии не должны рассматриваться как окончательные и неизменные варианты. Прежде всего, нам необходимо осознавать происходящие изменения и быть готовыми к жизни в каждом из этих новых миров. Уже очевидно, что технологии беспроводной связи, интернет-технологии, искусственный интеллект, о котором много сказал сегодня Максим Леонидович, виртуальная реальность составляют зону перспективного передового развития в ближайшие десятилетия. И, конечно, к этому должны быть готовы наши педагоги. Кроме того, сегодня необходимо разработать модель профессионального развития педагогов, ориентируясь на потребности современной образовательной практики, на результаты мониторинговых исследований профессиональных компетенций педагогов, на независимые оценки образовательных результатов обучающихся, разработать модель профессионального развития, отвечающую запросам педагогов, работающих с современным поколением детей.
Что же необходимо современным детям? Междисциплинарность обучения, способная обеспечить расширение сферы применения знаний, мощные фундаментальные знания, функциональная грамотность, умение действовать в ситуации неопределенности, развитие линейного мышления, умение добывать, фильтровать информацию и так далее. Вот на слайде представлены особенности поколения Z, которые диктуют те профессиональные компетенции для педагогических работников, которые позволят им решать профессиональные задачи. Но, к сожалению, многие профессиональные задачи сегодня не могут быть разрешены эффективно, потому что вызывают затруднения у наших педагогов, и это в первую очередь умение внедрять в образовательный процесс современные технологии обучения и воспитания для того, чтобы мы могли воспитывать детей, способных брать на себя ответственность, имеющих гражданскую позицию, любящих свой народ, свою страну. Современное поколение детей – это цифровое поколение, что осложняет задачу перед педагогом. Значит, педагог должен обладать навыками использования методик, технологий, обеспечивающих, уважаемые коллеги, сетевую социализацию детей. Педагоги должны уметь внедрять различные форматы электронного дистанционного образования и научить наших детей самостоятельно получать новые знания. Ведь сегодня педагог – это не транслятор знаний. Он в первую очередь дает навигацию, о чем неоднократно говорили выше выступающие спикеры. Педагогический работник сегодня сопровождает процесс обучения. Следовательно, он должен уметь формировать зрелое сетевое поведение и внедрять проектные формы работы с обучающимися, а также уметь управлять своим временем, своим вниманием и своим здоровьем и научить этому современных детей. Педагогический работник должен уметь внедрять в образовательный процесс цифровые технологии, ведь цифровизация объективно необходима современной школе, чтобы сделать процесс образования более гибким, более приспособленным к реалиям сегодняшнего дня. При этом особая ответственность по формированию и совершенствованию цифровых навыков, цифровой культуры современного поколения ложится на все педагогическое сообщество, которое, к сожалению, считается недостаточно мобильным и менее адаптированным к новейшим вызовам времени, в отличие от своих учеников. Выступающие выше коллеги уже обращали внимание на целый ряд стратегических документов, которые просто подталкивают представителей системы образования к очень серьезным переосмыслениям. Современному педагогу как никогда необходимы системные знания и навыки, новые профессиональные компетенции, определяющие его цифровую культуру, позволяющие уверенно использовать новые технологии на своих педагогических мероприятиях. Это одна из основных задач современного образования на ближайшие годы. И без грамотного и системного методического сопровождения большинству педагогов будет сложно в этом процессе сориентироваться. Вот Вячеслав Алексеевич уже перед моим выступлением обращал внимание, ваши уважаемые коллеги, на то, что у вас в муниципальном образовании создан центр методического сопровождения педагогов, и это очень похвально, потому что свидетельствует о том, что мы выполняем распоряжение Министерства просвещения, идем в ногу со временем. Вместе с тем мониторинг сайтов ряда региональных министерств и других структур показал, что построение системы обеспечения профессионального развития педагогов осуществляется без учета происходящих изменений. Либо акценты расставлены верно, но методы, механизмы и подходы практически не меняются. Тогда резонно привести в данном случае высказывание Альберта Эйнштейна, который говорил, что самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат. Я, уважаемые коллеги, не пытаюсь свести весь доклад только к проблемам цифровизации. У нас есть масса проблем, которые необходимо устранять, и в помощь к нам приходит методическое сопровождение, но опять-таки мы пытаемся решить проблемы на протяжении многих лет, и не всегда этот процесс происходит эффективно, и все потому, что мы не используем уже имеющиеся ресурсы
так как либо о них не знаем, либо не умеем их использовать. Об устранении каких проблем идет речь? Это в первую очередь нехватка педагогических кадров, которая сопровождается чрезмерной нагрузкой педагогов и, соответственно, отсутствием возможности осваивать новые технологии. Дефицит педагогических кадров не перекрывается новым притоком молодых педагогов, которые без должной методической поддержки и наставничества долго и проблемно осваивают профессиональные компетенции, необходимые для решения педагогических задач. Есть необходимость в разработке модели профессионального развития, которая отвечает запросам педагогов, обучающих наиболее сложный контингент детей, например, для которых русский язык не является родным, для детей с девиантным поведением, особыми проблемами в развитии и так далее. Нам необходимо обучать педагогов работать в команде с узкими специалистами. Ну, кроме того, мы можем говорить об оторванности содержания ряда курсов повышения квалификации от современного содержания общего образования. И сегодня подготовка педагогических кадров в вузах меняется намного медленнее, нежели запросы общества и времени. И это, в свою очередь, затрудняет процесс получения новых востребованных компетенций для педагогов. К сожалению, отсутствует связь между научными исследованиями и реальной педагогической практикой. Важно обратить внимание на деятельность методических служб, школьных методических объединений. Вот сегодня методические службы не всегда выполняют функции ресурсных центров развития муниципальной системы образования, потому что на них очень часто возлагаются организационные и координационные функции. И вот исходя из обозначенных проблем, сегодня в соответствии с распоряжением Министерства просвещения создаются и функционируют центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. И, конечно же, они будут работать на ту задачу, чтобы через реализацию индивидуальной образовательной траектории, в том числе, восполнять те профессиональные затруднения и запросы, которые есть у наших педагогов. Если говорить об индивидуальной образовательной траектории, и сегодня, опять-таки, Вячеслав Алексеевич показывал, где вы можете, уважаемые коллеги, обозначить свою индивидуальную траекторию, но хотелось бы сказать о том, что она должна стартовать с многоуровневой диагностики сформированности профессиональных компетенций с тем, чтобы правильно выстроить свой индивидуальный образовательный маршрут. Нужно простроить портрет дефицитов отдельно взятого педагога, а затем уже формировать избыточное поле обучающих мероприятий, которые бы позволяли педагогам ликвидировать различные профессиональные затруднения в соответствии с выстроенным портретом дефицита педагога на этапе его диагностики. Вот сам по себе факт наличия индивидуального маршрута и участия педагога в программах повышения квалификации, к сожалению, не является гарантией профессионального роста педагогов. Большое значение имеют формы и содержание обучающих мероприятий и дополнительных профессиональных программ. И кроме того, со стороны педагогов должен быть четко сформулированный запрос на содержание программ. К сожалению, сегодня характер методических запросов учителей не соответствует их реальным профессиональным затруднениям. И вот в соответствии с представленным видением Министерства просвещения будет внедрена единая модель повышения квалификации педагогов, которая предусматривает развитие профкомпетенций по направлениям, определяемым структурой педагогической деятельности. Обучение может быть организовано по модульному принципу, где каждый модуль обеспечивает освоение теоретических знаний, практических умений, направленных на формирование определенного набора профессиональных действий, соответствующих профессиональному стандарту педагога.
Так внедряется обязательная программа обучения, состоящая из нескольких модулей, освоение которых, возможно, минимизирует профессиональные затруднения педагогов. Вы видите эти модули на слайде, уважаемые коллеги. Они в области освоения педагогических методик и технологий, в области преподаваемого предмета, психолого-педагогические компетенции, профкомпетенции в части воспитательной работы, а также практикоориентированный модуль, как стажировка, на котором будут отрабатываться на практике все те теоретические позиции, которые были освоены в ранее озвученных модулях. Далее следует обратить внимание на планируемые на уровне федерации изменения, касающиеся аттестационных и оценочных процедур. Предлагаемый проект новой модели аттестации предполагает проведение тестирования с целью выявления профессиональных затруднений с их последующим устранением в межаттестационный период. Следовательно, в ближайшей перспективе меняется концепция процедуры аттестации. Кроме того, в этом направлении намечается построение дифференцированной и гибкой системы профессиональных треков, например, установление новых квалификационных категорий учитель-методист и учитель-наставник, и для получения новых квалификационных категорий педагогам будет предложено соблюсти ряд требований, в том числе пройти обучение по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки в области методического сопровождения и реализации общеобразовательных программ, или по организационно-педагогическому сопровождению профессиональной деятельности педагогических работников. Учитывая обсуждаемые нововведения, устраняя имеющиеся место проблемы в системе образования, мы выделяем сегодня основные направления профессионального развития педагогов. Это ориентация и оперативное реагирование на профессиональные дефициты и запросы педагогов, интеграция деятельности всех структур разного уровня в целях научно-методического сопровождения педагогов, сопровождение индивидуальных траекторий развития, внедрение программ формирования компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования, разработка различных форм адресной поддержки молодых специалистов, внедрение различных форматов электронного и дистанционного образования, современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися, а также создание условий для овладения навыками использования современных цифровых технологий, внедрение форм сетевого взаимодействия педагогов в решении педагогических задач. Сегодня, уважаемые коллеги, растет спрос на труд педагога, требующий владения универсальными компетенциями или навыками 21 века, включая социально-эмоциональный интеллект. Особую важность приобретают компетенции на стыке с качествами личности и ценностями, такие как адаптивность к изменениям, умение учиться и переучиваться, чем мы всю свою профессиональную жизнь и занимаемся. Наша организация Академия цифрового образования, мобильного и электронного образования, и уже выступал Максим Леонидович по искусственному интеллекту и по другим вопросам, которые реализует наша организация. Мы готовы к оказанию помощи, поддержки как отдельно взятому педагогу, образовательной организации или муниципальному образованию в целом. Мы будем рады сотрудничать и профессионально расти вместе с вами. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание, оставляю свои координаты. Если будут какие-то вопросы или если вопросы есть прямо сейчас, я готова на них ответить в прямом эфире. Большое спасибо за внимание. Да, спасибо, Светлана Николаевна. Да, действительно, вы правы, что на первом месте должна стоять диагностика тех дефицитов. Наш сайт этот пока как бы вот в стадии начала своей работы, но тем не менее на нем уже есть мероприятия, на которых организована самозапись, то есть учитель участвовал в каком-то мероприятии и может записаться и отметить это в своем индивидуальном маршруте. А будут мероприятия, которые, то есть это может быть курсы повышения квалификации. На основании диагностики выявленных дефицитов тьюторы будут назначать уже
этому человеку, что вот надо пройти такие-то курсы, надо участвовать в таком-то семинаре. То есть сайт, пока вот мы его только еще начали делать буквально летом, но уже как бы, и пока мы на нем размещаем, на нем будут и остальные мероприятия, размещаем те мероприятия, на которых доступна самозапись педагогу, участвовал в вебинаре, вот он тебе отметил, что он участвовал в этом вебинаре. А потом на основании диагностики будет прокладываться его, так сказать, еще более глубокий индивидуальный маршрут. Разъяснил, по крайней мере, для наших педагогов, может быть, тоже, Да. чтобы было более-менее понятно. Да, Вячеслав Алексеевич, еще раз благодарю за внимание и еще раз напоминаю о готовности сотрудничать с вашим муниципальным образованием, в том числе по вопросам организации методического сопровождения педагогов. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо. Мы двигаемся дальше. Следующее выступление у нас Горелова Людмила Игоревна, старший преподаватель Российского технологического университета, практика применения критериев и показателей курса в учебном процессе. Спасибо большое. Да, Спасибо за экран. Спасибо большое за приглашение. Для меня это честь выступать у вас на форуме. И да, действительно, сейчас я открою презентацию, чтобы видно было ее хорошо, да, и поехали. Практика применения критериев и показателей курса в учебном процессе на примере РТУ МИРА. Спасибо, что вы меня представили, и давайте уже к сути дела. Здесь представлены определения, которые Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева с Мариной Львовной Субичевой вынесли как критерий и показатель. То есть, поясню, отдельной задачей организации эффективной обратной связи с главной функцией, развивающей обучающегося, является разработка критериев и показателей для оценивания работ обучающихся, что необходимо делать для каждого элемента любого формата в условиях цифрового обучения. Критерии – это признаки, на основании которого происходит оценивание. Критерии конкретизируются показателями, которые можно замерить с помощью некоторых методик. Требования, предъявляемые к критериям и показателям, это теоретическая обоснованность, то есть критерии и показатели разрабатываются на основе имеющихся теоретических положений, раскрывающих как суть замеряемого явления, так и сам процесс разработки. Объективность, которая достигается использованием различных источников информации при обосновании критериев и показателей, и предполагает учет мнения различных специалистов в данной области знаний. Конкретность, что означает соответствие критериев и показателей природе исследуемого явления, отражение в них специфических свойств и характеристик. Замеряемость, то есть возможность под выявление показателей подобрать и разработать соответствующие методики, позволяющие фиксировать уровень развития явлений и результаты работы. Система критериев должна удовлетворять следующие требования. Это оптимальной полноты, то есть ограниченность количества, адекватности, соответствие оцениваемому качеству и простоты, то есть понимание и использование, и определенности, то есть конкретность формулировки. Показатель – это качественная или количественная характеристика процесса, явления, например, обученность, творческость, гибкость, выносливость и так далее, чаще выраженная в числовой форме, численной форме. Показатели раскрывают содержание критериев. Также очень важно отметить, что не существует универсальных критериев и показателей. В каждом отдельном случае необходимо их разрабатывать отдельно. Это такой основной, наверное, один из основных моментов данного спича. Представление в открытом доступе данных критериев и показателей нам с вами позволяет быть открытыми в работе. Разработка бальной шкалы с конкретным описанием базовых баллов и каждого добавляемого балла за тот или иной вид дополнительной работы позволяет нашим учащимся, вот как представлено на слайде, увидеть, что и каким образом может быть оценено в его работе, что следует доработать, расширить, улучшить. Конкретизация показателей позволяет сделать качественную работу, понимая ее смысл, объем, формат, место для размещения.
процессе практической деятельности по организации развивающей обратной связи как оценивание обучающихся было установлено, что если обратная связь как оценивание обучающихся было установлено, что если есть обратная связь, то обучающихся не ограничено по времени, обучающийся ожидает ее сразу после размещения по указанному ресурсе, что делает работу преподавателя 24/7. Не определена по объему. Появляется возможность сдавать необъятные задания, скачанные из глобальной сети и не имеющие ответа на поставленные вопросы. Содержит не конкретно сформулированную задачу, что влечет за собой общие однотипные, не имеющие смысла ответа. Имеет более 5 вопросов, ответы становятся отпиской, а не имеют смыслового содержания. Ограничено только оценкой, следуют вопросы от обучающегося. Почему, за что исправить, что не так и так далее. Имеет прямой ответ при запросе в любой поисковой системе, обратная связь теряет смысл. Не отражает цели обучения. Ответы становятся отпиской, они имеют смыслового содержания и остаются без ответа. Практиковать задания, связанные с предметным изучением и так далее. Здесь я привожу примеры, где, чтобы сейчас не тратить время, можно тоже почитать о различных критериях, которые приводят коллеги. Здесь я хочу обратить внимание, меня заинтересовала статья Ступницкой Марии, критериальное оценивание, что тоже очень много интересно описано про оценивание и критерии оценивания, что тоже, я надеюсь, вам поможет в работе. Это все вот как раз из статьи. И вот Марина Ефимовна, тоже я брала за основу ее идеи, ее такой как бы, некий, не шаблон, как вот идею, как можно ставить, разрабатывать критерии и показатели. Тоже сильно на этом останавливаться не буду. Здесь на слайде представлена скрин страницы из учебного курса. Я несколько лет назад вела аудит для ребят, которые учились у нас на дистанционной форме обучения. Сейчас у нас уже таких студентов не осталось. Но это помогло мне в работе с студентами очной формы обучения. И я в начале каждого семестра размещаю на тех дисциплинах, которые я преподаю, это система электронного документооборота, электронно-офисная система, все связано с электронным документооборотом. В начале семестра размещаю прописанные критерии для каждой дисциплины, за что я ставлю баллы, либо, может быть, не обязательно это баллы, это может быть, допустим, зачтено, не зачтено, соответствует, не соответствует, но так или иначе есть какая-то обратная связь, которая позволяет мне, ребятам, показать, как они работали в течение семестра. Здесь представлены онлайн-сервисы как альтернатива, которые можно использовать тоже при оценивании. Сейчас, к сожалению, нет времени на них останавливаться. И, собственно, хочу посоветовать почитать литературу, которая вам может пригодиться при идеях, как можно оценивать ваших обучающихся. И если есть какие-то вопросы, более детально пообщаться, познакомиться, поговорить на эту тему, предлагаю дружить. И, собственно, все, наверное, на этом. Спасибо, Людмила Игоревна. Я думаю, наши педагоги возьмут на вооружение. Если что, свяжутся с вами уже более конкретно. Спасибо большое. Спасибо. Да, мы двигаемся дальше. И у нас следующее выступление «Синергия традиций и инноваций». Что это такое? У нас 2 выступающих по этому вопросу. Тихоновецкая Инга Петровна и Вьюн Наталья Дмитриевна. Кто из вас начнет? Или вместе? Да, можно включить. Мы вместе, да, мы вместе. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Вьюн Наталья Дмитриевна. Я являюсь магистрантом ФТИС МПГУ, а также методистом из МИТО МГПУ, город Москва. Ну а также вместе со мной сегодня
Становецкая Инга Петровна, учитель-методист, Республика Беларусь, магистрант ИФТИС, МПГУ, направление электронная образовательная технология. Рады вас приветствовать. Но прежде чем мы начнем, мы хотели бы с вами познакомиться. Я бросаю в чат ссылочку, уважаемые коллеги. Прошу вас пройти по этой ссылочке, либо по QR-коду, который представлен у нас на слайде. Напишите, пожалуйста, откуда вы. Посмотрим нашу географию нашего форума. Так, Инга Петровна, я могу, да, продемонстрировать экран? Ага. Так. Бежал экран. Так, что-то экран убежал. Наталья, демонстрируйте. Так, ага. Меня слышно? Да, вас слышно. Куда-то Наталья у нас пропала. Она микрофон выключила. Хорошо, давайте тогда. Наталья, готова? Да, готова. Да. Он автоматически почему-то потух. Ну, давайте тогда продолжим. Вы пока проходите по ссылочке, по QR-коду, хорошо, который был представлен. Надеюсь, что у вас получилось, но мы продолжаем. Инга Петровна, можно запустить? Ага. Ну, технические небольшие такие моменты. Мы в конце тогда выступления вернемся к нашей географии, посмотрим, кто ответил на вопрос и какое облакослов у нас получилось. Хорошо. Ну, а мы продолжаем. Формат дистанционного обучения активными темпами завоевывает образовательное пространство. И наш форум сегодня тому подтверждение. Однако педагоги и учащиеся сталкиваются с массой проблем и сложностей. И ситуацию усугубила, конечно, пандемия. Приходилось срочно постигать программы, приложения, воевать с плохим интернетом или его вообще отсутствием, да, чатами онлайн-встреч, включениями микрофонов. А как же учить дистанционно? Как же учиться дистанционно? Возможно ли качественно организовать образовательное взаимодействие в условиях дистанционного обучения? И как это сделать? Вот сегодня мы как раз с вами и обсудим эти вопросы. Да, подведем тот самый своеобразный итог и представим наше видение вопроса планирования дистанционного взаимодействия между учащимися, учителями, выстроим свою логику организации образовательного процесса от технологического аспекта до методологического. Предложим как раз практикоориентированные кейсы, которые будут полезны как педагогам, так и родителям. Начнем с раскрытия сущности понятия дистанционное образование. Профессор Евгения Семеновна Полот определяет дистанционное обучение как самостоятельную форму обучения, при которой взаимодействие учителей, учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты: цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения, реализуемые специфичными средствами интернет-технологий и другими интерактивными технологиями. Несмотря на авторитетные теоретические разработки в области дистанционного обучения, в России оно не является формой получения образования. Форма организации образовательного процесса в Российской Федерации признана обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Конечно, по дистанционным образовательным технологиям понимаются образовательные технологии, которые реализуются в основном с применением информационных, а также телекоммуникационных технологий при опосредованном, то есть на расстоянии, или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. Вообще дистанционная форма образования – это организация обучения, при которой как раз взаимодействие учителя и учащихся происходит, как я уже сказала, на расстоянии и отражает абсолютно все присущие учебному процессу компоненты, о которых вы наверняка знаете. Да, это и цели, это и содержание, методы, организационные формы, средства обучения, реализуемые специфичными, то есть средствами интернет-технологий или другими средствами, которые предусматривают интерактивность. Вот единого образовательного ресурса для реализации дистанционного формата в настоящее время нет. Каждый регион
муниципальное образование, образовательная организация, педагоги определяют и знакомят учащихся с возможностями той платформы, которая будет являться единой точкой входа. И это зависит от педагога, от образовательной организации, какую единую точку входа вы выберете. Сегодня на форуме вам представлен целый арсенал тех образовательных платформ, которые вы можете взять себе в работу. Учитель знакомит родителей, раскрывает основные вопросы организации дистанционного обучения на той платформе, в которой будет удобно и комфортно сотрудничать в рамках цифровой образовательной среды. Вообще при выборе платформы важно оценить, конечно, насколько этот электронно-образовательный ресурс, платформа соответствует вашей рабочей программе, примерной программе по предмету, ну и, конечно же, требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Выделить трудности, которые возникают при его использовании, и простроить ту систему работы, которая будет направлена на преодоление этих трудностей. И с этой целью определить выбор платформы, которая будет использоваться дополнительно к вашей основной платформе. Какая это будет платформа, как она будет использоваться, в каких видах деятельности, какова будет структура ваших дистанционных уроков, да? Приблизительное время выполнения заданий по каждому предмету, конечно, исходя из каждого задания на каждый день, принципы оценивания, о котором говорили, критериях, показателях, да? Время публикации домашних заданий, ну и, конечно же, дедлайны по ним. Определите время на выполнение заданий. Цель на половину учебного дня или на целый день. Определите режим учебного процесса и время отдыха. Это снизит в первую очередь волнение и тревожность как учащихся, так и родителей. Обращаем ваше внимание, что рекомендуем пользоваться одной образовательной платформой. Для видеоконференции вы можете взять следующую образовательную платформу, для чатов другую образовательную платформу. Но очень важно договориться о правилах общения, о культуре общения в сети. Перед началом уроков, перед тем, как начнете сотрудничать с родителями, вы должны объяснить эти правила. Необходимо изначально детей учить именно культуре общения. И ребенок должен понимать, что дистанционное обучение, если возникнет опять ситуация весны 2020 года, это не каникулы, учеба продолжается, но в другой форме. Важно определять временные рамки и также режим труда и отдыха, порядок на рабочем месте, проветривание помещения. Не стоит забывать и про... Конечно, безопасность сети, потому что это один из важнейших пунктов плана планирования уроков в дистанционном формате. Зная, какие ресурсы посещает ваш ребенок, вы сможете разъяснить ему опасность данных программ и, конечно, защитить его. Родителям мы рекомендуем стараться ограничивать использование детьми сети интернет, когда они находятся дома одни. Ведь лучше всего расположить ноутбук, компьютер, планшет с доступом в интернет в общей комнате. Так ребенок будет лучше контролировать свои действия, поскольку он будет понимать, что вы рядом. Установите время использования компьютера, например, программу включения по окончании установленного времени, или используйте технологию родительского контроля. Очень важно при организации дистанционного формата сохранять здоровье при работе за компьютером и делать 15-минутные перерывы на отдых. Время работы за компьютером должно соответствовать нормам Санпина. А вот педагог может рекомендовать в условиях постоянного нахождения в домашних условиях всех членов семьи установить общий распорядок рабочего дня, в котором предусмотреть личное время для каждого члена семьи. Ведь очень важно понимать, что детям нужны правила. Предлагаем вам объяснить вашим учащимся те риски, которые их подстерегают при нахождении в сети интернет. Следует обращать внимание, с какой информацией ваши учащиеся работают при подготовке к домашним заданиям. Рассказать всем, не следует рассказывать учащимся, в какой школе они учатся, общаясь с кем-либо в социальных сетях, где они живут. То есть принимать те правила жизни, которые являются в реальной жизни, так и в жизни виртуальной. Вообще важный аспект, который требуется учесть при планировании дистанционного формата, конечно, каждому ученику нужно найти свой подход.
Каждый урок создавать индивидуально. Важно среди вот этой вот избыточности, вариативности учебного контента выбирать тот, который подойдет именно вашим ребятам. Работа с использованием таких цифровых технических средств обучения, как библиотека МЭШ, да, которая есть в Москве и Московской области, и также прорабатывается на абсолютно всю территорию нашей страны. Да. Также другие сервисы на сегодняшней встрече, вот мы представили Mentimeter, да, которые оптимизируют процесс обучения, позволяет обеспечить как раз практикоориентированную деятельность учащихся, предоставляя более широкие возможности для организации поисковой, творческой работы, тем самым трансформируя построение учебного процесса. При этом формат как раз вот образовательных модулей предполагает как самостоятельные, так и коммуникативные занятия, да, то есть какие-то исследовательские работы, аналитические, диспуты, коллоквиумы, конференции, в том числе и форумы. Следующий пункт, который следует обратить особое внимание, это, конечно же, технический аспект или технологическое обеспечение. Все должны понимать, что входит именно в комплекс технических средств в цифровой образовательной среде. На каких компьютерах, ноутбуках, планшетах работаете вы и ваши учащиеся? Какие устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации вы будете использовать? Важно обдумать устройство передачи данных и линии связи, оргтехнику, устройство автоматического съема информации, эксплуатационные материалы, ну и так далее. Вообще перейдем уже, наверное, к технологическому аспекту, правда, Инга Петровна? Да, Когда мы говорим о технологии, мы говорим о принципах, методах, формах. Я уже это упоминала. И если мы используем дистанционные технологии, абсолютно все аналогично. Только изменяется форма и средства. Когда мы говорим о дистанционных технологиях, мы говорим, что расширяются границы образовательной среды. То есть меняется как раз набор приемов, методов организации обучения. Используются современные цифровые методические средства. И вот при реализации обучения в дистанционном режиме актуальным становится как раз симбиоз уже хороших, известных, апробированных технологий. Дистанционное обучение интегрирует смешанное обучение, создает гибридное обучение. Вот как почти наш формат сегодня. Меняется, конечно же, и инструментарий педагога. Учитель, выстраивающий образовательный процесс логики цифровой дидактики и владеющий различными цифровыми инструментами, качественно преобразовывает процесс обучения, делая его более технологичным. Например, использование в синхронном и асинхронном режиме интерактивных рабочих листов, которые предназначены как для самостоятельной работы учеников на уроке, так и дома. Вообще предлагаем вам создать электронный курс для тесного взаимодействия интерактива. Из множества разнообразных цифровых инструментов стоит выбрать те, которые наиболее подходят именно вашему классу. Предоставьте возможность ученикам проявлять учебную самостоятельность и творчество. Приветствуйте желание ребят создавать интерактивные задания своим одноклассникам. Представленные вот сейчас на слайдах цифровые инструменты как раз помогут вам реализовать ваши задумки с успехом. Методический аспект феномена дистанционного, гибридного или смешанного образования подразумевает значительное расширение границ образовательной среды, а точнее ее безграничность. В таком формате процесс обучения направлен на освоение инновационных технологий, на развитие мыслительных процессов, обретение новых навыков и умений, упрощение коммуникативных процессов. Вот в дистанционном формате организации образовательного пространства очень важно не забыть про обучение в сотрудничестве. Согласны? То есть совместном распределенном обучении, в результате которого учащиеся работают вместе в составе малых учебных групп, ну, как правило, 3-5 человек, коллективно конструируя, продуцируя новые знания и не употребляя их уже в готовом виде. Да? Дистанционный формат с использованием разнообразных цифровых платформ как раз максимально позволяет реализовать учебное сотрудничество для развития коммуникативных компетенций наших ребят. Используйте возможность общения в любом месте и в любое время. Помните, что лучшим показателем учебной успешности являются надпредметные навыки и компетенции. Советуем чаще использовать в своей практике междисциплинарные проекты, где результатом совместной деятельности станут электронные продукты ваших учащихся. Цифра на уроке способствует вовлечению учащихся в обучение, мотивирует и нацеливает на академическую успешность. Используйте обучающие
платформы с автоматической проверкой знаний, чтобы понять уровень учебной успешности ваших учащихся, уровень их достижений. Максимально возможную интерактивность обеспечить между учащимся и учителем. И вот наличие эффективной обратной связи за счет моментальных опросов, например, позволит ученику получить информацию о правильности в своем продвижении по пути от незнания к знанию. И вот очень-очень важно сказать, что при контроле понимания важно обеспечить такую вот обратную связь, которая будет отражать различные виды учебной деятельности. То есть вы можете организовать устную, письменную обратную связь через какие-то видеозанятия, да, звуковые записи. Важно учесть, что организовать устную и письменную работу в дистанционном формате в том же объеме, что и в реальной жизни, вот просто физически невозможно. И причиной, конечно, этому является и продолжительность урока, и какие-то технические трудности. Таким образом, и текущие отметки за данные виды работ накапливать в нужном объеме, естественно, что у вас не получится. И вот решить проблему мы вот советуем, используя накопительный формат отметки. То есть учителю достаточно 3-5 минут урока использовать на организацию фронтальной устной работы с учеником. То есть можно задать вопросы и попросить прокомментировать то или иное задание. А чтобы выставить отметку, такой работы единоразово будет недостаточно. Но работы можно накапливать. В настоящее время в дистанционном обучении применяется очень много инструментов, как программирующего, тематического, ну и, конечно же, итогового оценивания. Ну вот в этом многообразии, минуточку. А вот в этом многообразии, конечно, важно не только знать самим инструменты оценивания, но и убедиться, что используемые вами инструменты соответствуют дидактическим целям занятий. Выберите от 2 до 4 инструментов, которые вы и ваши ученики хорошо овладели в режиме работы в школе в рамках обычных уроков. Сделайте акцент на нескольких инструментах, которые позволяют учащимся эффективно использовать те инструменты, к которым они привыкли. А с другой стороны, это позволит педагогу определить систематизацию результатов в одном или всего лишь в нескольких местах. Полученные данные должны работать на педагога. Анализируйте, делайте выводы, корректируйте образовательные маршруты ваших учащихся. Тогда полученные вами данные не станут цифровым хламом, а будут способствовать успеху ваших детей. Важно, когда педагог собирает, изучает полученные результаты в формате дистанционного обучения, тогда вот сама работа будет намного эффективнее. Но вообще надеемся, что наше видение вопроса выстраивания логики как раз организации образовательного процесса в дистанционном формате, вот от технологического аспекта до методологического, действительно будет полезно как педагогам, так и родителям. Позволит организовать удобное, а самое главное, продуктивное взаимодействие с обучающимся в разных дистанционных форматах обучения. К сожалению, у нас сегодня не получится показать вам, что у нас получилось на Mentimeter в связи с разными техническими такими проблемами входа в данную платформу, да? Но я вам скажу, что у нас коллеги, к сожалению, написала немного, но написали, что есть коллеги с Сыктывкара, Сысольского или Сысольского района, да, с Воркуты, Троицко-Печорска. Есть у нас и Наталья Карпова, которая себя отдельно отметила. Конечно, нам очень приятно. Спасибо большое, что пригласили. Нам очень комфортно с вами, но, к сожалению, мы вот по-быстрому попытались. Спасибо, коллеги. Что-то я не успел QR-код у вас считать. Поэтому... Ну ладно. Спасибо большое. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ваше участие в наших мероприятиях. Коллеги, мы двигаемся дальше. И следующее выступление у нас из Усинска. Школа номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов. Группа учителей начальных классов. Новоселова Ольга Витальевна, Гусейнова Светлана Сабировна и Осадчая Ольга Викторовна. Электронные образовательные ресурсы в работе учителей начальных классов. Мы готовы вас выслушать, коллеги. Так, мы вас слышим, можно громче. Добрый день, здравствуйте. Мы сейчас настроим нашу презентацию. Нас видно? Да, видно, и презентация видна. Да, нет, прекрасно.
Мы немножечко... Так, нет, здесь урок. Презентация видна, сказали. Нет, все. В период дистанционного обучения я и мои коллеги плотно работали на различных образовательных платформах и ресурсах. Рэш, Учи.ру, Инфоурок, Я-класс, Яндекс.Учебник использовали, Discord, Zoom. Я расскажу немножко о платформе Zoom. Zoom – это облачная платформа для проведения видеоконференций, позволяющая общаться в онлайн в доступном формате в режиме реального времени, как мы сейчас с вами общаемся. Итак, каковы преимущества сервиса? Конференция может включать в себя до 100 участников. Время бесплатного непрерывного доступа – 40 минут. Точно так же бесплатно можно общаться и дольше. Только по истечении 40 минут всем участникам придется заново подключаться к конференции. Так как работа проводилась с обучающимися начальной школы, каждый онлайн-урок, согласно нормам Санпина, продолжался по 15-20 минут, во время которого были освещены наиболее важные моменты тем уроков. Не забывали мы и про физминутки. Отдохнув, продолжали урок. Учитель в этом случае является организатором конференции. Все участники конференции могут видеть и слышать друг друга. У учителя есть функция отключить звук у всех участников, и это помогает сохранить дисциплину на уроке. Для общения есть чат. Для того, чтобы дети могли видеть только учителя, им достаточно нажать кнопку «Закрепить видео на экран учителя». Zoom дает прекрасную возможность демонстрировать материал экрана, например, собственные презентации, документы, видеоуроки. Можно заходить на обучающие сайты, просматривать совместно с детьми видео. Это позволяет сделать учебный процесс наиболее эффективным. Учащиеся могут показывать выполненные задания на своем экране посредством реализации функции совместное использование экрана. А учитель, в свою очередь, корректирует задания и выставляет отметку. Преимущество Zoom еще заключается в том, что в платформу встроена интерактивная классная доска. Любой участник может печатать, писать на доске, выделяя, например, орфограммы по русскому языку, главные члены предложения или второстепенные члены предложения подчеркивают, записывать решения задач, словом, выполнять любые действия, которые мы делаем в классе. Если у ученика появляется необходимость задать вопрос, или же он что-то хочет сообщить учителю во время урока, он может воспользоваться функцией «поднять руку». Увидев этот знак, я предоставляю ему эту возможность. Одной из необходимых для обучения функций данного сервиса является возможность записи урока. Вот запись урока нам нужна для того, чтобы отправить эту запись урока ученику, который по каким-либо причинам не смог присутствовать на уроке, например, болезнь ребенка. Отправляется она ему по электронной почте. Впоследствии результаты входных контрольных работ показали очень хороший уровень знаний, полученных во время дистанционного обучения. Мы были этому рады. Но есть, конечно, и минусы данного ресурса. Во-первых, требуется высокая скорость интернета. Не у каждого, к сожалению, она дома имеется. Необходимо современное оборудование, системное и дополнительное. Это микрофон, наушники, гарнитуры и так далее. К минусам ресурса можно отнести и тот факт, что придется доплачивать, если есть желание работать бесперебойно. Например, когда мы хотим провести какое-либо дистанционное внеклассное мероприятие, праздник или какой-нибудь конкурс и так далее, придется, конечно же, доплачивать. А сейчас я передаю слово моей коллеге, учителю начальных классов Новоселовой Ольге Витальевне, которая расскажет вам о работе следующего ресурса «Инфоурок». Всем добрый, радостный день. Ну, почему я выбрала Инфоурок? Потому что это крупнейший образовательный интернет-проект в России, предлагает бесплатное использование ресурсов, плюс видеоуроки, презентации по основным предметам. Является базой для размещения методических материалов и разработок, с помощью которых учителя могут делиться опытом или, наоборот, искать идеи среди работ своих коллег. В рамках проекта проводятся международные олимпиады и конкурсы.
Инфоурок дает возможность пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. И, конечно же, все преимущества, перечисленные Светланой Сабировной, присутствуют и в функционале инфоурока. Это, конечно, видеосвязь, любимая детьми онлайн-доска, широкой панели инструментов, чат общения, который особенно выручает при отключении звука или отсутствии микрофона. Конечно же, возможность провести тестирование, обширный каталог презентаций и видеоуроков, возможность составления расписания. Но помимо всего этого, давайте посмотрим. Видеосвязь. При этом нужно полное техническое обеспечение. Это очень сложно для учащихся, особенно первых классов при отсутствии дома родителей или при наличии более старших детей. Ведь преимущество отдается им. И, конечно, очень серьезное ограничение санитарных правил и норм. Невозможность непосредственного контакта ученик-учитель. Недостаточно разработана система обратной связи. Хотя вот мы сейчас очень много говорили про контроль обратной связи. Невысокое качество выполняемого задания. Задание на дистанционном обучении максимально вырастает в объеме. На детей ложится колоссальная нагрузка, что пагубно отражается на их здоровье. Основная доля нагрузки автоматически ложится на родителей учащихся. Родители объясняют, проверяют и контролируют степень и качество выполнения задания ребенка. И разрабатывая концепцию дистанционного обучения с применением онлайн-технологий, необходимо учитывать объем и качество задания, временные и технические ресурсы, степень подготовки и, конечно же, очень-очень много нюансов. А сейчас я хочу передать слово своей коллеге Асачи Ольге Викторовне. Прошу. Всем добрый вечер. Мы с моими коллегами, да, наверное, все в стране проводили уроки по конференц-связи. Ну, все, наверное, заметили, что особенно трудно уроки проводить в первых классах. В принципе, это в организационном плане. А вот во вторых и четвертых классах это такие проблемы. Отсутствие своевременного контроля результатов, низкая мотивация учащихся, низкая плотность оценок. Ну, а самое главное, это, конечно, повышенная нагрузка на учителя при проверке работ учащихся. Поэтому дополнительно мы с моими коллегами выбрали также работу в Я-классе. Особенность данной платформы в том, что она способна генерировать огромное количество задач по любой заданной теме. То есть представляет собой тренажер с бесконечным числом вариантов, с видеоуроками, с теорией. Платформу Я-класс мы использовали и до дистанционного обучения в нашей школе. Что же нравится? Ну, мне прежде всего нравится, что дети получают полный набор функций. Теория, задачи, тесты, методические пособия даже. Навигация по сайту простая, удобная. Каждый урок грамотно подобранный и четко выстроенный теоретический материал есть. Тренировочные задания, тесты, проверочные работы. Наличие разработанных проверочных работ с огромной вариативностью. Сервис помогает объяснять принцип решения задачи на аналогичных примерах, варианты которых генерируются всегда по-разному. Нельзя списать, можно только понять правила и применить его на своем материале. Проверка большей части работ происходит не учителем, автоматически происходит. Выполняешь задание и сразу понимаешь, правильно ты его выполнил или неверно. Если верно, ты получаешь баллы, зарабатываешь. Родители тоже не остаются в стороне и имеют возможность поучаствовать в процессе обучения, отслеживая успехи своего ребенка и подтягивая вместе с ним слабые стороны. Также мне нравится то, что материалы на сайте постоянно обновляются. Дети получают доступ к самым свежим курсам. Ну, а детей-то, конечно, привлекают это баллы и топы. Самый большой плюс – Я-класс стимулирует интерес ребенка к учебе, к выполнению заданий. За высокое место в рейтинге идет настоящая борьба. А чтобы победить, надо правильно отвечать на задания. А чтобы ответить,
нужно думать, рассуждать, вспоминать правила, ну и применять их, конечно. По сути, это те же самые школьные контрольные, проверочные работы, но только интереснее. Минусы тоже есть. Самое главное, не все функции Я-класса доступны по бесплатной подписке. Платная подписка Я+ дает доступ к ответам на задания, объясняет пошаговое решение и дает плюс балл за правильное решение. Ну, а это вносит дисбаланс в соревновательную систему. При этом всем положительные стороны сайта Я-класс, на мой взгляд, несоизмеримы с теми средствами, которые необходимо заплатить для подключения к платформе. Также к минусу можно отнести то, что учитель не сможет точно узнать, кто именно выполняет работу, ученик сам или ему помогают взрослые. Но на сегодняшний день это неизбежно при дистанционном обучении на любой электронной платформе. Наше выступление подошло к концу. Мы рассказали обо всем понемногу. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. Я думаю, мы примем ваше выступление тоже к сведению. Тем более здесь вот в чате появляются комментарии, которые хвалят именно платформу Zoom. Но, возможно, я смотрю, 40-я школа уже, наверное, очень хорошо разобралась с платформой Spherum, потому что задает профессиональные вопросы и задавали и спикеру от Spherum, и сейчас в комментариях можно увидеть. Поэтому, наверное, мы с вами как-то там договоримся, и на обучающих семинарах вы уже свой опыт, наверное, представите. Мы двигаемся дальше. Выступает следующим у нас Свернова Виолетта Витальевна. Опыт реализации образовательного веб-квеста профориентации школьников старших классов. Виолетта Витальевна, мы слушаем вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю организаторов за предоставленную возможность поделиться своим опытом. Коллег, присутствующих, благодарю за внимание, проявленное к докладу. И сразу запускаю демонстрацию экрана. Получилось у меня? Да, все нормально, отлично. Все мы видим. Хорошо. Ага. Прежде всего, разрешите представиться. Я Смирнова Виолетта Витальевна, кандидат медицинских наук, являюсь магистрантом программы электронно-образовательные технологии Московского педагогического государственного университета. В своем выступлении сегодня хотела бы рассказать вам о нашем практическом опыте применения технологии веб-квеста для учащихся медицинских классов и учащихся старших классов естественно-научного направления школ города Москвы. Ну, целевая аудитория я уже озвучила, не буду останавливаться. Задачи, которые мы ставили при разработке веб-квеста. Веб-квест был начат... Работа над веб-квестом была начата в начале неожиданного принудительного дистанционного обучения в марте 2020 года, а реализовали мы его на практике осенью того же года, уже в городском формате. У нас участвовали командой нескольких школ. Какие задачи мы ставили перед собой прежде всего? Это углубить специальные профессиональные знания, повысить мотивацию и интерес обучающихся к занятиям, сформировать умение работать с информацией, умение применять цифровые инструменты для развития образовательных продуктов и развить навыки самостоятельной работы. Продемонстрирую вам, что из себя представляет наш веб-квест. Я надеюсь, я сейчас переключилась, видно, да, демонстрация? Коллеги, дайте мне обратную связь, пожалуйста. Демонстрация видна сейчас?
Алло. Все видно, все нормально. Ой, простите, пожалуйста. Вот сейчас куда-то убежала. Да-да-да, Вот сейчас вернулась. Итак, веб-квест посвящен истории медицины, поскольку основная наша целевая аудитория – это учащиеся медицинских классов, которые участвуют в проекте «Медицинский класс в Московской школе». Возможно, вы слышали об этом проекте. Вот прежде всего он разрабатывался для них. Итак, зайду сейчас прямо в сам веб-квест. На главной странице было обращение к нашим участникам, затем их встречал порядок работы подробный, что они должны были делать по мере прохождения веб-квеста. И дальше наши участники попадали на этапы. Этапов мы разработали 12. 12-й этап был заключительный. Все этапы были похожи один на другой в плане организации, то есть это была какая-то теоретическая информация о том или ином ученом или выдающемся деятеле или периоде развития медицины. На некоторых этапах были размещены мультимедийные информационные ресурсы к изучению. И также каждый этап сопровождался разработанными нами в сервисе LearningSub заданиями, которые наши учащиеся должны были выполнить. Вот одно из таких заданий, задание на перетаскивание. Почему мы ограничились одним сервисом? Все этапы у нас, да, все задания сделаны в одном сервисе. Конечно, мы могли использовать много цифровых инструментов для создания интерактивных упражнений и таких заданий, но решили остановиться на одном, благодаря тому, что он очень многофункциональный и большое количество разнообразнейших заданий можно было сделать только в этом сервисе, не разбрасываясь. В чем заключался 12-й заключительный этап? На каждом этапе наши участники собирали слова, которые были зашифрованы в виде обратной связи в сервисе LearningSub, собирали слова, из которых складывалась определенная фраза. Эту фразу, высказывание Николая Ивановича Пирогова, они должны были заполнить внести в маршрутный лист и отправить организаторам. На этом заканчивался первый этап веб-квеста. И начинался второй, творческий. Творческий этап выражался в том, что мы просили разработать их визитную карточку героя медицины. Этого героя они должны были выбрать самостоятельно и рассказать о нем. При этом визитные карточки мы собирали. Каждая команда разрабатывала визитки. И эти визиточки они размещали в сервисе. Ой, сейчас я, секунду. Прошу прощения. Они размещали в сервисе Padlet. Вот вы видите, на этом слайде представлены, так сказать, закрытые кабинеты. То есть были созданы доски. На эту доску получали доступ участники только одной команды. И таким образом посмотреть, что делают участники другой команды, было невозможно. То есть до финального этапа, когда команды защищали свои визитные карточки, работа каждой команды была в секрете. Почему мы выбрали Padlet? Во-первых, он достаточно простой, он чем-то напоминает обычные соцсети. Во-вторых, он совместим со многими видами контента, как файлами текстовыми, мультимедийными, изображения там можно добавить и так далее. При этом, что нам еще особенно нравилось, была возможность отследить именно командность работы, участие каждого члена, потому что каждый добавленный ресурс или внесенное изменение на доске, оно фиксировалось, кто это сделал. Ну, вот решили в таком формате. Затем предстояла защита
созданных работ. Защита проходила в дистанционном режиме по рекомендациям, и мы проводили, пользуясь сервисом Zoom. Вот здесь демонстрация одной команды, доклада одной команды и наши эксперты, которые оценивают работу участников. И награждение победителей проходило в медицинском колледже Российской академии наук. Мы награждали наших победителей посещением симуляционного центра с прекрасным оснащением, где они могли не просто его посетить, посмотреть, но и поработать вот на супертренажерах последнего поколения. Какие инструменты использованы для организации веб-квеста? Это сервисы Google, модули LearningSub, сервис Padlet для организации командной работы участников и конференция Zoom для организации защиты. Наше заключение, что мы вынесли в итоге для себя. Тема веб-квеста вызвала большой интерес у участников. Формат проведения понравился участникам, вызвал интерес именно нестандартные цифровые инструменты, которые использовались, потому что некоторые команды приготовили не только презентацию в PowerPoint, а снимали видеоролики, подготовили необычные интервью о выдающихся врачах и так далее. Кто-то сделал анимированный ролик. Из этого мы делаем заключение, что, конечно, видимо, это зависело прежде всего от сопровождения методического. То есть насколько руководители команды, насколько классные руководители или учителя, которые сопровождали эту команду, насколько они были сами готовы в цифровом отношении к выполнению той или иной работы. Тщательный подбор ресурсов необходим для организации веб-квестов. И здесь уже сегодня говорили о критериях оценивания. Вот мы столкнулись, что да, есть определенные требования и трудности, если критерии оценивания недостаточно хорошо проработаны. Поэтому это, в общем, такой момент, который необходимо разрабатывать и уделять при разработке веб-квеста особое внимание для того, чтобы оценить работу участников было намного легче и чтобы наше оценивание было как можно более прозрачным и понятным. На этом разрешите закончить свое выступление. Я оставляю свою контактную информацию. Если кого-то заинтересовали материалы данного веб-квеста, я с удовольствием поделюсь. Или возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Буду рада ответить. Спасибо еще раз за возможность поделиться. Спасибо, Виолетта Витальевна. Мы двигаемся дальше. Вот Виолетта Витальевна отметила тут ресурс Padlet. У нас есть выступление Жанны Викторовны Куриленко, учителя географии и биологии, на эту тему. Жанна Викторовна, вы здесь? Вы меня слышите? Да, слышно вас. Все, замечательно. Да, мы готовы. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Я сейчас сделаю, и мы начнем. Так. Да, все видно. Хорошо. Так, ну, я тоже хочу поблагодарить участников сегодняшнего форума за возможность участия, поприветствовать коллег и всех участников нашего сегодняшнего мероприятия. Да, ну и как бы получается мое выступление, как в дополнении к предыдущему выступлению, я немножечко расскажу вам о виртуальной доске Padlet как площадке для создания образовательных ресурсов. Вот. Так, ну и целью моего выступления является сформировать представление о возможностях виртуальной доски Padlet и применение ее для создания образовательных ресурсов. Значит, в нашем центре дистанционного обучения обучаются детки с особыми потребностями.
Все учащиеся находятся на домашнем обучении, а сам процесс обучения осуществляется с применением технических средств обучения, то есть через Skype. Каждый наш урок мы стараемся провести интересно и познавательно, и в этом нам помогают всевозможные интернет-сервисы. Ну, ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в просторах интернета каждый может найти для себя как бесплатные сервисы, да, так и платные сервисы. И вот одним из таких сервисов, которые я для себя открыла и на сегодняшний день активно использую, является виртуальная доска Padlet. Что же такое Padlet? Давайте разберемся. Значит, все помнят обычную школьную доску. Вот она здесь мне представлена, на которой мы рисовали, писали, крепили плакаты, чертили, могли прикрепить всевозможные таблицы, да, какие-то другие образовательные ресурсы. Вот Padlet – это точно такая же доска, только существующая онлайн. Да? Она представляет собой виртуальную стену, на которую можно прикреплять фото, аудио, видео, файлы, всевозможные ссылки на странички в интернет, заметки, презентации, интерактивные задания, контрольно-измерительные задания, то есть всевозможные образовательные ресурсы. И вот при помощи вот этой виртуальной доски Padlet мы можем избежать однообразия в дистанционном обучении, подключить учеников к активной самостоятельной и познавательной деятельности. Конечно, нужно сразу же отметить, что данный сервис, он является условно бесплатным. Почему? Потому что при бесплатном пользовании вам предоставляется возможность использования только 3 досок Padlet. Да? Если вы хотите, допустим, больше создавать этих досок, более активно использовать в своей профессиональной деятельности, то тут уже потребуется, наверное, дополнительная подписка, которая потребует от вас, ну, конечно же, потратить какую-то определенную сумму денег. На месяц это 500 рублей, если вы на год подписываетесь, то 4800 рублей. Я в своей педагогической деятельности использую пока возможность бесплатных использования этого сервиса, но я думаю, что в скором будущем я уже буду активным пользователем этого приложения, продвинутым, так скажем, да, пользователем. Так, ну что, для того, чтобы более, так скажем, подробно познакомиться с этим сервисом, на слайдах предстоящих я вам покажу возможность регистрации в этом сервисе, а уже возможности заполнения этой доски, ну и вообще как они выглядят, я покажу на примере своих личных досок, которые у меня уже существуют. Да? Для того, чтобы зайти на этот сервис, необходимо в поисковой строке набрать padlet.com. Вы заходите вот на такую страничку, попадаете. В правом верхнем углу здесь есть вкладочка «Войти». Да? Вы туда нажимаете. Затем вам необходимо выбрать вариант регистрации. Это можно сделать через Google аккаунт. Я думаю, что сейчас уже, наверное, у всех он есть. Это очень просто и достаточно быстро. Затем вы нажимаете, значит, вкладочку «Зарегистрироваться», вводите свой адрес и придумываете пароль. Да? Потом снова щелкаете «Зарегистрироваться», и вы уже непосредственно попадаете на следующую страничку, где вам предлагается как раз-таки то самое сотрудничество с Padlet. Базовая, значит, форма сотрудничества или продвинутая форма сотрудничества. Вы выбираете базовую форму сотрудничества, бесплатную. Да? Вот. Ну и непосредственно, так как вы заполнили все свои данные, здесь появляется ваше имя, и в верхнем, так скажем, левом углу у вас есть такая вкладочка «Создать доску». Нажимаете сюда, и перед вами уже, так скажем, появляется возможность вида этой доски, то есть как она будет у вас выглядеть. То есть ваши образовательные ресурсы при наполнении будут иметь следующий вид, да, в виде стены, в виде холста, в виде сетки и так далее. То есть выбираете ту форму, которая вас интересует, и, соответственно, она уже появляется, да, на вашем экране. Так, как-то мне нужно сейчас отсюда выйти. Алло, слышно меня? Алло.
Да, Меня все нормально, слышно. Слышно, да? Так, да, сейчас я слышно. вам покажу именно, только как вот тут мне это все... Угу. Вот, доски, которые созданы мной. Значит, заходите на доску, находите в правом верхнем углу значок шестеренки, это наши с вами настроечки, да, то есть что мы здесь будем делать. Значит, предоставляется возможность дать название доски. В моем случае это урок географии в 7 классе, Австралийский союз населения и хозяйства. Есть возможность, получается, дать описание этой доски, выбрать значок. Я выбрала кенгуру, да, раз речь идет об Австралии. Вы можете выбрать фон доски, цветовую схему, да, то есть как она у вас будет выглядеть, светлым, либо в темном плане. Выбираете шрифт тех буквок, да, которые у вас будут на доске отображаться. Здесь можно отметить авторство, то есть если вы нажимаете авторство, то есть каждая созданная вкладочка, она будет иметь имя, фамилию, отчество того, кто это сделал. Да? Жанна Викторовна, по-моему, зависла у вас презентация. Мы на шаге 8. Так, на шаге 8. Так, как мне сюда зайти? Давайте попробуем. Так. На 12 слайде. Мы остановились на 12 слайде. Правильно, нет? Нет. Так. Так, то есть вы мой экран не видите, получается, да? То есть я сейчас демонстрирую саму доску Padlet. Нет, не видим. Не видите, да? Так, вам ну давайте... Вам захват окна надо сделать тогда. Так, захват окна. Как это сделать? Демонстрация экрана и выбрать там окно. Так, демонстрация. Вот у меня демонстрация экрана есть. Так. Сейчас мы видим презентацию. У вас есть там выбор окон? Браузер надо выбрать. Выбор окон. Так, почему-то у меня... Я не вижу здесь этого. Так. Так, мне нужно продолжить демонстрацию, да, нажать? Ну, давайте, наверное, по презентации пройдемся, и уже коллеги сами попробуют. Давайте по презентации, хорошо. Да, то есть я думаю, что возможность... Так, теперь видно? Видно мой экран? Да. Вот, и таким вот образом вы можете создавать всевозможные образовательные ресурсы для своих уроков, да, и ваши уроки будут непосредственно отвечать всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта. То есть здесь будут и видео, файлы, и фото, и какие-то контрольно-измерительные материалы, то есть достаточно очень доступно и просто в использовании, да, это виртуальной доски Padlet. Вот, например, представлен у меня проект моих детей, где помимо каких-то печатных, соответственно, электронных, да, информативных, так скажем, плакатов, есть еще и видео, и, допустим, непосредственно рисунки самих детей. Ну и в заключение, раз уже время подходит к концу, я бы хотела сказать, что использование онлайн-доски – это неотъемлемая часть современного процесса обучения. Padlet – хороший пример логичной идеи и ее технологически продвинутого воплощения. Легко осваивается и решает практические задачи по визуализации информации при различных формах удаленной работы, способствует формированию и развитию ИКТ-компетенций, расширяет возможности урока в условиях реализации ФГОС. Прошу прощения за технические неполадки и благодарю за внимание. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое. Не знаю, почему у вас не получилась демонстрация экрана. Не могу сказать. Демонстрация браузера. Угу.
Ну хорошо, ладно. Я скину сейчас в сообщениях еще, получается, информацию, пошаговую информацию работы с Padlet. Поэтому, кому интересно, можете себе сохранить. Хорошо, хорошо. Коллеги, мы двигаемся дальше. Гайнудинова Татьяна Юрьевна, заместитель директора СОЖ номер 4 города Усинска. Платформа Teams у нас. Из опыта работы на платформе Teams. Да, сейчас я подключусь. Татьяна Юрьевна, пожалуйста, вам слово. Да, я здесь, меня слышно. Просьба, уберите, пожалуйста, демонстрацию вашего предыдущего экрана, я не могу включить свою. Так. Жанна Викторовна, выключите свою демонстрацию экрана. экрана. Пожалуйста. Так, Все, спасибо. Нет, Нет, демонстрация экрана осталась. Она выключила себя. Я не могу подключиться. Сейчас, секунду. Сейчас я и закрою демонстрацию экрана. Саш, закрой, пожалуйста, демонстрацию экрана. Чужую не можешь разве? Это была Кириленко. Кириленко. Ну, давай так. Ну да. Ага. Ну, не, пока нашу тоже выключи. Ага, хорошо. Ну, все, выключили. Спасибо большое. Сейчас технически выйдет. Итак, спасибо. Да, все видно. Хорошо. Весь мир, охваченный пандемией коронавируса, в том числе и наша республика Коми, вынуждены были за кратчайшие сроки прийти на удаленное обучение, на дистанционное, и найти какие-то свои формы. Понятно, что первое время мы столкнулись с рядом проблем, и наша школа нашла свой выход, но прежде всего все-таки, наверное, эти проблемы были для нас очень актуальны и очень тяжело. Кроме того, отсутствие полного личного общения учителя-ученика, технические проблемы, перезагрузка детей. Помним, что при любом дистанционном обучении невозможно, чтобы ребенок был больше, чем 30 минут непрерывно на уроке онлайн, да, это все-таки компьютерный. Ну и кроме того, был велик соблазн у детей выполнять домашние задания не самостоятельно. Чего греха таить, отправляли детям контрольную работу не самостоятельно, или пройди, он это заполнял через интернет и отправлял благополучно на дистанции. Дети стали отличниками. И если посмотреть по результатам уровня обучения, то мы с вами, конечно, увидим, что за прошлый год нам третий триместр, или там четверть, нам дали отличников огромное количество. Следующая проблема, с которой столкнулись все педагоги, даже уже после того, как нашли выход, кто-то на Zoom, кто-то на Учи, Я-класс, Решу ОГЭ и так далее, были проблемы другого характера. И проблемы были непростые. А как сделать так, чтобы все расписание находилось в одном месте? Потому что в этом поиске каждый учитель, кто-то регистрировал ребенка на Учи, кто-то на Я-классе. Ну и представьте неподготовленного ребенка, который в 8 утра должен зайти то ли на Учи, то ли на Я-класс, и все это запутаться. Как же сделать так, чтобы это все было едино? Кроме того, кто практики, они знают, зарегистрировать отдельно на Я-класс, отдельно на Учи.ру, отдельно нужно было сделать для Zoom что-то, да? Все это привело к каким-то сложностям. Кроме того, а можно ли сделать так, чтобы одновременно загрузить ссылку на REST? Как убрать списывание? И да, вообще мы все педагоги привыкли к тому, чтобы все-таки видеть детей, не смотреть глаза в глаза. Предыдущие платформы не дают. Да? Кроме того, уже Слава Сабировна сказала, Zoom это все-таки 40 минут. А бывало такое, что практика нужна, и для больших детей там нужно было побольше. Поэтому мы нашли выход, и одни из первых в городе Усинске, насколько я знаю, да и в республике мы нашли выход. Это была корпоративная платформа, объединяющая все. Это была платформа Teams. Сервис был представлен еще в ноябре 2016 года, но столкнулись и близко мы с ним именно в период пандемии. Какие плюсы? Пока я поговорю про те плюсы, которые есть. Прежде всего, это корпоративность. В наши чаты
в наши уроки, в наше общение, в наши классные часы не мог зайти пользователь, не зарегистрированный на базе нашей школы. То есть это наше единое цифровое пространство. Кроме того, создание команд достаточно быстро. Я вам представила экран моей странички в Teams, да, где вы видите, есть все. И 10 Б, и коллектив, и 9 Г, и Б, группа филологов, и техподдержка, плюс отдельная группа работы в программе развития, отдельный класс рассылки. То есть создание этих групп, оно огромное. Нужно провести совещание только с учителями математики. Знаете, создаем группу с математиками и их зовем. Поэтому никакой трудности с поиском и с забором групп откуда-то не надо. То есть все члены коллектива и все ребята, то есть это учащиеся, они загружены в общей платформе. Ты набираешь только первое имя и сразу выходит на совпадение. Соответственно, вот это вот создание многоцелевой группы, оно есть. Кроме того, я как администратор, мне на этой странице, у меня 2 страницы, как учитель и как администратор. Как администратор я сделала, у меня была еще одна группа, вернее, еще один логин для Teams, и была подключена ко всем группам нашей школы. То есть все учителя, которые я была в качестве учителя в каждой группе. Поэтому это позволяло мне видеть расписание уроков всей школы. Соответственно, ни о каких таких вещах перегруза, недогруза или вообще такого, чтобы в каком-то классе не проходило онлайн-урока, не могло быть. Я это видела. Перед вами это расписание апрель-май прошлого года, и вы увидели, да, что вот так выглядит расписание таким образом. То есть, если посмотреть по понедельнику, русский язык, дальше в 10 Б, дальше русский математика в 10 Б, русский и алгебра я веду свою, Татьяна Анатольевна в 9 Б у нас параллельно. Ну и дальше заседание кафедры. То есть мы видим все это в одном месте, все сключено. Кроме того, есть возможность, если кто-то из ребят забыл прийти на урок, мы отправляем ему оповещение и звонит звоночек как в телефоне, если ребенок, естественно, на месте, если онлайн. Поэтому здесь это тоже плюс немаловажно. Следующее, что было, это после пандемии, это консультация. Консультации тоже, пожалуйста, вместо Zoom используем здесь, начали собрание, зарегистрировали ребенка, если не зарегистрировали ребенка, это нашей школы, это консультация у меня с олимпиадницей. Пожалуйста, онлайн, без каких проблем. Время прошло пандемийное, но тем не менее тоже как форма проведения. Кроме того, есть возможность создать задание для определенного класса либо группы. В этом, при создании этой программы необходимо выбрать группу, она у меня выделена сиреневым цветом, да, и я для них, видите, здесь у меня дальше фамилии, кого мне надо позвать, и я их зову к себе. Плюс следующий – это все сохраненные документы. То есть, несмотря, год прошел 2, существует некое облако виртуальное, в котором есть все документы, которые вы загружали для своих классов. Ну, например, я не стала делать полную выборку, я сделала вот только те презентации, которые я загружала для своих. Время загрузки, все видно, кто просмотрел, тоже видно. Что, согласитесь, немаловажно, действительно важно, это не потеряно. Как я уже говорила, можно создать задание. Да, и вот я вам продемонстрирую там форму. Если полюбить Teams, то ты влюбляешься в него надолго и по-серьезному. Есть название этого задания, дальше инструкция, прочитай, исправь ключевые ошибки, отправь вариант в Word. Баллы, класс, дата выполнения и время выполнения, то есть до какого момента можно это вписать. После этого задание уже не считается. Кроме того, вы видите и время выполнения, и знаете, сколько ребята выполняют. Кроме того, так как задание сделано тренировочное, и они не в интернетные, то ребятам очень сложно сделать, копировать, вставить. То есть это все-таки на самостоятельность. Программа дает сохранение критерий. Ребята сразу эти критерии получают, видят, и уже по инструкции сами знают, сколько баллов они могут получать. Но если вы видите, отлично, все, интерпретация правильно, хорошо, 13, удовлетворительно, и менее 9, это плохо, что тоже хорошо. Плюс следующий – это общение в малых группах. Во время консультаций или во время урока ребенок присутствует, но я своих всех приучила, что во время урока они, иконка видео стоит, то есть я их вижу, но без звука.
Когда я начинала уроки, ввела Научи.ру, потому что еще до Teams мы столкнулись, да, Научи.ру, я не знаю, как вас, а меня очень смущало вот эти вот бегающие ручки, ножки там и в форме кружочков. То есть, когда ребята водили мышкой, вот это вот бесконечное мельтешение кружочков меня, например, немножко, ну, сердило, скажем так, и не давало сосредоточиться. Кроме этой же платформы Научи.ру не дает видео. Здесь Teams, пожалуйста, группа причем большая, в отличие, допустим, от того же Zoom. У нас мы провели, это наши, опять же, изюминка нашего позапрошлого года, мы провели последний звонок на платформе Teams. Естественно, ребята могли находиться вместе с родителями, включали видео, звук. Таким образом, это общение. На момент, определенный момент в группе во время последнего звонка было порядка 400 человек. То есть это были дети, это были родители, это были учителя и те ребята, которые, ну, скажем так, приглашены. Но опять же, пригласил мальчик учиться в 11 классе, хочет поделиться с девятиклассником. Ну и девятиклассники присоединились к истории. Ну, порядка 100 у нас, это было много, это было интересно, это было здорово. Кроме того, видеозапись самого последнего звонка, она тоже сохранена в облаке, она тоже существует. Поэтому здесь, конечно, плюсы есть. Это моя страничка, да, как присоединиться, и вы момент отслеживания, который тоже немаловажен. То есть вы видите, у нас здесь педсовет, и знаем, кто у нас присутствует на педсовете. В принципе, как в чате. Также есть плюсы, это соединение чата, то есть можно присоединиться, написать комментарии. И поэтому общение, скажем так, более живое. Минус, конечно, у Teams тоже есть. Вы можете сказать, что я нахваливаю, говорю, что все замечательно. Нас эта платформа полностью устраивает. Есть минус, это при загрузке. Не всегда с первого раза называется. Но есть, здесь эта особенность, она техническая, не столь сложна. Если с первого раза не загрузился, то загрузится со второго раза. Весит программа немного, поэтому здесь тоже огромный плюс. Ну и завершить я бы хотела словами, кто в учении как не бывал, тот учителем уже не будет. Мы действительно учились, учимся и продолжаем учиться, и на сегодняшний момент платформой, опять же, ребята уходят сейчас с классовым листам, мы опять возвращаемся к Teams. У нас, конечно, это плюс есть, в классах стоят ноутбуки либо стационарные компьютеры с видео, со звуком. И поэтому даже в режиме, когда учитель ведет первый, второй урок очно, а третий ему надо вести на дистанции, проблем никаких нет. Он идет в кабинет, включает, соединяет, работает. У меня, в принципе, все. Большое спасибо, рада была поделиться опытом. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, спасибо большое за выступление. Значит, ну вот у нас осталось еще одно выступление Радик Хамитовича Туренбекова. Попробую его запустить. Что-то у нас в прошлый раз не пошло в видео. Попробуем сейчас, пойдет или нет. Добрый день, уважаемые участники уже традиционного форума. Коллеги, слышно? Видно? Я являюсь представителем Воркутинской системы образования, представляю школу номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов. Для нас огромная честь представить наш опыт работы под названием «Современный учитель и его цифровые компетенции» или «Цифровая трансформация учителя». К огромному сожалению, лично выступить не получается, так как пандемия не обошла стороной и меня. Но, используя цифровые технологии, данное выступление будет озвучить виртуальный помощник. Коллеги, это запись, поэтому возможно, звук глухой, да. В Республике Коми продолжается работа по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Одним из направлений является реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной. Педагогов в этих учреждениях прошли соответствующие курсы повышения квалификации. 2021 год, 21 век, время цифровых технологий в школе. Мы должны давать знания не только по своему предмету, но и учить детей жить в меняющемся мире, думать о технических и социальных новациях. Одной из таких новаций считаем использование цифровых инструментов, образовательных платформ, сервисов и приложений в образовательном процессе.
Но не секрет, учителя сами испытывают дефицит опыта адаптации к жизни в стремительно меняющихся сетевых социальных условиях и выполняют его либо вместе, либо с помощью своих учеников. Фактом является то, что учитель во многом утратил не только роль исключительного носителя знаний, но и жизненного опыта, который обучающиеся могут получить самостоятельно. Многие считают, что сегодня школа не только не готовит молодое поколение к жизни в современном мире, но и усугубляет разрыв между поколениями, системой образования и обществом, бизнесом, семьями. Наш республиканский ресурсный центр позволит устранить разрыв между социальными потребностями. Какие диджитал-компетенции развивают работники образования в России и других странах? Какие навыки российских учителей окажутся наиболее востребованы в связи с массовой цифровизацией? Отвечая на первый вопрос, сравним список компетенций региональной общественной организации Центра интернет-технологий и модель ДИККОМ Европейского Союза. Можно заметить и сходство, и различия. Например, обе модели первым пунктом выделяют компетентность в области работы с информацией, поскольку это является основой цифровой грамотности в целом. Также выделяется общая компетентность, связанная с производством мультимедийного контента. Область компетенции безопасности европейской модели в российской версии отсутствует. РОЦ IT-безопасность выделяет как субиндекс цифровой грамотности в целом, состоящий из 8 компетенций. Нужно отметить, что российская модель выделяет использование социальных сетей, проведение финансовых операций, потребление товаров и услуг в отдельные компетенции, тогда как в европейской модели такие компетенции не указаны. На наш взгляд, российская модель больше подходит для использования цифровых технологий в повседневной жизни, тогда как европейская, несмотря на указанную значимость использования для всех граждан, ориентирована на цифровые компетенции работающих людей. Поэтому нам для разработки модели цифровых компетенций преподавателя актуальнее использовать модель Европейского Союза ДИККОМ. Нужно отметить, что попытки выстроить модель цифровых компетенций преподавателя ведутся уже давно. Наиболее полной моделью преподавательских компетенций можно назвать модель Technological Pedagogical Content Knowledge Trust. Она описывает компетенции в 3 ключевых для преподавателя аспектах технологий, педагогика и содержания. Данная модель описывает компетенции и знания педагога, которые необходимы ему для интеграции технологий в образовательный процесс вне зависимости от преподаваемой дисциплины. К технологическим компетенциям в данной модели относится способность использовать различные технологии, начиная с малотехнологичных. Ручка и бумага, заканчивая цифровыми. Интернет, цифровые. Нужно отметить, что на взаимосвязи между техническими, педагогическими и содержательными компетенциями преподавателя построено множество моделей оценки компетенций преподавателя в целом. В частности, рекомендации ЮНЕСКО по структуре компетенций учителей. Данные рекомендации предлагают структуру компетенций, состоящую из 6 модулей и 3 подходов. Модулями условно можно назвать группы компетенций, а подходами степень их выраженности. В таблице видите так: первый модуль – применение ИК, способность учителя самому применять технологии и помогать обучающимся ими пользоваться. Второй модуль – освоение знаний, использование технологий для решения комплексных задач. В 3-м модуле производства знаний производятся новые знания с использованием технологий. Также считаем важным отметить, что в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года номер 544 на утверждение профессионального стандарта педагогов и воспитателей, учителей в трудовую функцию педагогических работников входит следующее. Вы их видите на экране. Данные функции направлены больше на использование технологий в организации учебного процесса, нежели на выявление компетенций самого педагога. Изучив модели цифровых компетенций преподавателя, можно сделать вывод о том, что компетенции преподавателя – комплексное явление. Наряду с высоким уровнем цифровых компетенций у современного преподавателя должны быть выражены предметные педагогические компетенции, а также коммуникативные и другие трансграничные компетенции. В этой связи наиболее полной представляется план-схема европейской модели цифровых компетенций для образования, представленная на экране. К преподавателю предъявляются требования выраженности следующих видов компетенций. Цифровых компетенций, которые являются условием эффективного внедрения цифровых ресурсов в образовательный процесс. Педагогических компетенций, включающих в себя процессы использования цифровых ресурсов, а также обучение, оценку и расширение возможностей учащихся с использованием цифровых ресурсов. Трансграничных компетенций, состоящих из мягких навыков, позволяющих перейти от доставки знаний к содействию развития цифровых навыков учащихся. Предметных компетенций, которые являются базисом данной модели.
Таким образом, можно отметить, что данная модель является комплексной и затрагивает все аспекты преподавательской деятельности как системного и многогранного процесса. На основании данной модели возможна разработка системы оценки сформированности цифровых компетенций современного преподавателя и сертификации преподавателей в части цифровых компетенций, необходимых для педагогической деятельности. Интернет-технологий. В основу цифровых моделей должны включить основные понятия: цифровая грамотность, цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровая безопасность. Коллеги, очень важно понимать, что цифровые компетенции связаны с тем, что педагог вынужден работать в принципиально новой цифровой среде и взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса, непосредственно со школьниками, с другими учителями, с администрацией и с родителями, а также с третьими лицами, которые так или иначе вовлечены в образовательный процесс. Все это необходимо делать в цифровой среде. Ее главное отличие от того, что мы привыкли видеть абсолютно другие принципы, на которых строится взаимодействие. Мы увидели, что большинство педагогов пыталось просто перенести свои практики в цифровую среду, но в ней абсолютно другие подходы к коммуникации. По его словам, именно поэтому для работы в новой среде необходимы новые компетенции. Уважаемые коллеги, мы также рекомендуем познакомиться с опытом реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда». Опыт представлен на сайте виртуального кабинета Воркутинского дома учителя «Муниципальный смотр, конкурс образовательных организаций «Цифровая трансформация муниципального образования-2021». Думаю, многие муниципалитеты возьмут на вооружение формат мониторинга и демонстрации опыта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в рамках национального проекта образования. В заключение необходимо отметить, что сегодня во всем мире огромное внимание педагогического сообщества направлено на срочное формирование новых цифровых компетенций. Наш опыт показывает, что в нынешних условиях учителям необходимо максимально быстро учиться, осваивать современные технологии, овладевать новыми инструментами обучения и взаимодействия, а также внедрять в ежедневную работу все эффективные форматы обучения. Непрерывное обучение – вот к чему сегодня пришел весь мир и на чем будет строиться наше будущее. Непрерывное обучение для учеников и для учителей. Отныне только при таких условиях мы вырастим образованное, эрудированное новое поколение. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, на этом наша программа сегодняшней площадки «Цифровая школа. Опыт, компетенции, проекты» завершает свою работу. Я благодарю всех участников, выступающих за содержательные, интересные доклады. Благодарю тех, кто выдержал этот 7-часовой марафон. С 10 часов мы с вами работали. И если есть участники, которые с 10 вот без перерыва и до 5 часов вечера, до 5:30 уже практически присутствовали, благодарю вас тоже за выдержку, настойчивость и целеустремленность в получении цифровых знаний. А на этом прощаюсь с вами. До свидания и до следующих встреч. Коллеги, наше мероприятие закончилось.